Здравствуйте. Всем добрый вечер. Так, чат у нас разрывается, это отлично, это хорошо. Кто-то там писал 2 ночи, еще нет. Всем здравствуйте, всем, кто здесь, всем очень рад. Да, я ничего с этим не могу, к сожалению, поделать, ребят, потому что рабочий человек, иногда нужно на работу, потому пока туда-сюда, вот так попробуем, вот так лучше будет, нет? Давно не виделись. Сейчас я чат прям перемотаю. Так, Ярик, Джаз, привет. Всем приветики, Наталья, Серега, здорово. Блин, музыка теперь мне на уши дает. Что за тема? Подожди. А вот так сделаем. Во, сейчас я ее убавлю, чтобы она не мешала никому. Сталкер, игра понравилась. Всем прикольно. Так, Алекса, Наталику, Ярик, что сегодня за тема? Тема сегодня... Ничего особенного, в принципе. Я вот еще перед стримом, пока кушал, ребят, еще познакомиться успел с новым каналом. И Джаз туда забежал, по ссылке прошел, и Монтен зашел, Чиканога показал. Канал Чердак, ретро-стример. Так, всем добрый вечер. Блин, короче, что вам сказать-то? Давайте, наверное, вот так вот сделаем, музыку вырубим. Если что, кто-то хочет прям поговорить, Дискорд я включил, можно будет и в Дискорде, короче, поговорить. Так, голосовой. На канале Чиканог Стар Супер, я на сервере, если что. Заходите и поговорим. Ставим лайки, друзья. Что ты молчишь? И что за бабка у тебя за... Вообще бабки нет, во-первых. Что, меня не слышно, что ли? Подожди. Я даже не слышал, кстати. Алло. Подожди. Сталкер, ты меня не пугаешь там? Блин. Все работает, блин. Фу, напугал. Не надо это самое. Так, чат. Я реально не проверю, обычно спрашиваю. Как у вас делишки прошли, как неделя? Рабочая неделя была у меня. Звук топ. Спасибо большое. Да, шучу. Если что, заходите на канал Чиканог Стар Супер, главный голосовой. Я здесь. Секундочку. Че по видео? Вы у меня его очень давно выпрашивали, а я 2 дня убил на подготовку и монтаж. Правильно. Вот, кому... Так, подожди, где тот самый... Господи, вот как человек... Вот я не был здесь, вот сколько, пару дней не был на этой вот ОБС. Все вот. Вчера, короче, я нажимаю стрим. Из-за чего вчера, кстати, рассказать быстренько. Вчера хотел я включить вот этот вот, я скажу, стрим. Ну и, короче, получилось как? Получилось как получилось. Я врубаю стрим, а у меня почему-то начала запись идти, а я думал-то я же стрим включил, а оказывается там запись идет. Ну и здрасте. Ничего хорошего с этого не получилось, но и что-то я с таким нехорошим чувством все это остановил и все это по нулям. Так, потом еще, кстати, да, поскольку не пошло это, я потом обновил, компьютер перезагрузил, и потом что я сделал? Включил Need for Speed, поиграл 20 минут, еще чуть-чуть попытался записать. Почему-то в OBS записывал в поганом качестве, прям... У меня другого слова даже нет на это, честно. Какая-то фигня получилась, я прям расстроился. Потом нашел от видеокарты программу, через нее можно его записать. Так, видос посмотрим, конечно же. Кто не видел видос, поднимите руки. Детки, кто не видел видос, Джастыч там записал. Я, кстати, его смотрел, я знаешь, где его смотрел? Я же на работе, блин, человек-то, блин. Как настраивать и использовать теги, как продвигать свой канал, VidIQ, Power Кондитер. Так, да, кстати, у Сереги японческая игрушка сейчас, да, и блины жарил, да, жарил. Я все слежу, подтверждаю, проверяю. Так, смотрите, я сейчас это как-то... А что я делаю вообще? Объясните мне, пожалуйста. Кто-нибудь объясните мне, чем я занимаюсь тут? Подожди. Что-то я вообще запарился, ребята. Вот так вот рабочий человек называется. Вашего канала. Баум. Об этом меня давно просили. Да, тебя просили. И первая и основная тема будет это вот так. теги вашего канала. Я не просто расскажу, как они работают, и покажу,
но и попробую вас переубедить в том, чтобы вы... Я пока нет. С опытом 18 лет. Так, Саша, делись. Короче, вот видос Джаста. Кто его не видел, Не только видео, творческое студия, посмотрите, пожалуйста. но и Полезная информация, реально, потому что студия, настройки, были вопросы. Вот вам, пожалуйста, на вопросы кое-какие ключевые слова, ответы. Основная информация. Погнали. Что-то почему так тихо это? Я приведу в пример себя. Представьте себе, что вы играете в Counter-Strike Source настолько хорошо, что с вашей командой пытаетесь... Объясняет ехать человек. Китай Плюс на World примеры Cup. еще. Доброго вечера, Ахмед, привет. Но из-за вот этих Кажется, событий догадываюсь, в чем они проблема. Я тоже скину тебе ситуацию. 2 файла. Представьте себе, разберемся. что на вас лежит куча банов, жалобы на имя. Я что вы рекламы-то и не можете надо, через блин, мне стену, твое мнение что надо. Я там слушаю, я его полностью не послушал. Сейчас просто мы одно за одно и посмотрим. Дефолтные прострелы. Представьте себе, что вы умеете летать на самолете. Ну, Чиканок, привет. Симулятор. Представьте себе, что вы играете только на хардах, и вы супер-про геймер. Да. Конечно же, вы скажете, да зачем мне теги? Я же скилловой игрок. Как и любые другие миллионные каналы, меня заметят за мой скилл. Да-да. Поэтому буду известным, и меня будут смотреть. Поэтому теги мне не нужны. Это все ерунда полная. Но нет, это не так, и это так не работает. И я объясню почему. Долгое время... Кто сделал? Чиканок. Драйвер Не сделал. было никакого продвижения. Я 13 был. 13 лет это существование моего канала. На нем находились видео, в принципе, достаточно... 13 лет существует канал, у него за последние, блин, неделю 100 подписчиков плюс. Или второго, третьего видео. Мы в последний раз, когда у Чикана были на стриме, у него было 460, сейчас у него 571. Обалдеть. Ютуба существует большое количество видео по различным тематикам. Будь то Здорово, кухня, ребятыч. Всем будь то привет. СССР, или Я... какие-либо другие тематики. И для того, чтобы YouTube Я кожу понимал, сменил, я кому теперь предлагать толстокожий. ваше видео, Толстокожий? необходимо проставить У меня скоро 500. Ярик, поздравления. Тоже у тебя канал быстро растет. Это очень круто. Ведь если ваше видео не имеет тегов, YouTube просто не понимает, кому их давать. 469. Ну, скоро будет, значит, 500. Давать. Поэтому ваше видео и находится без движения. Для тебя полезный, кстати, контент. Ровно как и допустим, Заходи, у вас Ярик, здесь тематика посмотри. кухарная. Объясняют прям доступно человек. Автосессор откроет ваше видео, скажет, зачем мне это впихнули, закроет ваше видео на первой-второй секунде, и у вас будет отвратительный CTR, то есть показатель просмотра видео. И, естественно, такое видео больше никому не покажется из-за плохой оценки. А для того, Собака, я чтобы делаю ставить видео. правильные теги и правильно их вписывать, надо понимать, как они работают. Давайте рассмотрим, как работают теги. Как работают теги? Что такое теги? Теги — это те поисковые слова, которые зрители вводят в поиски. Ну и не только зрители в поисковых системах больших гигантов, как Яндекс или Google. Они работают абсолютно так же. В самих тегах вы ставите те слова, которые будут присутствовать в тексте запроса. Если ваш тег большой, состоит из 5 слов, то он будет выдан тому, кто его вводит, только в том случае, если он ввел все эти слова и в том же порядке. Если же в ваших тегов, допустим, из 5 слов, все 5 слов стоят отдельно, и он все эти 5 слов ввел, или, допустим, только одно из этих 5, ваше видео в любом случае ему будет показано, потому что любой из этих тегов присутствовал в поисковом запросе. Сейчас я вам подробно покажу. В данном случае показано, при вводе каких слов, какие слова будут выдаваться в поиске. Поэтому старайтесь... Поисковый запрос. Я еще, кстати, об этом тоже начал, тоже так начал делать. И прям название ролика начинаю писать, которое думаю. И сейчас... И уже примерно YouTube выкидывает, что люди задают в поисковике. Just вам сейчас то же самое делает. Паузу, отмотайте назад и посмотрите еще раз. Помимо механизмов рекламы, также существуют механизмы наказания авторов канала, которые злоупотребляют такими вещами, как тегами. Для того, чтобы наказывать таких авторов, существует некий блэк-лист. Что это такое? Это ваш канал существует, ваши видео существуют, но они не выпадают ни в рекомендации, ни в ленты, ни в уведомления вашим зрителям,
ничего не приходит. Ваши видео не продвигаются. И длительность этого срока зависит от тяжести наказаний. Более подробную информацию вы можете найти в правилах YouTube. Поэтому смотрите, чтобы ваши теги всегда соответствовали содержимому видео. Если вы стримите игру Metro Exodus, пишите стрим Metro Exodus. Не надо писать там автомобили, шок-контент и так далее. Вы можете словить бан. Конечно, автоматом бан вероятность словить очень маленькая. Но вот если кто-то нажмет кнопку «Пожаловаться», то добро пожаловать. Если кнопку нажмут «Пожаловаться», добро пожаловать. В принципе, логично. В этом что-то есть по-любому, потому что же есть всегда служба вот этой вот поддержки. Главный вопрос. Где и как их размещать? Размещать их надо в двух местах. Первое — это в творческой студии. Редактируйте ваши видео, или когда вы его запускаете. Или Вирал. Вирал тоже работает, ну, как вирусный ролик. Развернуть. Но с этим надо быть поаккуратнее. Здесь у вас есть окно теги. Сюда вы вписываете ваши теги. Какие лучше теги, будет в конце видео. Подсказка, как можно подобрать лучшие теги. Сейчас мы поговорим о том, какие именно Теги пишите там, где есть раздел теги. Допустим, у меня речь в данном видео идет о программе VoiceMeter Banana. Соответственно, я сюда пишу только то, что связано с ней конкретно, а не с моим каналом. Это VoiceMeter Banana, VoiceMeter. Вот тебе моя реакция, Just, на твой видос. Учитывайте, что пока все прям мысли, прям все мысли наши. Вводят текст в поле Что поиска. такое Вирал? Вирал Чеканок — это вирусный ролик. Старайтесь эти ошибки учитывать и тоже писать варианты тегов в написании с ошибками, которые могут теоретически допустить те или иные пользователи, которые ищут. Так вы выиграете энное количество процентов зрителей. Они найдут именно ваше видео, а не что-то еще. В данном настройке программы у меня рассказано о том, как настроить ее и настроить для Дискорда. Поэтому я сюда написал VM Banana, ее различные вариации. Я такое не умею. Все ты умеешь. Discord для стримов, программа OBS. Я тебе позже видос скину, кстати. Микрофона помогает. Напомни мне Для еще. игр, как слушать на фоне стрима. Эти теги касаются именно тематики данного видео и именно данной программы. Далее, если вы, допустим, хотите сделать теги к какой-нибудь игре, давайте посмотрим, уберем фильтр поиска. Кто И, следующий? допустим, Metro Exodus. Чей Вот канал здесь показать? Давай прям чердака у меня включу написано канал. Именно все про Metro Exodus. То есть тематика под видео тегов. Давайте должна зайдем, ребята. Ретро-стример наш. Теперь поговорим Спасибо о теге. Поддержим человека. Спасибо большое. Для того, чтобы ваш Just, канал я на паузу, я обязательно мы еще Спасибо, продолжим Сэн смотреть. Коннелли. Продолжим сейчас смотреть. Отдельное спасибо большое. Так, ссылочка Ну, на что-то ты канал это человека. самое. Так, ладно, пойдем дальше. Да-да. Ёб твою. Наталья, все верно. Здесь, короче, такая тема. Смотри, в тегах пишешь такие вещи, как вот, допустим, если бы ты сама задавала, и это было, блин, и бах-бах. Что интересно, Стип? Больше интересно ретро-стрим или все-таки вернуться к Джасту? Мы к Джасту сейчас продолжим смотреть. 20 минут ролик, ребята. Очень много полезной информации. Кто хочет какую-то помощь получить, адекватную информацию, которая реально поможет вашему каналу, то это вот прям ролик с Джастом надо, блин, мы его досмотрим по-любому сейчас. Потому что было последний раз на стриме у Илюхи много вопросов, и Джаст выслушал, все-таки принял это к сердцу, сделал. Ладно, не скажу, а то могу кого-то обидеть. Не, вы что обидеть-то? У нас все адекватные взрослые люди, все нормально. Так, Здравствуй, привет от драйвера. Здравствуй, PS4, приветствую тебя. Все так, все так. Сэн Коннелли, здравствуйте. Приветствую всех. Здравствуйте.
Так. Кто там зашел? Серега зашел. Ну, игра довольно веселая. Firefox. Серега, здорово. Интересно. Саламчик, Олег. О, как делишки? Что-то у тебя голос еще хромает чуть-чуть. Да, еще есть маленько. Сейчас скажу. Сколько уже мы с тобой общались, сейчас сразу услышу, что у тебя что-то со здоровьем, ну, через голос передается прям это. Че, про это самое, как сказать, простыл чуть-чуть? Ну, грипповал я, с понедельника загрипповал, маленько потемпературил. Да, погода, видишь, туда-сюда прыгает. У тебя на стриме. Короче, вот, перед стримом познакомились с человеком, вот ссылочка на канал, канал называется «Чердак». Вот это да, Кто не- Ретро-стример тоже, да, наверное? Да, тоже ретро делает. Вот, Ой, блин, боюсь ретро-стримеров, они какие-то злые собак. Не, это не такой злой, как ты можешь себе представить пока еще. Пока еще. Вот Илюха, да, Серега, выздоровление, да. Сереге тебе выздоровление. Спасибо. Сибирского здоровья тебе. Ух, Да, ништяк. чтоб ты прям завтра вот так вот чаек с медом, с имбирем выпил, кружечку, и прям на ноги встал и пошел, прогулялся, вернулся и включил стрим. Вот так, чтобы было. Ссылка в описании. А он что, стримит сейчас или просто Да, видео это смотрит? лайвстрим у него идет. То есть сейчас в данный момент у него стрим, я из этого ссылку скинул. То есть если не трудно будет, зайди, поздоровайся, будет очень приятно. Ахмед, в чем именно? Да, мне теперь тоже стало интересно, ты нас заинтересовал. Степыч, есть новая инфа, давай делись. Так, в таком случае пусть пишут без ошибок, внимательно исправляют. Не, Наталья, смотри, я быстренько сейчас, Серег, скажу, пока не забыл мысль. Смотри, нормально. все очень просто. Вся больше шорты двигает. Ну. Не, шорты это, конечно, все хорошо. Но контент это есть контент, шорты есть шорты. И это все время сейчас они поделили это хорошо. Это во-первых. Во-вторых, пишут люди не все грамматически правильно в поисковике. Плюс кто-то пишет только с маленькой, кто-то начинает с большой, потом пишет с маленькой. Из-за этого все возможные варианты у вас там, допустим, ну, по этой теме пишите, будет клево. Тогда у вас намного больше шансов. Здесь прям, ну, все четко. Приветствую тебя тоже. О, приветствую тебя тоже. Я говорю на ту тему во второй части видео, Ахмед, ты и прав, и нет. Да, ну, вопрос такой, щекотливый. Просто кто-то говорит, что это не работает, кто-то работает. Это такое все абстрактная вещь. Я вам одно могу сказать. Никто не знает, как они правильно работают, потому что у кого-то ролик стреляет вообще не настроенный. У кого-то ролик стреляет там потом когда-нибудь, но он все настроено. Но первые 3-4 дня ничего не работает. Олег, регистр букв не учитывается. Ну вон, видишь, написал у Джаста, он как кардиограмма буквы скачет. Че, Серега, что ты расскажешь? А я что могу рассказать? Все равно мое наблюдение в последнее время вытягивает сильно это шорты. Люди просто обленились смотреть длинные видео, они смотрят в основном шорт. Ну, Просто смотрят за минуту, чем больше информации напихал, как говорится, именно полезное. Человек посмотрел, понравилось, и тут больше всего ты можешь поймать себе, как говорится, публика, подписчика и так далее. да. Шорты рулят, ребята, шортики рулят. Тут ничего не поделаешь. Я смотрел тоже у всех, наблюдал то же самое у Just. У Just шорты в последнее время стреляют офигенно. Что я с удовольствием у него эти шортики смотрю. И слеза протекает, потому что метро это просто огонь. Угу. Ну, видишь как? Вот тебе Just, вот тебе самый настоящий, как он называется, блин, не поддержка, а комментарий к твоей работе проделанной. Шортс, понятное дело, они работают. Из-за этого ребят сейчас шортс-то поделили, но есть определенные ниши. Даже у меня даже шортсы некоторые стреляли без настроек. Вот, Серега, я не знаю, у тебя вот работает шорт, ты, допустим, ставишь теги там, да, там то все. Ты прям это сразу настройки делаешь, потом только выкладываешь, или ты выложил шорт, а потом начинаешь теги ставить? Как у тебя это происходит? Я сначала загружаю, как говорится, я в основном шорты снимаю через мобильное устройство, потом загружаю, делаю его приватным, потом сажусь за ПК и потом начинаю, как уже Джаз до этого уже объяснял, я тоже так делал. Как говорится, у нас есть в Германии такой, как говорится, этот, шприхворд, как по-русски будет шприхворд, блин. Ну, блин, типа поговорки, как или как? Да, типа поговорка.
венигар ist mehr. Ну да. Перевести, чем Меньше меньше, больше. тем больше, да. И я Да. вот за этим тоже наблюдал с этими тегами, что чем меньше, тем реально, тем больше получается, тем лучше. Я уже тоже начал это практиковать. Вот Джаз, он просто подтвердил мою теорию, что так она и есть. Я потом сижу, там пишу, реально, что и делаю. Что вот я сделал. Например, Амигу, там этот сделал влог, ну-ка что, обзор, и все. Больше ничего не пишу. Ну-ка что, даже перестал писать, подписывать 8 бит, 16 бит, PS1, PS2, PS3, потому что Amiga с этим ничего не имеет. Amiga это Amiga. Да. Ну-ка что, тоже перестал заниматься вот этой ерундой. Уже, наверное, пару недель точно. Мгм. Вот так что Джаз, офигенная работа, молодец. Нет, работает по-любому полезная информация. То есть и мне в сообществе я поставил ссылку, да, ссылка здесь уже тоже была, пару раз пролетала. Если кто-то пропустил, Я вас всех да приветствую ё-моё, на не канале надо, не надо, Драйвер. вы что, Дед не, всем пожалуйста, передает зачем? Ну привет, вы чё, желает ребята? хорошего настроения вечера и насладиться холодной водой. Дед Сталкер, что ли? Ё-моё, Да, блин. прибудет с вами Санёк, зачем? Спасибо большое, ну зачем? Не надо. Так, Вне зависимости от наличия. короче, реально, ну, тема-то нормальная такая, да, просто из-за чего мы это все последний раз так разнесли, вроде вопрос за вопросом пошел, и заметили, что кто в чате были, у Ильи вопросов стало там со временем еще больше, чем меньше, то есть, и как бы нужно, да, такие видео делать, ну, я бы мог, но времени нет, вот, Джаста потом сказать, делай, он как все разлил, объяснил, он есть на стримчике уже не на одном, и, в принципе, здесь вот поставил, ты сказал мне, во второй части будет, я сейчас тебя правильно понял, Джаст, то есть, еще один будет видос, да, сейчас это было у нас что? Да, стоит VTIQ, часть 1. Значит, если стоит часть 1, значит, будет часть 2. Ну, нормально. Ждем. То есть, много полезной информации. Я его, когда полностью посмотрю, мои комментарии вы увидите обязательно же под этим видосом, потому что, ну, комментарии, они тоже в свое время. Олежка, Наталья, извини, пожалуйста, мне надо работать, чтобы заплатить за электричество, за интернет, за квартиру. За газ. Не, газа у меня нет. Ну тогда электричество. Нет, у меня за электричество надо заплатить, за свет. Сейчас конец месяца, у нас очень короткий февраль, вот этот, месяц такой, будь он неладный. Он самый противный. Ну, конечно, март еще хуже будет, там вообще 31 день, вообще чуть не 5 недель иногда выпадает. Не, надо работать, следующая неделя будет очень жесткая, и потом неделя тоже будет. У меня, кстати, вот в планах было вот к Сереге поехать в гости, ребята. Прям вот у меня мысля такая пролетала вот недавно прям, да, как-то я тебе намекал. Надо будет опять встретиться. Вообще без проблем. Да, так что... Я что-то не сказал, тут скажу, так херня война, приезжай, я сколько раз говорю. Да, так, у нас вторая часть будет про то, какие видео, шорты и так далее, как раз вопросы, которые сейчас идут. Да, сейчас вопросы все, но знаете, в чем прикол? Вначале все думают, что у него с голосом все плохо, но это вообще не так. Надо посмотреть, что думают насчет... на этот счет зрители. Никому не нравится свой голос. Да, Ахмед, поначалу, я когда себя первый раз в микрофон слышал, вот эта запись, тоже напугался. Ну, много раз там еще и пискля, вот это все было. Это у всех так. Серега вон спроси. Серега, вот ты себя первый раз на стриме услышал, когда ты там 6-7 лет назад стрим включал? Тоже, наверное, шуганулся чуть-чуть себя? Да там, нет, я вообще офигел, что у меня голос такой красивый, как у Бритни вот Спирс. видите, Соловей. Я это даже, я Это наушники нет. записал себе на MP3. И ходил весь день, прослушал, как Кашпировский. Да. Красота! Колокольчик теребите на канале Драйвер. Тут говорят о тебе и помогут тебе. Илюха, не бросай, не загоняйте в краску, пожалуйста. Не, Ахмед, это, конечно, да, насчет голоса. Я здесь с ним соглашусь. У меня поначалу тоже такая тема была, то что, я на свой голос вообще теребонька опять-то. Не, слушай, Джаст, у тебя там вообще голос-то, такого радиоведущего. Это нам, конечно, куда? Я первый раз, когда его включал тогда, ужас. Раньше у меня вообще писклявый голос был, сейчас вот испортилось чуть-чуть. Так, что там ЗБЗ, а то сижу один Ну что такое, Антоша, почему грустно? Да, так, эхо, Серега, у Серега эхо, я себя сам слушаю, Серега, через твой микрофон, скорее всего, эхо.
Так, бесит не голос, а что я несу, блин, что я несу. Да, Илюха, иногда ты несешь такую пургу, аж прям метель за окном, зима на дворе. Иногда очень даже интересные мысли пролетают. Кто со мной согласен? Так, я не Напишите. понял, ты меня мешал, что ты себя слышишь? Да, через меня? я вот твой микрофон захватывает, у тебя там в колонках включены, не наушники же? Я себя- Нет, наушники, по идее. Сейчас, подожди, посмотрю. Я себя иногда слышу, прям у тебя загорается микрофон, и себя слышно через Discord. Ничего, это настройки, подожди, посмотрю. Базука миссию прошел в колде. Как начать проводить стрим разговорный? Берешь, включаешь YouTube, включаешь стрим и сидишь разговариваешь, Антон. Все очень просто. А сейчас вообще включаю свой стрим, когда спать ложусь, засыпаю хорошо. Ха, Стим! Ну вот, смотри, сам записал себе колыбельную, включает свой стрим. Ребята, вот вам лайфхак, да, такой. Включаете стрим и засыпаете. А я для этого один раз, короче, месяцев 6-7 назад нашел видос на ютубе, часов, наверное, 6 или 10 там этот видос идет. Ты его нажимаешь, там, и там, короче, такая музыка такая, как бы, расслабляющая, успокаивающая, там, часов 10, наверное, ролик идет, я не знаю уже. Ну, просто отпад. Я один раз его попробовал, включил такой, думаю, вообще прям, ну, кто-то же додумался до этого, и смотрю, у него там прям часто его включали, это там ауфруфы стоят. Пилотыч, с праздником прошедшим тебя. Пилотыч. Так, сейчас лучше, нет? Да, сейчас уже лучше. Илюша, хочу вот рискнуть опять одну красивую песню, она сложная. Наталья, ты справишься, мы в тебя верим. В понедельник будет у нас что? В понедельник Давай ты хотела Рамштайн. караоке? Рамштайн 100 пудов. Я на Рамштайн даже донат сразу, и Серега там на донат скинемся Да, тебе. да, Как давай. задонатим тебе на этот самый, на новый микрофон, да? Понял. Давай прям на зону. Вот Зону. я хочу Ой, на спой. Ой, Понял. господи, что такое, а? еще Дед не Сталкер ляжь, 50. откусить. Блин, Будет Саня, легче ё-моё, целуешься, заходи лучше в Дискорд. и Зачем еще ты наливай целый бокал вина блинов за вас наелся? всех, Спасибо ребят. большое. Так, Дорогие, ну, без Илюх, ты обид, ваш кардинально Дед не Сталкер. прав. Я Такого опять драйва и не непонятки написал. нет на одном канале. Это иногда такие виртуальную... Да, конечно. Нет, Илюхе последний раз предложили, типа, ну, или как намекнули, типа, мог бы, типа, ну, на радио работать, там, ведущим. В том-то все и дело. Он бы мог реально на радио где-нибудь работать, и нормально было, потому что, ну, опять же, чем он занимается, это, блин, тоже не так просто. Отдача вот этой вот энергии, через 2-3 часа батарейка садится, и потом человек может на пару дней вообще выпасть с этого всего, да, потому что столько сил уходит вот эту энергию вывалить за раз, вот эти все эмоции выплеснул, когда он там 3-4 часа стрим, вот этот вот мощно. Если он еще и в одного будет там стримить, то 3 часа, я думаю, потом надо будет все-таки организму отдохнуть, чтобы у него это куку не поехало. По-другому это не назовешь. Выгорает. Выгорание будет, да, выгоришь эмоционально просто, у тебя потом вот эти мысли никакие приходить не будут, начнется проблема. Наталья, послушай, оценю, но смотри, ценить буду строго, как на шоу «Голос». Какое шоу «Голос»? Ты там, блин, не то что «Голос», ты прям этот определенно уникальный. Конечно, не уникальный, все мы уникальный, Джаз, все, каждый из нас уникальный по-своему. Кто-то поет, кто-то играет, кто-то записывает обучающие видосы. Илюха, он просто, у него просто его током шибануло, когда он смартфон заправлял этим электричеством. И он после этого начал разговаривать как радиоведущий, одел наушники, и он думает, что он работает на радио, а на самом деле он делает стримы на ютубе. Вот такой вот наш чекан. На самом деле, да, такая энергетика, я не знаю, иногда непонятно откуда берет. Вот это вот все, вот эти склад мыслей в голове, которые у него там пролетают. Как этот, помните, этот операция Y, говорит, космические корабли, говорит, бороздят в простор вселенной. Так у него там бороздит что-то в голове, а он потом нам это все на YouTube вываливает. Ничего себе, блин, ну, мне только что говорили, поздно уже, все спать пошли, говорит, что в 2 часа ночи не включил, весь чат кипит. Всем здравствуйте. Белиус, Леночка, здравствуй. Натусь, привет. Спасибо, здравствуйте, ребят, не забывайте, все, что я делаю, все ваша энергетика, вы меня толкаете. Так, мы тебя не только толкаем, мы тебя еще пинать будем, костыль возьмем и по шее дадим. Так, 23 на часах. Антоха, заходишь в Дискорд, ё-моё, расскажи что-нибудь. Заходи, вот, Чеканок Стар Супер, ссылку я же забрасывал. Ёпарасота, люди, вам на сколько раз напоминать-то надо, ё-моё. Так, Лена, приветики, я зашел в Дискорд, но все ложатся спать, сори. Без проблем, ну, мое дело предложить, а ваше отказаться. Так, прочитай мои сообщения выше, подожди.
но не фартануло. Так, короче, где я это читал, или мне кто-то рассказал, что был один стример, который уснул во время стрима, пока он спал, стал известным. Так это я рассылал вам. Это в Америке чувак уснул, ему там что-то 300 или 400 тысяч долларов, 380 тысяч задонатили, я отправлял это много кому эту картинку. Это реально настоящая история, потому что я поначалу подумал, это фейк, ребята. Все, что вы... Да, все, что вы увидите, где-то там показывают, не всегда сразу этому верить не надо, потому что большинство можно в наше время нафотошопить, но это реально было, потому что я его увидел потом не только там, еще и там по новостям, тыры-пыры. Ну и, короче, получается как? Получается, человек, реально он там стримил, если мне память не изменяет, он был стример на Твиче, что ли, Twitch, потому что Twitch все-таки платформа, где в основном сидят вот эти вот ля-ля-тополя, больше, чем на Ютубе, что меня удивило, ну да ладно. И он, получается, реально заснул, камера все это работала, там микрофон, там храп, все дела, и потом ему там, кто-то там прикольнулись в чате, такие, давайте его будить будем, да, $1, короче, у него там чуть не 400 тысяч долларов. Ну вот представляете, вот так вот поспал человек на стримчике, да, просыпается такой, ну, в принципе, можно уже идти машину покупать без кредита, а про дом-то я вообще уже молчу. Так, Илья, еще, нифига себе, блин, я уже теперь не успеваю за вами читать. Короче, чат, вы там сами по себе, если что-то важное будет, вы мне прям говорите, важно, и пишите потом, да. Обалдеть. Спасибо большое все, кто забежал, очень приятно. Серега, говори что-нибудь, а то я тут не замолкаю. Ты что, Да ты говори, я точно. Я просто пошел как поддержать твой стрим, рассказывай. Мне все равно приятно. Блин, нет, просто я вот видишь, как после работы поздно. Вчера так себе было, потом и настроение пропало. Я потом поиграл 20-30 минут, наверное, еще в Need for Speed. Попробовал записать и просто возьму этот кусок файла, музыку положу. Посмотрим, что с этого получится. У меня проблемка была в OBS. Начал записывать, включил игру OBS и записывалось, и качество было паршивое очень, да. Вроде зашел в настройки, все красиво. В чем проблема была, я так и не понял. Потом я зашел в компьютер, вот этот, знаешь, от видеокарты, настройки, вот эта вся таблица, и там можно было тоже записывать, что ты стрим проводишь, там, допустим, и там запись включил, и там прям клево. Так, я вообще, подожди, все, короче, я на стриме сплю, я не разговариваю. Сталкер, конечно, ты на стриме спать будешь, только не по танке. Включи какую-нибудь там девчонки. Подожди, Олег, у нас где, как вы знакомы этот, Фокс, как он, блин, дальше у нас, Португалия, господи. Golden Fox, Саня? Да, это он же умудрился на стриме уснуть и храпеть. Да, был он уже, блин, не раз. У нас первая схема, это, по-моему, пацан слезал у нашего Сани эту идею, просто у того прокатил, у Сани нет. Саня, тот на Твиче в Америке бабки получил, у него народу много было, а Саня на Ютубе за бесплатно проспал. Вот так вот, давайте. Не, это прикольная тема, короче, блин. Всем здрасте, пихая в Саню, он привычный. Так, какой стоп, Just какая реклама, Just Stop, Бархатов, Сашка, Кусь. Александр, аккуратнее, у нас в чате находится Наталья, солнечная девушка, она там, если что-то не так, то сразу начинает кусаться, с ней надо быть аккуратнее. Может, ее накормить, там, мороженки ей дать, что ли. Мороженку, дайте мороженку Наталью в чат. Пойду корону надену. Джаст, корону как ты оденешь, мы так ее снимем и на металлолом сдадим. Лайкоще, ты лайкос, Сыч, занес, братан, братуха, Джаст Топ. Так, ё-моё, блин, ничего себе. Блин, ну все, кто здесь, вам всем просто вот респект и уважение. Большое спасибо за поддержку. Неожиданно, но мне очень приятно. Я вот так вот, видите, на наш глядя рискнул, потому что я до этого времени работал, точнее, я был с утра на одной работе, приехал, пошел на другую, приехал домой, поужинал, вот, я такой смотрю на время, думаю, ну что, была не была, запускаем стрим. Так, давайте, знаете, что, так, пам, на весь экран, ну-ка, вот, видно. Уставший чуть-чуть, но когда я вижу вот это вот движение в чате, да, пишут, все друг друга знают, здороваются, общаются. Блин, вот мотивация для того, чтобы продолжать что-то такое похожее делать, двигать. Можете следующую тему для стрима какую-нибудь, если есть какие-то вопросы, может быть. Потому что VTIQ такая штука, не каждый самое... Так, не могу на трон, то ли... Но
Эх, драйвер, ты 3 работы, еще и монетизацию подрубил. Да, если бы драйверу надо, знаешь, просто монетизацию выключить, чтобы как раньше было все на ютубе. Просто зашел бесплатно, посидел, потарахтел. Нет, это все делается для будущего, потому что пройдет пару лет, вот все запомните, я вот этот начал 365 дней в этот челлендж. Я увидел одного чувака, думаю, блин, прикольная вещь. И пройдет время, включишь то же самое, да, ролики свои будешь смотреть. Ну, и даже я уже сам первые ролики смотрел на днях, которые записывал почти год назад. И это просто что-то с чем-то. То есть так вроде бы забывается, начинаешь видео смотреть, начинаешь вспоминать. Да, потом еще лет 5-10 пройдет. Вот это вообще будет бомба, да. Трон сегодня без меня. Так. Всем чат, кого не видел, канал Ярик PS4 Just Top. Да, тут даже хрен поспоришь. Серега, я рад за него. Сегодня бы я был у кого еще? У Сани был, Серега, у другого Сани. Там сейчас Артурчик или кто этот стрим проводит. Или Артем, я уже не помню. Блин, уже начинаешь забывать. Артингс Play, у него уже 700. Обалдеть. Растет человек на глазах. То, что у Сани перевалило наконец-таки до 500-ки. Долго ты шел, да? Саня говорит, Серега, блин, извиняюсь. Серега, до 500-ки ты долго шел? Что-то вот тоже так вот подзамерз. Было такое дело. Сейчас вроде бы уже перевалило. Сколько? 520, да? Вот ты там сейчас? У меня нет, 518, у меня что-то, не знаю, какие-то проклятые. Ну, у тебя плюс-минус 2. Но это, блин, 2. Я не могу прошагнуть эту 520, она как проклятая. Все, да, ты не парься. На 480 посидел, там это сам. Олег, помнишь первый стрим вместе? Конечно, помню. Илюх, я помню, целый час скрипел микрофон, страшно было. Уже скоро 2 года, наверное, будет этому всему, да? Или сколько там, или уже 3, наверное, уже будет. Я помню. Стрим, я ж тебе такую камеру отправил, и потом сам такой, он купил такую же самую камеру, говоришь, потом включаю Дискорд, он говорит, да включай, говорит, камеру, давай сейчас, говорит, стрим, говорит, запустим, да. У меня там все скрипело, шумело. Как ты забудешь? Первый стрим есть на канале, ничего не удалил. Кто хочет посмотреть, как я первый стрим сидел, с меня пот лился градом, я тут весь перепады температуры и т.д. и т.п. Это вообще так себе. Как вы думаете, когда будет 500? Ярик, если ты периодически находишься на ютубе почти что каждый день, то быстренько наберешь. Будет. А в один прекрасный день цена так как сказать, число подписчиков резко подпрыгнет, потом чуть примерзнет, потом опять вот так вот такими. Но мне нравится, когда вот так вот через день, через два, так +1, +2, потихоньку, по маленьким, приятно прям. Но оно будет. Я помню вот этот резкий шаг, когда шорт начали выкладывать, и прям тоже так вот у меня с 500 до 800 прям такой пинок прям, да, у меня на 600, на 700, я сильно даже не помню, когда у меня там 600-700 было, я 500 помню, потом 800, на 900 я задерживался долго. Буду ждать 500, скоро будет, делаешь ежедневно что-то, почти что, то все будет. Каналу 5 лет. Ну, ты, может быть, неактивно 5 лет этим занимаешься из-за этого, что, только 500 будет. Потому что у нас, ребята, вот этот Artings Play, у него 700, он только начал делать, там другие по 500 уже, да, только стримить начали, там за год по 500 уже насобирали, я такой, ничего себе, думаю, прям активные товарищи, я бы сказал. Как обогнал меня, теперь не догнать. Чеканок догонишь. Вместе мы сила, запомните. Мы последний раз были, вот, кстати, на мотобратство, да? Так, я еще покажу вам брелок. Так что мне вот тут надо будет на днях видосик смонтировать, так что я пропаду, буду очень короткие влоги записывать. Такой у меня теперь есть вот такой брелочек, в камеру вам показать, вот так вот. Там наш этот логотип, вот, байки, сейчас вот так вот покажу в камеру, вот. Слышь, Олег, у меня такой вопрос. Вот когда ты Да-да. делаешь видео в описании, вот именно описание, обязательно туда вот эти хэштеги фигачить? Вот это до сих пор я не понял. До 15 штук нормально. Больше это уже будет спам. Да, мотобратство Just. Согласен, равно держаться друг за друга. Мотобратство, да, у меня уже пару видосов есть. Братство байкеров, короче. У меня там уже плейлист.
один плейлист закрытия сезона на пару видосов там, и один плейлист Братства Байкеров, там 5 видео прям в течение нескольких лет. И вот сейчас была у нас партия, новый филиал. Короче, смотри, Серега, я сейчас с VitaIQ прям с телефона начинаю обрабатывать это описание, да. И последний раз я нашел такую штуку, вот вы можете посмотреть последние мои 10, наверное, 15 влогов. То есть я пишу, дублирую название ролика почти что 1 к 1, опять же в описании в начале, потом какие-то пару пунктов ставлю. Потом VitaIQ предлагает тебе поисковик, как там, поисковые слова в описании по тегам, короче. То есть те же самые слова, которые в тегах стоят через пробел, но без вот этой вот решетки, да. То есть все, что я в тег забивал, и это только VitaIQ почему-то так выкидывает, я не знаю. Но я попробовал, и некоторые видосы начали прям быстро набирать. Блин, ну прикольно, работает. Хэштеги он там пишет, когда чек-лист проверяешь, до 15 штук. То есть это нормально, но я когда-то от этого отошел. Вот недавно Илюха, когда стрим проводил, у него был этот, он заходил, как он, например, называется, Андрюха наш, зомби-апокалипсис Геймс, он зашел, у него там, короче, в описании заспамил этими тегами с решетками, все вот это вот синее, да, но это многовато, но 15 штук это максималка, и я парочку ставлю, и все. А делали сначала в описании ссылки на канал, друзья, потом зазнались. Кто-то делал, да, на игровом стриме у меня это остается, это все, а на влогах я это убираю. И это, короче, себе весь текст, у меня все это есть в описании со ссылками, все это стоит. Просто на ежедневном влоге смысл. Зомбачок с ума сошел, влюбился. Да, у меня до сих пор есть. Есть, но у тебя, да, чуть по-другому. Давно ты не редактировал, да, там ссылочки на них. Так, господи, не пугайте меня за... Потихоньку позвоню. Я ваш фанат. Олег, блин, не успел прочитать. Подожди. Кто это был? Кот, вижу, кот вот этот вот делает. Блин, сейчас придется теперь зайти. Не, Серег, я не знаю, короче, как сказать. Это, конечно, дело хозяйское, но я... также все сам учился некоторые вещи, некоторые вот сейчас вот через VitaIQ тоже познаю. И говорю тебе сталкер опять. Точно, блин, сталкер. Дед! Спасибо большое. Олег, жена, подожди. Ага. Олег, жена почьюс. Короче, жену спать уложил, и сейчас к нам пойдет. Ну, дает, да. Позвоню. Смотри, я просто... Да, КТ класс. КТ вообще нормальный такой тут. Спасибо за донат. Блин. Альфа-блогер, привет. Deutschland, да, Deutschland, заходил. Пробую некоторые вещи сам через VitaIQ, где-то вот что смотрю, я канал смотрел, хочу 1 000 000 просмотров, у него там несколько муслей ловил, и это сам как бы пробую, чтобы потом видеть вообще, работает, не работает, а то, что я буду сейчас кому-то что-то рассказывать, если я это сам не пробую, я не знаю вообще, как она работает, да. Единственное, что я могу сказать вам точно, я иногда не понимаю, как работает шортс, и это очень реально тяжело. Потому что у меня есть много, которые, выстрелили в потолок и до сих пор еще набирают рост, хотя они уже полгода на канале. А некоторые, которые думаешь, сейчас клево-клево будет, нифига просмотров нету. Иногда вот непонятно это. А так, если, конечно, котики, там мотоциклы, машины, в принципе, я ставил, или еда какая-нибудь где-нибудь мельком. Вон хороший пример, я тогда Илюхе сказал, говорю, давай, записывай еду, шортс. Все, там все, только поставил 1600, 2, 3 просмотра растут. У тебя же так же самое с играми. Вроде бы раз залил такой, раз пару секунд, а потом смотришь, уже просмотры пошли. Да, по-разному абсолютно. По-разному абсолютно, и иногда вроде бы, ты записал, думаешь, вот же сейчас должно быть все, да, а нифига. А иногда запишешь так себе, лишь бы было, а оно как бабахнет через потолок, то есть просмотрами, что ты прям, это иногда необъяснимая штука, потому для меня там очень много параметров, где шортс работает или с чем это связано. То есть время, когда ты выложил, если ты положил какую-то музыку, какие-то там теги, не теги,
я не знаю, там, что надо еще все это взять, как ты попадаешь в эту рулетку, когда она у тебя вот этот в ленте шортс, ты высвечиваешься у кого-то. А если, конечно, вот как некоторые спамить, там сразу, допустим, по 5-6 шортс за один раз выкладывать, то, понятное дело, у тебя там из 5, 2-3 точно могут выстрелить, то есть ты попадешь в эту рулетку быстрее, чем ты только один выбросил, и через неделю второй, да. Да, естественно. А вот я сделал как Тури, контент до сих пор набирает. Конечно, набирает, потому что это такой у тебя получился, блин, антиреклама, как многие написали, у тебя последний стрим был антиреклама. Классная вещь. Да, все правильно. Альфа, привет, заходил. Так, ты досмотри до конца и не будешь... Так, я сейчас включу его. Независимо Я от просто того, уже... ищет Чатик не пользователь успеваешь? конкретное видео, то есть конкретную игру, или не ищет. В любом случае, YouTube следит за всеми своими пользователями, собирает статистику, кто чаще какие тематики смотрит. Ты, Серега, сам И, VTQ допустим, тоже зритель пользуешься, да? Смотрит раздел Чем с еще раз? играми. VTQ сам Не ты просто пользуешься? играми, а хардкорным Да, прохождением. сегодня инсталлирую, В этом сегодня вот случае, тестовый. Сейчас с тобой как в сами Сегодня? разговаривали. А, у тебя до этого не было вообще? Нет, и вот это тестовый. То ё-моё. Мне интересно, он даже делает Окей. картинки индивидуально, все подгоняет, короче. Конечно. Ну ты на базике еще пока еще, то есть ничего не платил. Ты не сделал. Не-не-не. А стоит? Нет. Я тебе не говорю, что это стоит. Я это пробовал. Я прошел через этот этап. Я тебе сейчас скажу даже. 2 месяца у меня была подписка ровно. Че? Ну, конечно, оно интересно, допустим, если ты совсем ленивый какой-нибудь засранец, смотри, я тебе сразу скажу, когда у тебя подписка там, допустим, не Basic, вот это бесплатная, там посередине какая-то есть, да, там же есть Pro, там еще вот эти, да, и, то есть, сейчас у тебя в данный момент там у тебя 5-6 вариантов названий тебе кинут, или описание, или еще что-то, и все. И потом это закрывается, пока не начнется следующий месяц. А если ты покупаешь там, да, какую-то подписочку там на месяц или на год, у тебя, соответственно, будет генератор всегда этот работать, да, это должен быть, ну, совсем ленивый какой-то такой перец, заходить, чтобы ты прям нажимаешь, ты пишешь какие-то слова, нажимаешь генерировать тебе название ролика, он тебе только бабах, ролик, VTQ, название, да конечно, ети класс. твои налево, Но, вы ж- ребята, супер класс. Берем рюкзак и пиво. Господи, бочку. мне Мы щас стримы плохо делаем станет. крутые. Это кто Мы там? парни очень сильные и крутые. Хорошие стримы только у Драйвера и его друзей. Всем спасибо. Так, мне сейчас плохо станет. Вы что? Подождите, не надо, не остановитесь. Это что, опять был? Опять сталкер был? Точно. VTQ, конечно, классно. Мы, ребят, супер класс. Берем рюкзак, пиво, бочку. Мы стримы делаем крутые. Мы парни очень сильно крутые. Хороший стрим. Санек от души. Е-мое, блин. Успокойся, все. Не, если только начал, все, сам потихоньку смотри. Вот у Джаста хороший ролик, поэтому если вопросы будут, я уже пользуюсь ей годик-полтора. Так что, если у тебя вопросы будут, обращайся всегда, без проблем, да. Хорошее приложение, полезное. Даже в самом бесплатном формате я вот ей пользуюсь сейчас, Серега, через телефон. Больше, чем на компьютере. И я себе уже не могу представить настройку контента на Ютубе без этого приложения, если честно. Ну, я вот сейчас сижу, Представляешь? делаю, одно видео вот переделаю. Ну, конечно, пока с вами разговариваешь, я думаю, до этого будет готово. Для интереса потом, как это нам будет. Да. Пробуй потихоньку, шагами. Там чуть попробуй, там чуть попробуй. Базовый, да. конечно, в базовом формате там чуть-чуть это самое, но, допустим, ты в поисковике по тегам, когда на теге пишешь, там, да, он тебе раз сразу выкидывает, там ты уже смотришь красное, зеленое, там, допустим, да. Блин, очень просто работает все. Если вопросы, говорю, будут, всегда поможем, но я надеюсь, что тебе это понравится, потому что я уже знаю много, кто этим пользуется, и клевая штука, реально помощь. Там есть, то есть, есть два, TubeBuddy и VTQ. Ну, VTQ как-то, знаешь, VTQ, Серега, если что, есть еще на Ютубе канал у них, да, я смотрю чуваков VTQ, которые организовали эту систему на английском, а есть также и на русском информация, да. VTQ, то есть там тебе прям по Ютубу прям рассказывают все это, как чего там работает, настройки, нерастройки. Так, спасибо за донат. Это уже давно такое, я им говорил, в итоге просто перестали. Досмотри, меньше слов. Да, сейчас все включаем. Давайте досмотрим Джаста. Включим. Общая информация. Сейчас я его врублю. Есть название моего канала, если кто-то будет именно его искать. Игры, геймс. Камеру летсплей, свою вырублю видеогейм, пока.
трансляция, стрим, хардкор, игры на ПК, новые игры. То есть вы сюда вписываете тематики всех видео на вашем канале. Не название игр и не челленджи, какие конкретно челленджи, а, допустим, просто челленджи, хардкор или лайтовый, без мата, с матом, 18+, Да, не ведь я только в цене или узнал, 5+ благодаря и Джасту. так далее. Во что Серьезно, поиграть. неплохо. То есть вы Пока вводите что вижу, мне именно нравится. тематики вашего канала. И вот мы с вами подобрались к Скорее финалу всего, так оно и нашего есть, да. видео. Каждый Мы лаг. разобрали, что такое Я теги, тоже, как говорится, какие теги не правильно без ставить, ошибок, куда. или как правильно Но сказать. теперь, допустим, у нас появился вопрос, я не знаю, какие теги ставить. И что мне с этим делать? Небольшой сюрприз. Есть программа бесплатная, которая позволяет Мгм. вам настроить ваши теги грамотно. Более того, поможет вам в аналитике вашего канала, подскажет, что у вас Олегович, сделано рад, что и мы у вас познакомились, и не могу сделано. смело сказать, что ты Приложение мне друг. называется Родной Vid копим на IQ. ноут. Ты такого Допустим, еще вот шороху у меня наведем. есть Но прежде видео здоровье. Dead by Чатик Daylight обнял, прижал. прохождение. Кстати, не очень хороший показатель удержания. SEO при этом тоже якобы плохой, но у меня есть видео абсолютно с этими же тегами, где SEO настроено, показано хорошо. Ну, это не обращайте на это внимание, так бывает, к сожалению. И вот, пожалуйста, теги. Я могу их просто скопировать, и потом могу их вставить. Вот вы знаете, или б я была царица, я бы с драйвером бы, инцинса, Как видите, всем всё оказалось хорошего очень настроения. И, Так, конечно, допустим, бы в вы ночь можете в родила, поиске найти вратаря видео, слова которое вы написаны собираетесь моей проходить. четвертой женой. Скопируйте их у кого-то. Но не... Да ладно, Илюх, спасибо большое. Скорее, второй что-то... Сталкер был, что ли? Затем, чтобы вы не Опять. скопировали чей-то чужой Да, тег. второй сталкер Особенно был. с Ё-моё, названием ребят, канала. вы чё, спасибо, да В я... противном случае вы можете получить Я бан, щас и уже повторю даже донат не обязательно. теневой бан, blacklist, а вполне Что там, себе пацаны, реальный бан, страйк. Где же взять приложение VidIQ? Заходите в настройки вашего браузера, ну, на примере Chrome, Вот это. выбираете расширение. Кидайте, В пацаны. Opera это, по-моему, в магазине, в Mozilla, по-моему, тоже в магазине. Яндекс браузер использует тоже магазин Chrome, поэтому в Chrome. И вот так называется приложение. Просто VidIQ, то так есть ты делаете хороший поиск человек. vid, Рад, что мы знакомы. Хотелось бы IQ. повидаться в реал лайф. VidIQ слит. Блин, я не могу теперь это, ребята. Теперь придется включить и базукой. Вы что творите, блин, объясните мне. Вы что творите? Ребята. Аж прям неудобно. Зачем, блин, спокойно. Здравствуйте, спасибо, что заходили ко мне на стрим. Вот он, здравствуйте, дорогой наш человечек. Канал, вот, новенький, поздоровайтесь, пожалуйста, Чердак, вот мы сегодня заходили к нему, познакомились, уже и Да, мальчик. Джаста уже видел, Илюха. Базук, зайди в чатик голосовой, а там тебя... Кстати, да, главный голосовой, ребята, я же говорил, канал Чиканок Star Super, вот вам ссылочка, заходите же в Discord. Сейчас пообщаемся прямо здесь вот на прямой трансляции уже, куда уже прямее. По Базука от души, Антон, очень рад. Если бы, конечно, мы бы еще в реале бы встретились, мне тоже было бы очень интересно. Так, как зайти в него? Вот ссылочку я еще раз бросил. Е-мое. Вот вам еще. Ссылка в закрепе была, да, ссылка в закрепе, все правильно. Ну да, но в закрепе есть ссылка, что такое. Так, Чердак уехал, вызывайте психиатров. Так, добавляйся в Discord, оставляй там свои ссылки на стримы и видео. Да, кстати, Чердак, переходи, поговорить можно будет здесь прям сразу. Ссылочка на Discord. Чика, ну красиво. Там базуку надо перетащить. А где базука? Я не вижу его, ё-моё. Заходишь, главный голосовой, Антон. Господи. Так, подожди, секундочку. Где он? Я его здесь пока... Вот, зашел. Антон. Здорово всем. Вечер добрый. Салам, Тох. Как делишки?
Вот он. Да ничего, нормально. Сижу, отдыхаю. Правильно, пятница, мы тоже так отдыхаем. Вот, не надо никуда его, Илюха, тащить, он сам приперся. Все хорошо. Я смотрю, кого куда перетаскивать, тебя даже нигде не было там. Вот, теперь ты здесь. Отлично. Так. Сидишь, отдыхаешь. Завтра не надо работать тебе? Алло? Вот пропал. И тишина. Ребята. Не надо, не надо. Я тут. Да. Не, что-то Антон не слышал Да, его. выходной, завтра же суббота. Вы чё? Ну, это у тебя выходной, у меня нет. Постоянно работаем. Проработаешь, что ли? Да, да, конечно. Понятно. Я в субботу, через субботу я отдыхаю. Завтра работаю, в следующую субботу не работаю, вот так вот через раз. Пока так. Но я вообще полгода назад каждую субботу работал, это вообще жестко. Выходные очень короткие. Устаешь чуть-чуть. Организм это... Когда батарейка подсаживается, он, короче, такой говорит, все, хватит. Вот, понятно. Что ты там сегодня рассказывал? Я вот читал, видел у пацанов, ты там писал, что тебе там, какой-то бан, не бан, что тебе там, говорит, не показывают. Заходите на стрим, я сразу не понял, что происходит-то. Антоха, хватит булькать, давай. Тебе Илюха А сама. ты меня не слышишь, что ли, Чеканок? Он не здесь, не в Дискорде? Не, он не в Дискорде, нет, он только в чате. Он тебя только на Ютубе слышит. А на Ютубе... А, не понял. Я понял. Не, слышно. Короче, я сделал видос, и у меня в видосе было сделано, ну, отрывок был добавлен из фильма «Такси 3». В видосе использован. Да. Причем отрывок, он продолжался больше, мне кажется, 30 секунд. Ага. Вот. Причем, и самое интересное, этот видос целый месяц провисел, набрал там 340 просмотров, там что-то лайки какие-то, там комменты были. Вот. И чуваки, которые, ну, как имеют права на этот фильм, они предъявили именно. То есть не YouTube предъявил, а сами чуваки, которые права на фильм имеют. Кинокомпания какая-то. Да. И запретили этот видос везде, короче, заблокировали. Ничего себе. И как бы, как говорят, да, знаешь, Андрюха Буря, короче, тоже говорит, что обычно за такие страйки на видосы или на стрим прилетает теневой бан в течение 21-22 дней. И ты типа стримишь, да, ведешь стрим, и твой стрим видят только твои подписчики, и они не получают уведомлений, и твой стрим, самое главное, в рекомендации никуда вообще не выдвигают. Мы всех по паре отжарим и отправим. Блин, да что там опять было такое? Дед Сталкер, реакция. А, ё-моё! Саня, блин! Вот реакция бомбит, а у нас на баб бомбит, банька, брат уже готова, ты же с нами говорит... Господи, Сталкер! У меня сейчас сердце становится, блин, вы чего? Golden Fox, про него говорили, вот он здесь. Саня, здорово, проснулся, вот он здесь, человек. Саламчик. Саламчик, Александр, мы тебя вспоминали, Санек. Да, Андрюха, говорю, Антох, смотри, насчет вот этого вот, что там рассказывает какой-то теневой бан, все про него говорят, но никто его не видел и не слышал. Вот это интересно. Я про него еще реально ничего не знаю. Единственное, что я знаю, что вот за такие проделки, как вот у тебя были, могут просто тебе влепить страйк именно на тот контент, который вот именно по этому контенту, то есть его никто не увидит. Или вообще тебе запретят его показывать, чтобы ты его удалял с канала. Конечно же, они тебе пишут там в этих, они тебе могут когда-нибудь прислать информацию, то есть написать. Теневой бан туфта, его не существует, Саня пишет. Круто. Смотри, вот, ребята, вот вам тема. Смотри, хорошая тема. Не, реально, я про него тоже вот слышал от одного, второго, третьего. Как узнать, есть ты там, нету ты там, не знаю, ребята, я знаю одно, то что вот как у тебя была похожая ситуация, была у Мага Гелендваген, у меня такая ситуация похожая была. Я, короче, сделал тоже контент, ну, как ты примерно, у нас была похожая ситуация, и там не за видеоматериал, а из-за именно аудиодорожку. То есть там музыка была, которая
знаешь, есть как вот музыка, приходят тебе авторские права, как мы всегда, вот, допустим, контент выкладываем, нам приходит авторка, все такие, о, блин, мне за это авторка будет. Но когда тебе авторка приходит, тебе, то есть, стоит, что тебе никаких последствий не будет. То есть ты можешь использовать его дальше, просто если будет у тебя монетизация, не будет видос работать. А мне в тот раз прилетел страйк, то есть такой красный крестик, и мне этот видос, то есть только я его мог видеть, его больше никто не видел. Именно только этот контент, не весь канал. Вот так, короче, заблокировали мне чисто вот этот вот контент. Пролетал, блин. Мне пришлось просто, я потом взял, перезалив сделал, то есть я взял, ну, пришлось мне с канала удалить видос, смысл его оставлять его там, если его никто не увидит. И потом дома я сел на Movavi, короче, на монтажной программе, именно в этот промежуток, то есть тебе время пишут с этого секунды до этой секунды на ютубе, типа, да, что ты здесь попал. Из-за этого мы тебя заблокировали. И, короче, это страйк на видео был, там красный крестик, это все. То есть это видео было уже никаких этих, там не авторские права, это реально страйк. И мне пришлось, короче, я его скинул, сделал перезалив, но я прям именно вот этой дорожки по времени залил, ну, как положил туда другую музыку, прям с творческой студии ютуба, короче, нашел более-менее под ритм двигающуюся, там, да, подходящую музыку, чтобы так сильно не было заметно. И это было, короче, прикольно. Как я думал, у тебя Не, ну это понятно, что я как бы тоже сейчас вырезал, просто нажал там вырезать этот момент из видоса. Да, Типа, да. пускай останется, бог с ним, что он будет уже не таким, как он должен быть. Просто оставлю чисто для себя, потому что все-таки я считаю, что твой канал, это уже больше некая такая твоя социальная сеть, знаешь, как твоя Да, страница. конечно, Там, соглашусь. или в Инстаграме, ты следишь там, как это все выглядит, поэтому Да. пускай будет просто и все. Все верно. Ты здесь смотри, у тебя сейчас твоя сообщество вкладка. Это для чего сделано? Это то же самое, как ты ставишь в Инстаграме или в WhatsApp статус. Через сообщество, вот этот комьюнити, ты общаешься, ты можешь там делать вот этот вот опрос там, по процентам. Можешь картинки ставить, чтобы люди какую-то там оценку ставили. То есть похоже очень много, ну то есть... Не, в Ютубе, вот, Олег, я тебя перебью, извини, конечно. Ну, в Ютубе, вот, смотри, вот, типа, есть функции, да, видео, шортс, трансляции, сообщества. Да. Да? Это вот 4 пункта, по которым нужно бить вообще вот просто со всей силы. Абсолютно по всем пунктам. Конечно. То есть, если ты бьешь только по видео, ну, выхлоп такой себе. Если ты бьешь по шортсам, ну да, будет выхлоп, но толку от этого нет. Надо бить по всему вообще, просто по всему. Ну, там разделение есть, ты не забывай. То есть, они сейчас это, по крайней мере, разделили. Сейчас тебя... Не, я имею в виду просто, что тебе нужно везде там контентом наполнять свой канал там. Ну да, вклад. конечно. Везде что-то было. Периодически где-то что-то выскакивало. Да. Не, это по-любому. Просто кто-то, видите, сами, вот когда стримы проходили, Just последний раз признался, сколько он времени убивал. То есть я был у него на стриме не раз. Именно на стриме по 7 часов, когда у него были 10 часов стрим, там 8, 7. Сколько времени убито, зазря просижено это все. То есть контент, который короткий, потому что, ну, кто будет пересматривать 10-часовой стрим? Никто. 5 минут видеоролик, посмотреть. Вряд ли. Это же никто не будет пересматривать, да, то есть по сути, ребята, без обид, все мы, кто играем в игры в компьютере больше, чем 2 часа, вот эти стримы, это все ты оставляешь для себя, как бы, все, тебе на будущее, тебе можешь с этого потом сам себе нарезки сделать. Это мы для себя все, контент сделали, посидели, поиграли, просто уже с этими трансляциями прямыми до того привыкли. Мне последний раз даже так Илюха сказал, что вне стрима я даже не хочу включать игру. До того привык за вот эти вот 1,5 года, что включаешь стрим на ютубе, включаешь игру и сидишь, играешь, общаешься с чатом. Я, короче, без ютуба даже игру не хотел включать на компьютере, представляешь? Вот до чего дошло. Не знаю, пока нормально. Да, Серега, у тебя это поворачивается сзади такой от компьютера, от монитора. Выбор до хрена, говорит, у меня нормально. Нет, я не знаю, ну, просто я, видите, нисколько я сижу играю, сколько я глазом все время в чат, из-за этого я когда в Need for Speed постоянно куда-нибудь врезаюсь, забор сношу, потому что я пытаюсь что-то прочитать, как бы, ну,
игра это так себе, ну, как бы фоном. Если бы я сидел чисто бы играл, тогда бы я там ничего не смотрел, ничего бы не видел. А по большому счету все правильно ты, Антон, говоришь, ну как бы и там надо успеть. То есть сообщество, не забывайте про него. Через сообщество вы общаетесь с подписчиками. И через сообщество, также сообщество где-то может пролететь в ленте Ютуба, и может быть кто-то через сообщество вообще ваш канал увидит. Вот сегодня вам хороший... Да, ну может там, кстати, рандомно выскочить просто. Да, так смотри, вот вам живой пример, смотри, вот невидимые наблюдатели, конечно. Все, Чердак уехал. Короче, вот канал Чердак, такая же сегодня тема была. Я вот перед стримом сидел, смотрел на ютубе, мне в рекомендации ретро-стримеров там несколько выскочило. У одного стрим был, у другого закончился. И потом я листать начал дальше, и потом бах, смотрю, Чердак такой. И тоже сидит, играет, у него такая же похожая рамка, все. А мы-то его не знаем никто. Я такой, интересно, я беру ссылку, копирую, отправляю Илюхе. Илюха зашел на стримчик, я зашел на стримчик. Пообщались пару минут, окей, сообщество, пускай. И он также, мне этот человек, выскочил, не потому что я на него подписан, а потому что он играет в то, что я вот до этого смотрел. То есть он также мне рандомно в YouTube его подкинул, да. Блин, ну работает же. Так же самое, допустим, рано или поздно ты сидишь там, когда вот у тебя там или GTA, или вот ты Elden Ring играл, у тебя же, ты тогда же говорил то, что, я даже сам это замечаю, говорить не надо, то, что на определенные игры приходят определенные подписчики, которые привыкли, что ты Souls играл, они пришли к тебе на Souls. Если GTA-шники твои сидят у тебя на GTA, они у тебя на Souls не придут. То есть у тебя несколько таких стопочек, там одна кучка подписчиков смотрит твой Elden Ring, там другая Bloodborne, третья смотрит GTA, четвертая сейчас будет по этому Атомику, наверное, у тебя, скорее всего, соберется какая-нибудь там такая, да? Ну, мне такое мнение, не знаю. Как... Это по играм собирается своя чистая аудитория. Да, я просто по GTA у тебя... Но они все равно, понимаешь, они же не отписываются после того, как ты там прошел эту игру, они остаются, но вряд ли, короче, там на стрим зайдут, там вряд ли там могут как где-то лайкнуть там, но они все равно есть, и где-то они все равно проскочат и зайдут. Потому что это такие, знаешь, как алды, короче, алды твоего канала. Да. У меня, знаешь, единственное, что я могу добавить бы к этому всему, есть маленький процент надежды, что, допустим, им также вот ты сидишь, твой подписчик пришел по GTA, и ты сидишь, когда-нибудь включишь такую игру, но не GTA, но которая ему тоже зайдет, и он опять придет и будет общаться, то есть тогда у тебя уже как бы и у него будет больше по процентуально больше шансов, что он будет чаще заходить, то есть его теперь уже интересует не только GTA, я про это, да, вот сейчас вот. И с этими атомиками такая же песня сейчас. Вот заходи на YouTube, на главную страницу этого атомика, уже половина вываливается в рекомендации. Это ужас какой-то, потому что этот вот, что Far Cry 6, Elden Ring, потом вот это вот скоро это вообще быстренько все прошло. Так это Хогвартс еще, помнишь? Вот сейчас вот такая еще тема ходит в Ютубе, типа вот вышел Хогвартс, просто открываешь YouTube, все везде Хогвартс. Да. Везде Хогвартс. Только вышел Атомик, все, Хогвартса нет, Атомик просто чисто, только один Атомик. И причем сейчас он до сих пор этот Атомик везде. Да, ну Хогвартс я еще, видишь, Хогвартс еще мне вылетает стримеры, да, я поскольку говорю, живу здесь. Канал, да, я там опрос проводил там во время стрима, типа, что, чуваки, хотите там завтра? Все там Атомик, просто все голосовали Атомик. Ну да. Игра делала свое дело, она делала шума, люди потянулись к ней, все играют. Ну, я так скажу, что игра реально топ, особенно для людей, знаешь, которые там в СССР родились, там пожили в СССР, там, и вообще любят там какую-нибудь серию игр, там, Метро, Биошок какого-нибудь, все прям вот туда и зависните просто. Ну, то есть тебе игрушка нормально? Да, ну, я ты, прям даже короче, тебе... прям, ну, я бы сказал, даже вот, рекомендуешь? Даже, нет, подожди, нет. Нет? Я кидаю тебе челлендж, короче, прохождение этой игры от канала Базуки. Ты что, там ударился где-то? Когда я буду проходить? Когда она будет 10 рублей? 10 рублей в Steam стоит? Вот тебе, пожалуйста, прилетело. Да я еще Резидент даже 8 еще не прошел, блин. Мне до него времени нету. Не надо нам Резидента. Все, вот тебе, пожалуйста, челлендж. Челлендж.
Я хочу видеть твою реакцию. Я тебе говорю, я приду на каждый твой стрим, ты мне только заранее говори, во сколько там, когда. Фига Я себе. приду на каждый, буду сидеть просто от начала до конца, смотреть, как ты реагируешь на эту игру. Камерой там. На эту бабку такая, эх ты, злой день писюка. Стыда. На все, абсолютно на все. Как ты там загадки будешь разгадывать там и все такое. Фига ты пиво хлебнул. Я не буду тебе сейчас ничего обещать, но хрен знает. Я даже так, я посмотрел эту игру боком совсем, то есть я даже не вникал. Хороший вопрос. Хорошего. О, Мари, погоди, Да. Олег скоро Ну, резидент выйдет. Ну, слушай, я не настаиваю, как бы, ну просто, если есть возможность и как бы интересно. Ну давай, Классический. давай сделаем так. Я тебе не буду говорить да, но я тебе скажу так, если у меня будет возможность, я эту игру стартану. И ты это увидишь. Давай. Пока, я сейчас пока тебе не могу сказать, потому что мне сейчас пока не до этого. Ну, как возможность только будет, рискнем, хрен с ним. Но Ну, типа не сегодня, не завтра, Нет. знаешь, там, не через неделю, не через месяц, а вот как только, как ты будешь готов, так сразу. И вот все. да, ну давай скажем в этом году. Летом, там не летом, это вопрос такой. Вы знаете, Да ядрит я вас твоя... всех обожаю. Вы все такие разные, у вас есть. Не, ну своя играю, изюминка, серьезно. своя Подожди. фишка, и это классно. Секунду. Каждый стримит Реально. одну и ту же игру, А, и у все меня по сердце своим. болит, Это ребята. прикольная подача, это интересно. Кто был опять? Опять Сталкер. Дед, блин! Вы знаете, я всех вас обожаю, вы все такие разные. У вас есть своя изюминка, своя фишка, это классно. Каждый стримит одну и ту же тоже игру, и все по-своему. Это прикольная подача, и это интересно. Санек, заходи в Дискорд, ё-моё, блин, мне... хэштег чат зло. Сталкер, ты вообще дед? Сталкер вообще дед, но в принципе по годам, как и я, наверное. Может, на 2 года старше меня или такой же. Донатчик, конечно, да, топ-донат. Спасибо большое. Очень рад, приятно. Да, Антон, я подумал над этим вопросом. Я говорю, я недавно вот так вот посмотрел одного чуть-чуть, у другого чуть-чуть, но реально я в нее не вникал. А тебе, кстати, мой донат сегодня пришел? И, конечно, я же его прочитал, ты что, не слышал? Я просто, смотри, я задонатил, типа, и Да. когда переключался обратно на стрим, я просто на телефоне это делал, да, Да, я переключался на понял. стрим, и типа, Да. я Мне не так успел вообще ничего. 111 рублей, если мне память не изменяет. Да. Не, я Что? просто не пришел, я что-то не пойму. Да, 4 минуты назад. Я его даже прочитал, все могу. Блин. Вот, смотрите, даже повтор врубим. Баузера нет. Просто так С ты котом. хороший человек. Рад, что мы знакомы. Хотелось бы повидаться в реал лайф. Хотелось бы повидаться в real life. Да, а у меня такая тоже проблема была, когда вот я в основном если с телефона управляю. Да, кошечка такая. Да. Ой, прям на мою кошку похоже, кстати. Да? Паська, да. Ну, нормально. Вот такие вот они, вот эти наши четвероногие друзья. А эта кошка же, она же, блин, попала же в этот мем, когда там турецкий барабанщик барабанил, и это попало под барабан в такт. Еще несколько лет назад. Я даже про нее смотрел, у нас по телеку показывали, я просто обалдел, думаю, нифига себе. То есть я никогда не ожидал, она там, кто-то взяли, наложили музыку, вот этого кота взяли, и все теперь. Я его когда вижу, такой, блин, поставлю его туда, эту картинку, скачаю. О, дед Сталкер, блин, все, Саня, пожалуйста, успокойся. Я тебе... Так, базука топ, ребята, снимем вагон и поедем до Владивостока из Москвы. Да, до Владивостока приедем, сейчас соберемся, за мочку там люлей навешаем. И обратно поедем потом, да, потом все Сталкер домой завезем, там, потом пиндюка нашего Бархатова там выбросим, там, короче, всех так вот поразвозим по домам, по окрестностям. Я бы на родину заехал сразу бы на Алтай. Хотел, кстати, вот в Горный Алтай как-нибудь попасть, но, блин, пока не судьба. Надеюсь, как-нибудь через пару лет доберемся до Горного Алтая. Очень интересно было посмотреть. Я хотел бы прочитать, вот мне Санька писал, я, блин, все это проспал, ребята, извиняюсь. Саня Golden Fox, ты еще здесь, я вот смотрю. Так, таким образом ситуация с теневой блокировкой на YouTube, это как спор
плоскоземельщиков и сторонников круглой земли. С официальной точки зрения теневого бана не существует, но существенная часть пользователей продолжает в него верить. Да, что-то в этом есть, кстати. Сама платформа YouTube ничего не говорит о теневом бане и не афиширует информацию о работе своих алгоритмов по понятным причинам. Но тогда было бы это все предсказуемо и было бы очень некрасиво. Позиция платформа такова, что теневого бана не бывает, просто автор видео, которое перестало показываться, снимает неинтересный людям контент. Ну, как бы, я здесь как бы одно мог добавить к Саньке Golden Fox, то, что люди, по идее, вот если видео зашло или не зашло, 50% превьюшка, если превьюшка не очень, не кликабельная, уже не будут заходить. Если будут заходить, сколько они просидят на видео, удержание на видосе, все. И люди как бы сами двигают этот ролик. А если на него еще 50 комментариев настрочат... Сталкер говорит, а что он читает? Он читает чат, Сталкер. Чат читал, я читал уже и то, и это, и донат. Сталкер, блин, Сталкер, мы вообще с тобой одногодки, 986 года, я тоже 86-го. Сань. Блин, Олег, у тебя такие татухи вообще, у тебя все прям эти руки забиты. Ну да, я вот в 22-м году себе обе руки сделал. Сейчас я тебе на всю камеру покажу, хочешь? Ну ты прям байкер вообще реально. Ну классно. вот, смотри, вот сейчас. Что, показать полностью прям на стриме прям? Пишите. Не надо, не видно вообще, ну вообще. Показать или не показать, говорит, да. Серега у меня видел только одну руку, да, Серега? Не видел, что у меня... У меня был приватный показ. Да, кстати, ну когда... Я же на Рождество сделал-то и вторую руку, да, теперь у меня обе руки получается. Да, нет, вот это вот первая рука, вот первая рука правая, в принципе, ну, это потом как-нибудь. В принципе, в Инстаграме, Антоха, у меня там есть две фотографии, мне кажется, там есть. Там правая, левая рука. Олег, конечно... Круто. Там тебе... Я вот сегодня никак не решаюсь, типа, тоже хотел когда-то татуху сделать себе, просто хотя бы первую. Да. Что-то не решал, и что-то так и не решился. Говорят, сделаешь, когда одну татуху, потом вообще не остановить. Просто начинаешь постоянно думать, что бы новое сделать. Да, как бы тебе сказать, смешанные чувства, это зависит от человека, я бы тебе сказал, вот так. То, что говорят одно, но ты должен сам это попробовать. Некоторые после первой останавливаются, но если ты сделал там две маленькие, то обязательно будет третья большая, а четвертая еще больше, вот так. То есть только две стороны. Или ты будешь дальше делать, или ты один раз сделал, успокоился. Но в 80% даже больше не останавливаются. Редко кто сделает что-то маленькое, это потом такое, знаешь, ну, или самые вот эти страшные, когда вот это по пьяни сделают где-нибудь в отпуске себе, как они, я это называю не татухи, это портаки, когда они вот сделают, а потом на трезвянку такие, блин, нафига я это сделал. Ну, то есть, это необдуманное, ни решений никаких не было, ничего. Я, чтобы первую сделать, маленькую вот такую, я 15 лет я думал, делать или не делать, да? А вот за последний год я прям... сразу одну... Вот Чеканук пишет, Олег скоро будет бить кочегара, говорит, будет бить кочегара скоро. Нет, он скоро набьет Чеканок Стар Супер просто. Да, только вот так, знаешь, как этот, помнишь, Антоха, в этом, когда в GTA San Andreas игрушка вышла, там можно было татухи бить, и вот так вот на грудаке, да, знаешь, вот так вот такие буквы, короче, и здесь-то получается, я здесь напишу Чеканок, Стар, а здесь снизу, чуть ближе к животу, Супер, да, потом на стриме такой сидишь, такой, футболку снимают, вот, реклама, 2 минуты посмотрели, одел опять футболку, да, такой. По поводу пилота Чебазука, у нас пилот, так что его с прошедшим он Блин, будет... я не пилот, я штурман. Штурман? У меня в военнике написано штурман. Я штурман на самолет Ан-64. Нифига себе. Грузовой. О, видишь как? Чё себе. И у меня звание лейтенант, так что это... Лейтенант, мальчик молодой. Да, даже про тебя даже песня есть, ё-моё, вообще, слушай, круто. Он будет бить Чикакок, он будет бить, а вот это... Так ты офицер уже, получается? Ну... Я уже говорил, что Чикакок это не напиток, Чикакок это болезнь. Это вирус ютубный. Да. Ютубный вирус, Чикакок. Ну, Чикакок очень красава, нормально. Я себе, я в шоке, блин. Да. Не, Топ.
Ты служил нормально в армии, там, 2 года, или у тебя уже короткий был этот, в армию куда пошел? Да не, у меня это в институте военная кафедра была. А, И я 4 года, получается, отучился. окей. Вот. И там потом, короче, военные сборы типа были, туда-сюда. Угу. И все, и потом там звание дают тебе и присваивают этот военный билет. Окей. Серега в шоке, Да с кем какая приходится. разница на самом деле? Если придется родину защищать, пойдут все, и все пойдут. Да, там не будут спрашивать, какое у тебя звание, да? Я делаю, Дру- если насчет меня дело не в этом, я просто офигеваю, меня тут слышу с офицерами нафиг. Серьезно такое, говорит, отдай Но- честь. Фига себе, офицер гамит сидит, блин. Серега в шоке, с кем приходится общаться, он уже Илюху Я угорает. реально- я реально в шоке. Блин, пишут байкеры военные Чикаго. Слышь, ну вот, знаете, ребят, что самое хорошо, вот, нет, даже не то чтобы хорошо, а какая такая вот черта в тебе классная, когда у тебя Подожди. Можно, Олег, подожди, все перебью. чувство Я, юмора. короче, Discord Давай. скачал на комп. Как мне подключиться к Дискорду, чтобы через комп это было? А? Через компьютер? Илюха? Ну, Илюха, он мне тогда делал Дискорд, я уже не помню. Ну, я же вот сейчас у вас в Дискорде. Ну, ты сейчас через телефон? Да. Ну, у тебя же там есть эти, как там, пароль, или как ты заходил в него, этот логин вот этот вот? Или как? На телефоне, или как ты заходил? Как ты попал в Дискорд на телефон? Давай с этого момента. Только скинул ссылка на стриме была же. Вот. Приехали. Вот же она висит в закрепе вообще. Точно, я же ее сам туда поставил, слышал? Блин. Точно, и вот перейти в Дискорд. Ну, погоди. Просто мне... Блин. Что я должен Ты хочешь сам- сейчас с компьютера включить, чтобы камеру вырубишь? Не, я камеру не буду врублять. Вон тебе пишет, Илюха, по ссылке заходишь на сайт, там подключаешься и потом прыгаешь в приложку. Да, я понял. Просто это... у меня Дискорда никогда не было вообще. Я им не умею пользоваться абсолютно. Вот просто. Для меня Дискорд это как темный лес. Вот серьезно. Я когда туда захожу, Да. вот у меня тут был такой момент, мне надо было зайти к чуваку в Дискорд. Он мне говорит, заходи. Тоха, не верится, Тоха. Проходит 15 минут, я просто лазю по этому Дискорду, 15 минут я лазю и не понимаю, куда мне нужно зайти. Он мне пишет, ты что, где ты? Ты Я где? говорю, я не знаю, куда мне надо зайти, чтобы я зашел, куда? Я не понимаю реально. Ну ты Ну, это, как в анекдоте. и- Бегаешь такой, бегаешь по комнате такой. Где? Куда? Где? Что такое? Базука и Серега. Да, Серега здесь, Серега наш халигали. Я бы сказал, не просто халигали, а коллекционер с буквы К. Коллекционер. И базучка. Базука Антоха. О, меня, кстати, так многие тоже называют базучку в банде. У нас же есть своя Я первый банда. раз такое слышу. Сейчас сталкер написал базучка. У нас, как у нас. Короче, типа чувак, Да. реальный чувак, который вот живет в Москве. У него своя банда. Он создал банду еще 6 или 7 лет назад. Ого. Банда GTA онлайн. Да, серьезно. И вот и я состою практически там в числе первых бандитов. Мгм. Мы вот состоим в этой банде, мы там вместе играем, там товары продаем, миссии выполняем, все, короче, как бы это вот банда. Там сходки тематические бывают, знаешь, там типа вот, Да. там а-ля там, какие сходки у нас были. День машиниста были сходки, мы там на метро катались, там просто на тачке, разные всякие. Потом проводятся всякие квесты. Квесты, знаешь, какие есть? Голодные игры. О, М. ничего себе. Голодные игры, ты знаешь, причем там... Ну как фильм даже «Голодные есть игры». Да, вот как фильм, да, «Голодные игры», только Да. там даже есть приз, что ты можешь выиграть подписку, допустим, годовую на PlayStation 3. Ничего себе. Только ты должен состоять в этой банде. Вот, и, допустим, смотри, вот я тебе просто вот Ты кратко подожди. объясню правила. Антоха, Правила голодных игр. чат посмотри. Мейс Банк.
Чат посмотри. Чё? Джаст написал, смотри. Чат, сейчас смотрю. Бандитское ОПГ. Смотри. Да не, ну слушай, По- подождите, какой бандитское ОПГ? Поменьше Это рассказывай игра, иногда. понимаете, и в игре называются именно банды. Там можно создать это реально на сайте есть. Ну, короче, вы Майнкрафт, у вас real life получается. Вон, ЛГБТ. Подожди, ну вообще, на самом деле, ты вообще понимаешь? Игроки приходят, да, вот в GTA Online, они хотят там заработать денег, потому что в GTA Online нужно заработать деньги для того, чтобы что-то себе купить. Да. И ты вот один в игре не заработаешь много денег, тебе нужно в любом случае коопиться с кем-то. И Да. как ты будешь с кем-то коопиться? А тут вот есть такая банда, ты такой пишешь заявку, говорит, я такой чувак, да, я хочу в вашу банду вступить, все. Он приходит и все, и начинает играть, бабки появляются и все остальное. Все. Ну, прикольно, слушай. Почему бы нет? Ну, Такие банды очень распространены, и GTA на самом деле, вот вы смеетесь, да, я всегда говорю, что вы, ребята, когда начинаете стримить, да, или вообще какую-то вести такую деятельность, вы посмотрите, что популярно вообще на той платформе, которую вы используете. Посмотрите, что популярно. Так GTA, блин, Тут я не согласен с тобой, только сейчас время идет геймеров, которые любят хавать более кал, чем более нормальные игры. Ну, хоть засмотреть, если они лет 10 тому назад хавали этот Resident Evil 4, вот сейчас скоро выйдет ремейк, и они опять его схавают, это будет игра года, и будут обратно орать, делать видео. Да не, игра года не Ever, блин. Не, Серега. Год- Серега, не, игра года, год скорее спустя всего, будем- будет. Год будет спустя будем сидеть, и ты будешь угорать. а? Не, игра года, скорее всего, будет Гарри Поттер. Знаешь почему? Вы знаешь Может почему? быть, может Потому быть. что, вот смотри, судя по предыдущему году, да, Да. была Elden Ring игрой года. Почему они ее сделали? Потому что она сделала очень большой шум. Люди, которые, да, танкисты, которые играют чисто в танки, просто вообще, вот просто танкист заядывает, как Game Stalker, вон, самый танкист у нас вообще, самый первый танкист, да. И вот такие люди, короче, просто бросили свои танки и пошли проходить Elden Ring на стримах, топовые каналы там, да, вот и все. И тут выходит такая игра, как Гарри Поттер. Гарри Поттер — это просто огромная вселенная. У них огромные просто аудитории. Этих куча фильмов, куча людей, которые там смотрят это все. Понимаете? Она уже наделала шума. Как бы, да, сейчас хорошо, Atomic Heart вышел, тоже наделал шум. Вот тут, конечно, есть конкуренция небольшая. Но я все-таки думаю, что предпочтение дадут Хогвартсу, потому что там есть в техническом плане они сделали хорошо игру, нежели Atomic. Atomic — это такая средняя графическая игра, которую, ну, как бы прошел и забыл, как бы и все. Ну, круто сделано реально. Поэтому Хогвартс 100% игра года будет. Ну, то есть, из-за того, что Хогвартс, видишь, смотри, у них изначально, как бы, банда вот по этим фильмам уже была, там всякие вот эти вот есть, да, создавались. Ну, это же тема такая, блин, ну, я не знаю. Я здесь тоже, конечно, больше, наверное, там Гарри Поттер, это сказал бы, Гарри Поттер будет на первом Да. месте. Ну, Потому давай что- тогда поспорим тогда. Не, ну, Я говорю, что игра года схавает народ, будет хвалить, облизывать, вылизывать Resident Evil 4. У нас в России еще были книжки Таня Гроттер назывались. Так что, спорим, нет? Чисто. давай, нет, ты поставь в сообществе опрос, кто, пускай, проголосует, короче. Как этот же схавали. Давай на стриме опрос сейчас поставь, на стриме опрос. Кстати, да, подожди, сейчас, да, хорошая идея. Вот На стриме сам... опрос сейчас просто. Игра года какая. Так, ну Давай, у нас давайте. что сейчас самое такое вот топовое, давай Ага. сразу скажу, Хогвартс, Atomic Heart, давай еще Stalker 2, который еще не вышел, обещают в конце года выпустить. Просто вот наобум. Мы даже не знаем, что за игра и как она будет выглядеть. Просто наобум поставить. Ну а что думаешь, его же еще не играли, ну как бы... Так, Хогвартс, Атомик, какой еще третий? Еще Resident Evil 4 можно поставить. Вот, 4 версии. Вот. Резик 4. Что, четвертое? Да. Подожди. Хогвартс, Атомик, Резик 4 и... И Stalker 2, который выйдет в конце года. Он еще не вышел. Знаешь, это такая игра, короче, сомнительное решение, потому что игру никто не видел, не знает, о чем она, как она выглядит. Ребята, И типа- голосуем? Да, во.
Конор, здорово! Блин, вечер добрый. Ну, Да, Гарри вот Поттер, слышал, хреново то, что он на английском озвучка Гарри Поттер. Меня от резика уже... Just, я с тобой прям даже здесь соглашусь. Я не то чтобы играл, я этого 4-го там, я их так насмотрелся у всех на стримах. Я даже, если, не знаю, за бесплатно не надо. Она уже реально поднадоела, если честно. Давайте будем честно уже смотреть по правде в глаза. У тебя материться можно, Олег? Ну, иногда, если по делу только. Заебало уже. Ты. Ладно, тебе может. Саня! Пиздец. Здравствуйте! Ребята, долго Саня залазил в Дискорд, реально. Да он, по ходу дела, Спать этот... хочется. Блять, и спать не хочется. Доброе Всё, утро! спать надо. Доброе утро. У меня там аж выплеснуло все, у меня аж сердце кольнуло, блять. У меня кольнуло. Ты что творишь, блин, дорогой мой? Спасибо большое, блин. Ты что? Нельзя так делать. У меня же с сердцем проблема. Ты не знал? Привет, всем. Привет, Серег, привет, Антон. Саня, Да, саламчики. Антон, микрофон выключил, самое правильно. Нет, сейчас, короче, смотри. Поставил голосование. Вот, голосование. Голосуйте, ребята. Кто... Реально, короче, вот игруха Гарри Поттер, нет, она не по... Потому что, блин, вот старые Гарри Поттер, они были переводом охерительным, а вот сейчас сделали, я даже играть ее не стану. Вот реально. Не понравилось. Не, ребята, вы голосуйте там, кто, давайте все нажмите. Чисто ваше мнение, что будет, вот именно... Это 100%. Кстати, Нифига себе, Резик 60% ведет. Резидент ведет. Голумс. Вот Резик, да, я за Резик. Серьезно? Да, я за Резик. Чика, ты что, разучился говорить? Не, лично я за резик, что просто схавает его, брат. Ну, то, что я все-таки вижу, что как у них комьюнити, вот это все. Очень много кто играет. Да. Потому что сейчас, ребята, сейчас реально классные проекты выходят, которые многие, кто просто Президент не займут. Вообще ни с кем не сравнится. В Ну, любом случае. Этот Вулонг этот выйдет, он офигенный проект. Потом выйдет, блин, это Lies of P, офигенный проект. Вот интересно, заметит ли не это проект или нет, прям старание. А, Потом про этого, как фильм, который был, что ли, про тигра? Вулонг? Нет, Life of P, говоришь ты, что ли? Не, Lies of P это про Пиноккио, выйдет прям взрослый Пиноккио 18, плюс новый этот Souls выйдет, прям офигенно. То ё-моё, Life of P же фильм был с тигром, знаешь, который на море. Не, Lies of P. А, блин. Ну, чуваки, меня слышно, нет? Теперь да, Антон, ты здесь, ты с нами, здравствуй. Блин, я уже переживать начал. О, привет. Я просто я думал, микрофон включу на компьютере, который, типа, может Ты получше. на компьютере сейчас с нами? Да, голос нормальный, нет? Ну, кажется, он прям даже громче стал, мне кажется. Ну, слышно. получше стал. Просто я тогда на телефоне сидел. Прям аж О, классно. видишь, уже прям ты сейчас за вечер научишься с Дискордом обращаться. А, вот, все хорошо. Ну тогда я на комп первый раз Дискорд поставил. Первый раз в жизни, имею в виду. Ничего страшного. Начало есть. Еще этот голым с Гарри Поттера будет с вами вместе. Хорошо, бабулечка. Да не, это он сам этот, который этот. Это бабзина просто. Бабзина. Лучшая тварь, которая с вами есть. Зимка, Я- ты что ли? Зимка. Зинуль, ты? Зинуль, ты что ли? Да, конечно, я, Антошка, конечно, я. Господи, боже мой. Серьезно? Ой. Как вот, Тоха, скажи мне еще, как эта игра называется? Myths of... Как вот там про бога обезьян, который выйдет? Mythos of... Миф там что-то о чем-то, да. Но там что-то какие-то показывают, какие-то трейлеры только, и вообще Да, пока не непонятно. знаю. Да, это китайский тоже проект, тоже очень ожидающий. Вот заметят ли игроки? Выйдут? Да. Не, я уже давно ее смотрел тоже. Она типа как Souls-like там такая тоже. Да, она тоже. И офигенная, там реально накрутка, механика офигенно прям сделана. Не, а я вообще так вот скажу, на самом деле, игровая индустрия все-таки развивается очень быстро, большими темпами. Выходит очень много всяких разных проектов, как крупных, так и не очень крупных. Индюшатина дофига хороший. Да. Единственное, что вот из этой всей массы, ну реально, ну вот хороших прям проектов таких там, которые действительно стоящие, можно порекомендовать кому-то.
Ну, мало, конечно, мало. Мало, да, я с тобой Да, согласен. но я хочу сказать, что аудитория тоже как бы большая, да, у всех свои там предпочтения и вкусы, поэтому Так, они находят в любом случае Товарища нет, да, вот как свое что-то. в любом случае. Да, нет, Ребят, да. я чатик быстренько. Объективно, пишет Just, тут две стороны монеты. Стримить будут все, резик будут, потому что стадом управляет сильные мира сего. На подписок больше будет от таких игр, как Stalker, Atomic и т.д., потому что их меньшинство. Ну все-таки, да, то есть... Я считаю, я все-таки не- вот этот вот Атомик, она людей затянет, соберется такая комьюнити вокруг этой игрушки, так же самое, как и вокруг GTA. Вокруг Атомика будет тоже такая же, типа... Это как Или- вокруг метро. Да, вот. Ну просто есть люди, которые прямо, они вот играют 3 месяца в это метро, да? Играют и играют. Я думаю, так выйдите, вы с метрополитена, они вот эту сетку, выйдите оттуда, выйдите на улицу, на свежий воздух. Они ничего другого не знают. А есть такие же, как вот с Резидентом. Это же как уже, ну, которые играют больше 3 месяцев в одного Резидента, это уже, я считаю, все-таки, наверное, болеть больше, нет? Не думаете об этом? Вы не об этом Да, никогда не это не задумывались? лечится, это... Это не лечится, он признался. Он уже зародился, в зомбика стал. блин. О, Да. Смоки, привет, Смоки Гейминг. Во, кстати, вот смотри, сегодня. Да. Смоки, извини, конечно, я, может быть, покажусь тебе предателем. Расскажу, короче. Просто смотрите, ребята, я провожу сейчас на самом деле такой небольшой опрос среди вот своих друзей, которые тоже такие стримеры. Я всегда спрашиваю один вопрос у людей. В последнее время захожу на стримы к ним и спрашиваю: ребята, вы вот зачем пришли на YouTube? Вот какова цель вообще? Вот зачем? Для чего? Ну, типа, что вы хотите от этого? Вот Смоки сказал, что он хочет 1 миллион подписчиков. Ну, а почему нет? Вот. Ну, есть у Ну. него, у человека есть, по крайней мере, цель. Да, вот я говорю, я вот всегда говорю о том, что нужна цель все-таки, когда приходишь на YouTube, нужна какая-то цель тебе. Да. Я вот пришел Поэтому брать с собой 1 миллион вас... подписчиков. Я вот Смоки тебе путешествие. желаю 1 миллион подписчиков, реально вообще. Чел крутой вообще. Будет. Проходит, блин, молодой пацан, вообще молодой лев, стримит новые современные игры вообще просто постоянно, вот реально, вот только современные. Четко делает свое дело. Нормально, что? И он разовьется тоже, да, я уверен вообще. 100%. Смоки говорю. Гейминг. Привет, О, привет, да, да. да, да, бабушка подтверждает. Если подтверждает. бабушка сказала 100%, то... Сказал, значит, да будет это. Так что не надо вот это. Будет 1 миллион, значит, будет 1 миллион. О, Атомик игра мемная, там что не поворот, то мем. Фан-сервис. Фан-сервис. А я Смоки. уже это свою бабку уложил, она это спит. Заебись. Я, в принципе, своей цели добился, но есть мечта. Это у нас Чикакок был. На главной странице. Just что на главной странице? Я ну давай. Вот я включил игру, Just играл в версии. Я так рад был, блин, вы не поверите, ребят, вот честно, вот я наблюдал, мне человек, мне до сих пор еще интересно, конечно, мне этот вопрос частенько мучает, как Just выглядит, реально, это я вам сейчас серьезно говорю, чтобы он слышал тоже, не то, чтобы я без него это говорил, то есть вы на стриме, он на стриме. 100% у нее двойной подбородок. Ну, это Слушай. по-любому, не без этого. Нет, просто когда он включил ралли игру, вот это вот ралли настоящее, вот это, да, я такой, блин, наконец-то не ДБД. У меня было первое сразу, знаешь, наконец-то это не ДБД, то есть не вот это вот резня, где вот это все летит, брызгает, вот эти крики, а здесь нормальный автомобиль, дорога, извилистая, не извилистая. Саня, здорово! Интро, блин, я только... Слышишь, драйвер, Да, Олег, да. а ты видел, он уже тоже гонял, у него уже из первых видео он показывал, я как-то был на стриме, он А. же тоже гоняет, бывает и зимой, он же тоже... Види, конечно, видел. Но он водитель со стажем, он так намекал на это, но он не сознается. Да-да-да. Но я на Мне главную... кажется, он такой худенький человечек, такой, ну, где-то килограмм, ну, под 70, понял? Да. Небольшой Курит роста. много. Курит много? Не, он вроде не курит. Ну давай сбрасывай. Вот, Just Go Game, интро, 1 день назад.
Никто не знает, как его зовут. Все знают этот картавый голос, но никто не знает, как его зовут. Хотя нет, Нет. знают, два человека знают, один даже проговорился, было дело. Но я не буду, мне нельзя говорить. Джаз знаю. Дрыщ, он сам говорит. Знаю, как его зовут. Он представлялся уже раз. Да, какая разница? Ну, главное, чтобы человек нормальный был, да? Он охеренный человек. Да, понимаете, дело не в том, что... Если я сейчас сказал, что меня зовут не Олег, а Вася, от этого что изменилось бы? Не, я просто ебал разобью все. Красавчик, блин. Как сегодня поиграл в Дэнди? Саня сегодня, блин, наигрался, там опять почти 7 часов, или сколько там. В голосе через дорогу, братуха. Так. А что я сама? Подожди, сорян, извиняюсь. Мне надо сейчас... Джаз скинул ссылку. Я сейчас ее... Вот, дорога. Нифига себе, блин. Юб. Сейчас откроется. Вот он, смотри, дорога. Подожди. Сейчас я подожду, когда она покажется. Здесь же у нас задержка чуть-чуть такая, блин. 2 лайка, я 3 поставил. Дорога Семеновская, Кухобой от Вологды в сторону Пашихоня, Рыбинск. Скорость 140-160, на прямых поворотах 100-120. Лед, каша, снега и песка, сцепления практически никакого. Нормально, что? Нормальная русская зима. У меня сразу вопрос. Вот у него под видео стоит вот это синие буковки. 1 ФХП, 2 ФХП. Что это обозначает? Это означает, сколько просмотров в час этого видео. Ты увидишь статистику в реале, то есть, допустим, ты сейчас VTIQ записал себе на компьютер, и ты будешь, ты заходишь, если у тебя видос просматривается, у тебя стоит там 5 ФХП, то есть это views per hours, то есть этих просмотров в час, да? Первый вот у меня, допустим, последние 5 видосов, когда как, в зависимости какой контент, там на одном там ролике там 4, на другом 2, на другом 1, все, уже заходишь, мелочь, но приятно. Если у тебя там будет по 100 ФХП стоять в час, ну это уже охрененно будет тогда. Плюс. Это просмотры, короче, в час. Так что сейчас будешь, Серега, выкладывать контент, и увидишь, у тебя там такие тоже циферки будут стоять. Серег, привет. Мы же здоровались, Сань, Саламчик. Нет, ты Саня здоровался, а теперь я там с бабкой, с этим же. Да. У него холод. А это дорога рыжая, наверное, это песком посыпали, да? Скорее всего, это же как в России там песком посыпят, чтобы не так скользко было. Это после меня, я просто старый дед, и от меня песок с жопы сыпется. Это твой песок, сталкер. А я... Саня на лыжах тут нарезал уже у нас Егорь. Да. Есть такое. А вы-то думали, что... Да. Да, замолчали мои сладкие. Смотрим. Он такую музыку сейчас ты себе положил, блин. Это 2011 года запись, 7 января. Нормально стрим разогнали, 11 человек сейчас было в чате, вообще нормально, хорошо. Офигеть. Еще раз приветики. Наталья, здравствуйте. Что-то теперь... Ребята, я сваливаю, я устал. Ну, базару нет. Давай я зачитаю Наталью. Еще раз приветики. Я немного отвлеклась, искал красивую минусовку и нашла. Фух, готовлюсь на понедельник. В воскресенье у меня стрим в честь дня рождения. День рождения, любви до головокружения. Что? Хорош. День рождения у Натали. Не, ну она молодец, она всех покусала, короче, это надо по-любому зайти. Да. Когда у нее день рождения? Поздравим Да. обязательно. Воскресенье? Да. Да ладно, блин, сейчас сегодня суббота уже, кстати стоите, говоря. да, в том-то и... Не, еще, у меня еще пятница. Ага. Как-то. Ну, у меня 22:38. Да пошел ты своими 22:38. У меня уже 12:38. Ну, у нас 2 часа разницы, Антох. Ну да, ты же. Так, да. в воскресенье что у нас будет? 26, да? 20 час. 26 февраля. Натали. Я напишу: Натали, отвези меня на Бали. Так, все. Чтобы не забыть. ДР, во. ДР, знаете, что такое? Говорят, Друзь, блядь. Да. Ваша Блин. фамилия. Друзь, дай хер ты мне свою кличку даешь. Да у меня Друзь. Какая Друзь?
Ты чё мне свою кличку даешь? Ты мне фамилию скажи. Да дручь мне фамилия. Да что ты мне своими кличками машешь? Так, Это из Comedy Club был прикол, не знали? да, что-то было уже, ну, так, 4... Что такое Comedy Club? 4.40, подожди. Ну, он летит. Заебись, вода. Слышите, Шо? Олег, Давай. у него из Comedy Club у Антохи похож голос на Павел Воля. У меня? Кстати, а может мы с ним разговариваем, он просто говорит, типа, этот самый, на самом Это деле... Павел Воля с вами разговаривает. Может, ты на самом деле с Пензы, блин, а не из Подмосковья, ну... Пиндюк, еще один. Еще один пиндюк тут сидит. Это просто Павел Воля пивка выпил, говорит, Ой, такой, блин, я, вообще говорит, хорошо Антон. сидим. Хорошо сидим. Зато вы не знаете, как меня зовут. Тебе надо, знаешь, этот, как его? 8 драйвер? минут, подожди, 8 минут, что-то... Олег, тебе надо сделать джингл на слово «хорошо сидим», и чтобы джингл такой, когда бьют, ну, чокаются бокалами вот так. Тын-дын. Хорошо сидим. А, да. Придумай, вот тебе идея. Во-во-во, типа того, да. Типа того. Вот Красавчик, просто красавчик. Хорошо сидим, разговариваем просто, знаешь, кто-нибудь один такой. Хорошо сидим, бац, и джингл. Охрененно будет. Вот тебе и шоу. Вот тебе этот, как это раньше было, маски шоу, да, такой. Там просто- в маске шоу, помнишь, как говорили? One moment, please. Такой Генератор было, идей. да. Прикольно. Так, нифига себе он Бляха-муха, Джастыч. Чеканок спрашивает, что такое джингл. Что такое джингл? Мастер по джинглам спрашивает, что такое джингл. Но он сам их делает, но он не знал, что это так называется просто. Так, На только... радио не работал просто. Да, только Жмуриков знает, и как зовут, и как я выгляжу. Ну да, блин, вы с Жмуриком сколько раз в коуп играли, Конор, е-моё. Нет, Джаст, ты, конечно, гонщик. Я тебе скажу, что тебе еще сказать. Ты застрахованный вообще? У тебя страховка вообще на жизнь-то есть, нет? Застрахую Шору. Застрахуй, братуху, застрахуй. О, там Песню такую слышал. Смоки там историю написал, блин. Альбатрос, так что это... Сдал меня, короче, Смоки, все с потрохами. Сдал? Кого? Да, Смоки сдал Блин, меня. сижу и вспоминаю, как Базука вчера вечером говорил, что Call of Duty, которая год назад вышла, не покупайте онлайн и т.д. Потом заснул. Кто заснул? Смоки заснул или Базука заснул? Говоришь, Базука, блин. Базука, ты тоже на стриме спишь? Это у Саньки, что ли, взял такой прикол? Ну, так получилось, что. Я же говорю, я хотел, как его... Что, ты реально заснул на стриме вчера? Ты не видел? Вот, Не. всё, я не буду рассказывать. Нет, так а как я мог видеть? Ну, Я- зайдешь, потом посмотришь. Все, вот тебе. оставь байт. это, вот правильно, ты сейчас меня заинтересовал, я лучше зайду, потом сам посмотрю, и ты Конечно. в комментариях увидишь, я тебе даже тайм-код поставлю. Короче, вкратце история такова. Давай. Играли мы, значит, вчера и отмечали праздник, да? Ну, понятно. Ну, праздник вчера был, 23 февраля. День защитника Отечества, да, сидели, отмечали, просто я говорю, давайте, и у меня уже просто это традиция, на самом деле. Год назад точно так же на стриме мы проходили Call of Duty World of War 2. Да. И также за один стрим, это, кстати, был самый первый мой стрим, который я вел 11 часов 56 минут. Прям до минуты помню. Вот. И этот стрим тоже получился таким на 11 часов 22 минуты, только в конце, короче, я не мог пройти миссию, и чувак, который сидел с нами на стриме, Мартис, он говорит, дай мне управление, на PS5 можно дать управление другому чуваку по онлайну, да, и он будет с своего джойстика, Да. как бы на твоем экране там играть. Вот, и дай мне управление, я тебе пройду эту миссию. Я даю ему управление, он, короче, начинает играть, и в этот момент, ну, я сижу, типа, ничего не делаю, как бы слежу просто за чатом и смотрю на экран, и, типа, ну, уже подустал, он просто 11 часов прошло там стрима, там, или Да, 10 да. часов. Ну, подустал человек, просто уснул. Вот и все. Ну, Мартис там продолжил игру до тех пор, пока его не выкинул, потому что там дается на час всего управления. Ну, и, соответственно, потом все. Ты, короче, на расслабоне так вот и это захрапел.
Ну да. Ну как бы Ай-яй-яй. нормально. Я считаю, это нормально. Причем самая фишка-то была в том, что расклад такой. Я знал о том, что была такая история, которую чувак уснул на стриме, да, приобрел после этого популярность, и к нему подписалась куча народу. Я на это рассчитывал. Короче, думал, сейчас проснусь, пойду новый автомобиль заказывать. А Да, ты, да, а я ты думал, просыпаешься, я как сидел в дырявых носках, так сиди. Так и да. мне снилось то, что я просыпаюсь, у меня 1 миллион подписчиков. Я думаю, нифига себе просто, понимаешь? И я тут просыпаюсь, а не сработало. Вот и все. блин. Огорчение. И полса, да? Ну, Не, короче, смотри, дело такое, если бы Короче, немного заливали так много контента на YouTube, у нас бы не было этого ограничения по времени, можно было включать стрим на часов 20. И пускай они там донатить тебе будет, да? А слышь, получается чё, сейчас... Да. Сейчас буду спать ложиться. Вот, включая стрим. Вот, и буду, короче, всю ночь серить, короче, и будете наблюдать. Сколько раз. Ну, А мы короче, будем считать. Считать будем, да. Да. За каждый пук 10 рублей, да? не, ну такое поведение на стриме осуждаем. Вот я Golden Fox тоже хочу сказать. Я один раз как-то зашел к нему на стрим, я не помню, я то ли с утра проснулся там. Ну, типа, у нас же тоже разница во времени, он же в Испании вроде живет. Португалия. Или в Португалии. Португалия. Да. Ну, у него в еще общем, час больше, чем у меня. То есть у нас 3 да, часа. у вас. разница во времени была. Да. Ну, в общем, я как-то захожу на стрим и просто слышу, как он храпит, реально спит просто на стриме. Там нет никаких этих чуваков, никто ничего не смотрит. Просто он храпит. Он потом после этого всего, конечно, удалил это все. Но я считаю так, что, типа, если ты ведешь там какие-то каналы, свои стримы, ну, все-таки готовься к этому, да, как-то рассчитывай свои силы. Я вчера реально не рассчитал свои силы, потому что я забил хер на эту игру. Она, блин, сложная. Но для меня оказалась сложная. В жопу ее. Удалил стрим? Не, я не удалил стрим, нафиг надо. Там такая веселуха была в конце, ты чё? Не, надо наоборот посмотреть еще что там. Ты же после стрима чат оставляешь, я надеюсь, чтобы я посмотрел, что в чатике. Не, я писали. все сохраняю, я всегда и чат сохраняю. Вот, тогда и самый прикол посмотреть Так, чат. самый прикол, да, там чат, там реально я сегодня пересматривал, там прикол в чате, когда просто Мартис, ну вы знаете, кстати, канал Мартис тоже. Конечно. Дружище, мы там давно с ним дружим. Да. Вот, а Мартис просто играл, и в тот же момент еще успевал в чате писать, отвечать всем чувакам, короче, кто смотрел. Просто чувак, я там еще говорил, типа, Мартис, вот, дружище, вообще пришел поддержать, типа, своего друга, за меня стрим ведет, еще игру играет, вообще четко просто. Ну. А слушай, ну почему бы и нет? Ты ему, там мне последний раз, когда Илюха говорил, вот этот вот есть же там модер специальный, там какой-то супер модератор, там вот этот, я не знаю, как они называются. А, правильно. сейчас это какой-то появилось в Ютубе. На Ютубе, да. Ты в следующий раз... выбираешь, да, ты можешь супер модератора сделать Да. или обычного. И то есть вот этого модера, короче, я заходил в настройки на Ютубе, да, где у тебя, допустим, люди, которым ты блок дал на канал, люди, которые у тебя модеры, и в этих настройках там есть отдельная табличка теперь для вот этих супер модераторов, да, то есть ты можешь его сам себе там, ну как уже, даже вне стрима назначить кого-нибудь там, да, записать, кому ты там реально доверяешь, чтобы в следующий раз, если такая фигня будет, типа, ты будешь храпеть, а он будет за тебя ситуацию там разруливать, да? А, он может выключить даже стрим? Ну, насчет выключить не знаю, но, по крайней мере, он там... у него чуть-чуть больше полномочий, чем у нормального модера, как я понял. Но сколько точно, я это пока еще в подробности не вникал. Но, по крайней мере, хочу попробовать как-нибудь. Мне стало очень интересно. Вот, у Илюхи стрим был. Вот, давай я тебе дам супер модера, попробуешь на моем стриме. Потом как-нибудь. Вот только начинает стрим, и ты отключаешь, и все. Не, ну зайдешь как-нибудь, Включай, ты ко такой, мне зайди «Добрый просто, вечер, напиши вы на мне в канале чат, Базука», чтобы я такой, тебе... бам! Да, нет, ты зайдешь просто, вот я как раз завтра буду там тоже типа делать что-нибудь. Зайдешь просто и это, я тебе сразу в чате дам супермодера, потому что я этому Бархатову тут недавно возвращал модерку, и у меня там выбор, я такой думаю, какую дать-то? Да, потому что когда-то Я был растерялся только сначала, модер. да. Все правильно. Сейчас у тебя есть там вот этот вот именно выбор. Плюс, ну,
То есть я зашел в настройки, где вот этот, когда ты в творческой студии, в левом углу внизу на колесико, да, и там вне стрима, то есть зашел в настройки, посмотреть моих модеров, список, кто у меня постоянно на стриме находится, там все соответствует, которые каналы я, которые когда-то бандовал, там тоже все записаны. И, короче, смотрю, такой, о, прикольно. И потом как раз вот эта новая строчка вылезла. Я еще эту функцию сам-то не пробовал. Вот Илюха давал ее кому-то, я уже не помню. Но надо бы попробовать. Просто интересно. Так, сейчас я репосточек хочу сделать твоего стримчика там у себя в этом сообществе сейчас. Вот делаю, потому что сообщество должно работать. Давай напишем просто «я тут». Пиши тут. Их Я бин тут. Так. Я тут, заходи, пообщаемся. У меня КСГ. Тут все, да, тут все. Резик 4, ребят, пока рулит 44%, представляете? То есть за Хогвартс и за Атомик по 22%, Сталкер 2 11%. Сталкер, дорогой ты наш. Ты уже спишь, наверное? Да не. Блин, не спишь? Ну понятно за Сталкер 2 почему ставят так. Потому что игра еще не вышла, еще вообще непонятно, что это такое. Что-нибудь будет. Это такое, да, и... Что-нибудь придумал. Я завтра отработаю, потом у меня гости приедут, посидим тут, короче, я не знаю, в воскресенье там видно будет. Ой, покидаю, наверное, еще твой стрим везде. Вообще. В этом видео все. Давай следующее. Ну да. Ну это уже видео, по крайней мере, Just у тебя 13-го года. Подожди, стоять. Где-то еще. Вот еще. Нифига тут уже, блин. Вот, катаюсь. Сюда. Jump. Катаюсь. Не, это я уже... Тут, блин, я же это показывал. Вот здесь, наверное. Вот этот вот темный лес. Минута 30. Вот катается. Смотри, что делает, лайкос. А у тебя видео-то, смотри, стоит у меня. Оно в списке не показано. Нихки листед. То есть я его не могу видеть. Ты его закрыл его, короче, для всего показа, для всех. Раньше-то у тебя это видео на канале было, мне кажется. А ты видел, как я взял топ-1 в игре? В этом, в Call of Duty? Смотрел видос? Нет, наверное, нет. Я последние 3 недели или 2 уже тут сильно ничего не смотрю. Сам редко бываю. А давай глянем, там, короче, и музон классный. Ну ты же есть у меня, слышь, Антоха? Подожди. У тебя же модерка есть. Ссылку в чат закинь. Я ее открою. На видос? Ну, конечно. У тебя же ключ Короче, есть? У тебя же модерка есть же у меня на канале? Ну не, реально, там музон тебе понравится, во-первых. Я тебе сразу говорю. Тебе прям зайдет. Ты бан за него не получишь, это 100%, потому что там все как бы ровно. Ссылку в чат бросай, сейчас включу. Жду ко мне в голову. И кайфец получишь от видосика. Ну просто это королевская битва, просто объясняю, да, королевская битва, 100, по-моему, 30 или 150 человек на карте, и я один в команде против команд, в которых по 3 человека. И я один выжил из всех. Фига себе. Я вот познакомился на днях, короче, с человеком. Да, блин, эти рекламы, конечно, я вас обожаю. Живет тоже в Германии, что меня удивило. Снег, знаете кого-нибудь? Снег. Такого. Что такое? Снег Геймс. Сейчас покажу вам, если вы не знаете. Да ёп, парасоте. О, а потом еще после видоса хочу у тебя один вопрос задать такой прям. Вот, ссылка в чат, кто не знает, познакомьтесь. Сейчас я тебе открою. Вот она, ссылка твоя, да? Не. Что это такое? Не работает. Вот это что такое? Обзор микрофона Fifine. Да. А я не могу почему-то, Антох, твою ссылку открыть. Что с ней? Что с ней не так? А может у тебя в стране она запрещена? Ошибка у меня выходит. Я ее не могу открыть. Короче, вот канал Снег Games. Он тоже живет в Германии здесь, да? Почти 500 километров от меня. Познакомился с ним. Я был, короче, знаете, у кого я был? Ты его по-любому знаешь тоже, Антон. Это колдун. Артемка. Да. Вот я у него тоже частенько был. У меня время последний раз совпало с ним несколько дней подряд. Я приходил, сидел, монтировал видос, и у него стрим. Но он, в принципе, включает стрим и сидит там по 3-4 часа. И я у него частенько, когда вот у него вот этот Рокет, он когда гоняет гонки или Форза, да,
попадаю. И вот у него этот снег был, и мы что-то сидели, общались, он такой: блин, говорит, Олег, а он же, говорит, тоже в Германии. Я такой сижу, не могу понять, что ты имеешь в виду, говорю, ты про что? Он говорит, так снег, говорит, ты что, говорит, с ним не знаком, что ли? Я говорю, да нет, не знаком, кто меня с ним знакомил. Короче, я с ним пообщался тоже так вот чуть-чуть. У нас уже тут пару общих тем есть. Я говорю, ну вот, надо будет как-нибудь с ним еще поближе поговорить, там, что к чему, говорю, то еще, блин, к нему тоже в гости-то еду, кто знает. Ну, может, кофейку попьете, посидите. Ну, кофейку не кофейку, но я имею в виду, у него канал тоже, он 1500, он там видосы делает и обзоры, короче, то, ну, на обзоры. Ну, а прям почему бы нет? Ты ему предложи захватился. просто, типа, слушай, не хочешь, типа, там... Да, не, надо бы как-нибудь там пообщаться. Не, ну ты скажи, давай замутим фит, там, типа, ты нам обзор на мой мод там снимешь или еще что-нибудь там, типа, такого что-нибудь. Ну, контент нужно придумать. Да, контент у меня уже есть насчет этого. Я уже придумал. У меня, короче, смотри, у меня автомобиль наполовину электрический, а у него полностью электро. У него Тесла. Получается, я такой, давай, короче, рассказывай. Ну, интересно было. То есть, сравнение, типа, да. Да, пообщались чуть-чуть, и как бы, ну, интересно, я смотрел ушные обзоры, то есть посмотрел, интересно рассказывает. Ну, контент, то есть уже тоже не первый год, видишь, у него уже и оборудование там понабирал крутое, все такое, да. То есть он уже тут несколько лет сидит плотно. Снега лет 100 не видел. Вот Джаст, ты его знаешь? Он тоже в Германии живет, Джаст. О, вот тут, смотрю, сразу коммент колдун пишет ему тут. Драйвер, вот нормально, полезная информация, отлично, были. Да. Почему мы раньше нигде не пересекались? А я его смотрел, вот этот, короче, и я этот микрофон смотрел тоже когда-то. А тут он мне, получается, скидывает ссылку, этот колдун, на его канал. Ну, смотри, даже отвечает, то есть не такой, не зазнавшийся. Не, ну, блин, я тоже на все отвечаю комментарии. Ты что, тебе комментарий напишет, ты же тоже ответишь, правильно? Нет, я не отвечаю. Ну, началось, блин. Ну, когда, понимаешь, блин, когда мне просто пишут комментарий, о, типа, крутое прохождение, там, ты крутой, супер, ну, мне что, как бы на каждое такое сообщение писать спасибо, там, кланяться в ноги, там, и все такое. Ну, кланяться, Ну, не как бы кланяться. мы же, блин, нормальные люди, понимаем, что мы друг другу пишем такие комментарии в большинстве случаев, да, и они не требуют ответа, достаточно поставить лайк и сердечко, и все. Ну, хотя бы так, именно туда хоть это ты делаешь, лайк. Нет, у меня есть, конечно, хотя бы комментарий, пролайкал. когда люди спрашивают действительно какую-то полезную информацию, да, там типа, чувак спрашивает, говорит, это работает только на PS5, там, или еще что-то. Конечно, я там отвечу чуваку. Ну да, конечно. Все за этим слежу, не. Почему бы и нет? Нет, просто я вот когда начинал этим все заниматься, я никогда не думал, что у нас столько есть таких интересных людей. Ну, то есть, встречал одна девчонка, как-то я помню, с пацаны стримили, у них было там на канале. Амели или Эмили Солс. Амели Солс. О, я помню тоже, Помнишь? я тоже на нее давнишний ее подписчик. Так, а ты в курсе, что она тоже в Германии живет? Нет. Ну, я тебе говорю, она тоже в Германии у меня тут живет, только в самом юге. Она живет там, вот у меня, короче, я работаю на заводе. Она все время играет The Long Dark игру. Да. Вообще, у нее там вообще одни стримы только Спасибо по The Long большое Dark. за все. Всем И пока-пока. видос. Сталкер от души, ё-моё, опять десятка. Ребят, я спать, всем спокойной ночи, сладких снов. Блин, У а меня сколько телефон стоит такой садится. микрофон, вот, который он обозревает вообще? А он вообще недорого стоит. Копейки. Сейчас тебе скажу. Он круче вот HyperX, который у меня? Не, это как раз таки... Он выглядит как HyperX, просто это дешевле. А там то же самое-то. Ну, у нас такие ты можешь купить, там они там стоят, блин, что-то 2000-3000 рублей в этом, в интернете там, да. Видел всякие разные. Тут, короче, дело не в самом микрофоне, дело в том, то, что стоит он тебе на треноге стоит, или он может на длинной вот этой руке. То есть у меня вот этот микрофон же, видишь, он висит, как бы, да, ну, в воздухе с этой рукой. Хотя у меня самый дешевый этот китайский, это BM800. Ой, я вот себе купил. Я же, помнишь, у тебя спрашивал даже, типа, какую купить руку для микрофона. Ну. По-моему, даже спрашивал. Ты когда на стриме спрашивал, тогда Just тебе я сказал, как зашел называется. просто на сайт, там этот Яндекс.Маркет у нас есть. Я просто посмотрел, 1100 рублей. Думаю, все, берем. Отличная штука, просто так настолько удобно мне стало с микрофоном. Это Конечно, вообще. да. Потому что до этого у меня, знаешь, как бы микрофон держался?
Ну, на треноге же стоял спереди, там где-то на столе. Типа, да, там, короче, это был штатив вообще для телефона, штатив Да. для телефона, чтобы фоткаться. И он, как бы, я его использовал. На нем как-то там крепил этот микрофон, чтобы вот он рядом там стоял. Короче, это было вообще дико неудобно. Ну да, конечно, я тебя понимаю абсолютно. То есть я, смотри, вот эту с этой рукой длинной я купил, даже не знавши, насколько она удобна, во-первых. Я купил, там моя была первая. И теперь-то вот я сижу, разговариваю, у меня руки все по клавиатуре, да, мне не надо микрофон, это там что-то к нему нагинаться, у меня возле рта стоит. Я смотрел вот эти HyperX буквально такие месяца 1,5-2 назад. Да, до Рождества еще было это дело. Я себе купил похожую опять тему, то есть с такой же рукой, только чуть-чуть получше качество, прям реально минимально дороже. Всем приветыч, а вот Андрей Буря, здорово, Саня, всем привет, Лойс, привет, большое спасибо. И я смотрел плюсы и минусы вот этих микрофонов, которые на треноге стоят, то есть там, если все совсем плохо будет, они, во-первых, ниже. Тебе надо прям в него наклоняться чего-то, да, то есть, когда говоришь. И шум какие-то будут от стола или что-то вибрация, там, говорю, нет, все это не то. Вот этот в воздухе висит, ты его под себя так поставил, сидишь, общаешься, да, руками тут можешь джойстик брать, клавиатура, работа, кайф. Я уже не могу ничего другого представить. Я хотел попробовать взять там вот эти подороже, там что-то получше. Но на самом деле, видишь, у меня микрофон самый дешевый. Блин. Я не понимаю, зачем покупать за 300 евро микрофон, когда у меня есть за 20, за 30 евро работает. Как бы тоже нормально. И хотелось бы, да, поначалу хотелось, сильно хотелось. Ну, что-то теперь все, уже перехотелось. Я потом посмотрел 1000 этих тестов всяких разных там, да, и Fifine, вот эти HyperX, и роды, у нас вот эти все там стримеры вот эти берут, там, знаешь, вот эти Шур, вот эти вот 7B, вот эти, там они прям до того, вот этот динамический микрофон, тебе надо в него прям, как Филипп Киркоров в него разговаривает, вообще все не то. Все не то. То есть вот этот вот у тебя висит, все, пожалуйста, фильтр поставил, хочешь фильтр сними, как тебе удобно. Fifine топ. Нет, по-любому то, что никто не говорит, что он плохой. Нет. Что он топ-то нормально все. Я имею в виду просто даже петличку. Просто он петличку сейчас возьму, в которой я записываю видосы. В петличку буду говорить. У меня еще будет петличка, блин, за 8 евро будет лучше, чем этот микрофон за 20. А если я поставлю рядом микрофон за 100 евро и петличку, вообще хрень поймете. Самый дешевый это стоимость, у меня стоимость микрофона 100 рублей. Да, кстати, он сталкер, слышь, Антон? У сталкера микрофон, реально, мне когда показал, я не мог поверить, в него говорит, то есть, слышишь, как же он говорит на стримах у сталкера? А у него там такой микрофон, такой тоненький, это такое, как будто, блин, наушник какой-то вставили. У него нормальный звук, так он говорит, 100 рублей микрофон стоит, представляешь, то есть... У меня был BM800 после 10 фильтров на него и установки Fifine. Да, ну, конечно, Fifine у него по заводским уже этим, все понятное дело. О, Буря, здорово, там Буря пришел. Да, я ж читал. Старичок, Буря. Да. Он у него, кстати, вот у Бури был, он эти зомбачки вот эти играл прикольные, когда вот этот чувак... он постоянно всегда стримит ночью. Чувак у меня получается всегда ночь, когда он стримит. Ну да, но у него часовой пояс такой я же. тут вот в отпуске был, иногда с утра рано просыпаюсь, короче. Да. Тут включаю его стрим, посижу минут 10 и засыпаю. Он так еще монотонно, там все так все спокойно в этом кенш. Поспать чисто. Да. Хорошо, мне нравятся такие стримы. Он же тоже спокойный. Там где-то Испания у него там как раз, у него часовой пояс как раз вот как у Golden Fox, да? Ага. И я на работу приехал, помню, в начале недели, включаю YouTube, и я прихожу на работу, включаю YouTube, вдруг комментарий кто написал, ответить. Бабах такой, смотрю, у него стрим идет, и такой, да ладно, еще серьезно, что ли, знаешь? Вот дает, блин. Ну, что поделаешь, зашел там, не всегда, стрим по 8 часов. Да, есть такое. Стрим по 8 часов тоже были, да, у тебя? Помню дело. Слушай, Олег, вот зайди на мой канал, подожди, вот зайди. Ну, без проблем. Можешь? Без проблем. Зайди.
конечно, зайдем что-то. Вот просто, мне просто интересно, почему я ссылку тебе кинул, типа ты видос не видишь. Может он быть действительно заблокирован в некоторых странах? Не-не-не, из-за музыки? ссылка, смотря как ты ее копируешь, бывает такая штука, ты не первый такой, не переживай за это. Мне бывают другие кидают ссылки, я тоже не могу это включить. Это ссылка что-то связано как-то. Это видос или стрим? Видос. Видос зашел. Так, что теперь? Вниз? Или здесь сверху уже это было где-то последнее? Мой топ. Нет. Подожди, сейчас я не вижу. Название хотя бы скажи. А вот у тебя распаковка микрофона, да. Ну вот он у тебя HyperX, видишь, у тебя HyperX, он у тебя в оригинале, он красный, синий. У тебя не показывает, что ли? Не, ну ты скажи название, что у тебя за видос? Вот мой топ 1 против троек, вот он. 186 вот он, у тебя просмотров. показывается видос этот. Ну, Вот 11 минут, который? Да, 11 минут. Вот Ну, мой я топ его 1 еще- против троек. Лайка- Вот там лайка- крутой не музон, стоит. крутой видос. Ну, давай включим что-то. Лайк еще не стоит, значит, я его здесь не видел еще. Так, а что по интро-то? Не знаю, я так и не видел. Днем работаю, ночью стрим. А куда Олежку спрятали? А Олежка здесь сидит, смотрит. Так, ну все Да, равно, да, вот мы вот зачем он. сейчас новый микрофон? Я хз, вот он стоит меня полметра, я общаюсь со всеми. Блин, нет, сталкер, у тебя вообще какая-то мистика. Я просто сам не понимаю. Так, подожди. Just. Вот эти, что видосы ты мне включал, все, они все не рабочие. Ну, то есть... так, Днем работаю, ночью стрим. да, ну бывает такое. Так. Вот сталкер на самом деле прав. Вот реально. Насчет... Устраивает. Вы же сами смотрите же свои стримы. Ну, я думаю, Конечно. по-любому человек, который стримит и типа Нет. занимается этим, он хоть раз по-любому включал свой стрим и слушал, как звучит его голос, да, и все такое. Если тебя самого устраивает, как звучит твой голос, нахера что-то менять? Нахера покупать там микрофон и все остальное? Если малой кровью можно, грубо говоря, обойтись, да, и не потратить много денег на это и все. Да, ну то есть, Устраивает, смотри, пользуйся и всё, чё. простая тема, то есть ты сейчас себе какой-нибудь крутой микрофон поставишь, крутой какой-нибудь там пульт еще между делом поставишь, миксер какой-нибудь там, да, чтобы у тебя там прям все четко голос выезжал, красота была, потом ты берешь шорт какой-нибудь с телефона, записываешь короткий видос, а там голос такой, да, то что, ну, типа хи-хи-ха-ха, да, ну, как бы более-менее, чтобы он оригиналу соответствовал сейчас, потом все равно к нему привыкнешь, а тем более еще ты старше становишься, голосовые связки тоже развиваются, там у голоса кого-то становится грубее, и, конечно, меня 10 лет назад, дай микрофон, и вообще там обалдел бы просто, да. Если бы я, наверное, дальше бы еще курил, у меня бы, наверное, голос еще был хуже. Якобы курение мне дало это такое баса. Да, буря, это я. Он, ну это и что, он. ты видос так и не включил, Олег? Подожди, Олег, этот Just оставил и твой. Вот он, сейчас включим. Давай. Не, ты не ошибся. Давай так, посмотрим, Снег, развеселим народ. стрим вообще. идет. Снег, вот он, привет. Да мы О, смотрели. Снег, привет. Мы только что смотрели твой, как он называется, блин, Fifine микрофон. Я включал прям. Блин, Да, я только что подписался на твой канал, посмотрел полностью твой видос про микрофон, оставил тебе там комментарий Ну и вот. поставил лайкос. Нифига себе. Вот, мы вот это смотрели. А, вот опять это реклама, представляешь? Вот когда вот поперло вот это вот снег. Привет, да. Все, привет тебе. Вечер добрый. Сейчас покажу. Блин, чтобы, а то нам скажешь, что за дела такие. Вот, смотри, мы сидим, короче, он, получается, рассказывает, а голоса же наши идут эти, да. Да, 100 лет не видел, да, ну, если вы знакомы, это вообще круто. Так, миллион 100 рублей, что за миллион, короче, понятно. То есть, вот, мы сидим, ля-ля тополя, мы его уже прокрутили, посмотрели, заценили. Клево. Не, ну микрофон реально. Я посмотрел сколько тестов и сам попробовал пару микрофонов. И я понял, то есть не обязательно. Здесь вот, дорогой знаешь, не вот должен быть. Не обязательно. Я из этого видоса вообще, во-первых, информационно очень все, вообще обо всем рассказал. Потом подача реально хорошая. Так, 10 приятный голос, 10 приятная минут. внешность. И реально все вот это на фоне, ну, круто выглядит. Мне очень понравилось. 10 минут. Зашли, включили Снег Гейм, этот канал, 10 минут видос, очень все просто.
понятно. И не обязательно покупать микрофон за 200 евро. Можно купить за 10, за 20. Короче, тут еще Антошкин. Вот, посмотрим, давайте, что тут у нас Антон сделал. Я сейчас вот на фоне Снега опозорюсь просто, блин. Ну, смотри. Не надо опозорить на фоне Базукич. Снега. Ждаст. Там Я- профессионал, а я любитель. Фига себе, музончик. Ну, музончик, да. Тут Такой такой. уже этот... Ну, в общем, история такая, я уже рассказывал, типа 150 или 100 человек на карте, команды по 3 игрока в команде, но здесь получается так, что в команде я один, и я играю против команд, в которых по 3 человека. То есть, если я встречаю одного человека, то, скорее всего, это не один человек, а их 3 будет. И в итоге выжил в этой игре я один. И здесь еще есть такая фишка, как ГУЛАГ. Да. ГУЛАГ — это когда тебя убивают, да, тебя убивают просто полностью. Ты выпадаешь с карты, попадаешь как будто как в тюрьму, и тебе Да. дают шанс, Свалить. чтобы выжить. Да, и вы сражаетесь там 2 на 2. И если ты выживаешь в этом ГУЛАГе, то ты возвращаешься на эту карту, тебе опять же нужно залутаться, найти оружие там и продолжить свое выживание, чтобы выжить. Ну, игра на самом деле интересная. Это не новое, ничего, это обычная королевская битва, но это круто вообще. Вот то, что здесь произошло в игре, мне просто чисто повезло, что ли, я не знаю. Скилла здесь, конечно, маловато, но прикольно получилось. Сам монтировал вопрос. Монтировал сам, да, я вот чисто просто... Какая программа? Это стандартная программа на PS5. Называется Hair Factory. В смысле, ты на Это вот плойке прям- делал прям? Да, прям на PS5 есть Да программа от компании Sony, она называется Hair Factory, она еще на PS4 была. Я еще на PS4 видосы когда-то пилил. То есть тут даже компьютер даже не прям не задействован никак? Нет, просто вот я как снял на PS5, Да. сохранилось и отредактировал сразу на PS5 и выложил просто в YouTube. Красота. Слушай, я прям сразу вспоминаю этого мем уральских пельменей. А что, так можно было? Да, тут, Слышь. кстати, такой вариант. Не, ну серьезно, на самом деле, блин, вот хоть программа такая типа простецкая, но она много чего может. А вот и ускорение, да, видно. Ну, я в вижу, что ты принципе, прям ускоряешь, где ускоряется, положено. да, Я и спросил. Видос ускоряется, да, и Да. типа плавность все равно какая-то остается, да, где-то есть пикселизация, но программа справляется. Как бы, с этим. Не, ну слушай, ты это с консоли делал. Нормально? Вон даже Джаз такой, лол. А, вот пароль, что-то канал есть, пароль забыл, от него переехал в Германию. Е-мое. Ну, блин, простите, просто я со своим компом с 8 гигабайтами оперативы, я картинку тут хотел открыть, я тут скачал для превью картинку в 4К, она там, какое-то супер разрешение. У меня просто комп даже картинку сказал, я не могу открыть, потому что он слишком много задействует памяти. Ну, он Снег говорит, PS5 ни раз не пробовал монтировать. Ну вот Антон сделал, смотри, получается неплохо, он у него Warzone. Да, я хочу сказать, что на канале, на самом деле, на моем много таких видосов, которые смонтированы, сделаны прям чисто на PS5 и без использования ПК. Вот Таких и видосов там море. Давай, подожди-ка, пока это мы смотрим. Захожу я в описание, у тебя в описании столько всего стоит. Здесь увидишь, как игра консольных игр, записывай видео. Вот как раз, кстати, ГУЛАГ сейчас, вот смотри, когда 2 на 2, видишь, перед. Мгм. А, вот описание, да, что там описание. Не, ну монтаж, слушай, Just, факт того, что монтировал-то он в плойке, на плойке, да, не имею в виду. Ну тут по факту на самом деле монтажа нет, тут просто сохранен геймплей, я ничего не вырезал, вообще здесь нет ничего вырезанного. Мне там типа чуваки писали в комментариях реально на этот видос. Просто типа, где-то «Нахера?» быстро, где-то медленно, да? Не, они, да, типа говорят, нахера ты, типа, моменты вот эти вот ускорял, типа, надо было просто их вырезать.
Не, нормально. У меня был посыл специально не вырезать эти моменты, а наоборот показать о том, что типа это вот прямой геймплей, да, без всяких каких-то там нарезок. Это Да. не вот нарезано, это вот чисто катка, которая вот она прошла. Музыка, получается, в плойке в этой программе была? Нет, я ее скачал с компа, вставил на флешку Ну, то вставил есть, в PS5, добавил ее. Да, то есть тут как бы проблем нету. На консоль можно и видосы разные добавлять через флешку, музон, Ну да, в принципе, я фотки. на третью PlayStation я тоже музыку заливал, мне там, я сидел, я играл, наиграл, у меня третья консоль, у меня там Сектор Газа играет, и я сижу, короче, такой. Не, ну музон прям тупым такой прям заставляет, знаешь, такой движок такой. Да. Класс. Не, вот здесь прям вот когда я по лестнице пошел, так еще ускорение пошло, прям под музычку такое, как я называю это, ну не только я называю, так оно и есть, как под биты, когда монтируют, прям. Ну да, ты должен попадать в биты, особенно когда переход у тебя идет, допустим, с Да. одного кадра на другой, у тебя именно должен быть, если ты с музычкой делаешь, чтобы в биток попадал вот этот переход. То есть бит, переход, бит, переход. Ну да, такие всякие системы вот эти видосовые. Я, поначалу тоже первый видос сделал такой, фигня полная. Потом смотрел пару каналов здесь у нас немецких, как пацаны монтируют там музыку, такую, тачки, все это, мотоциклы. Ну неплохо получается, в чем прикол? Потом я нашел пару видосов, и потом обучающие эти самые, именно вот эти вот, А сейчас уже в Мавави я когда делаю, у меня там есть, можно прям, я беру саундтрек, и там уже он такты делит, прям по тактам, сидишь, считаешь такты, да, и там они уже пункты тебе программа выставляет, вообще монтировать прям сказка. А она тебе сама показывает, что ли? Да, вот я могу по тактам Это монтировать. какая программа Mavavi называется? Мавави. А, у меня вот она установлена. Да, Mavavi видео эдитор плюс. Как, ну да. Вот Мавави я монтирую уже 3 года уже. Да, почти. это мне вот тут чел помогал переустанавливать Windows. Ну, по Мавави, если у тебя вопросы будут, тебе какого года она? Не знаю, вот свежая она. 23-го, что ли? Ну да, я говорю, мне вот переустанавливал Windows. У меня 23 хрен. Я, короче, не хотел работать на компьютере. Я ее покупал, лицензию на нее, да. А мне даже это самое, позвонил в службу поддержки, мне бабки вернули назад и все. Она не пошла. Да. У меня Мавави 21 года. Предпоследняя обнова. А там, короче, разница 21-23 очень маловато. Там нет такого прям вау. Тем более я эффекты, пакеты купил 6 штук сам. Ну, как бы нормально. Делаешь под биточек и красота У воля. меня какой-то 22.0 она. Не, ну это тогда 22 года, с того года еще у тебя, значит, не 23. 23 там уже у тебя иконка такая синяя с пунктами там. Я только с Adobe работаю. О, Снег, ну если ты в премьере можешь монтировать, это круто. У меня премьер это сильно как-то, если сначала не начал с ней делать, то я потом уже не буду браться, все. Я Там монтировал... в Mavavi остается этот вводный знак их или нет? Да, они чуть меняются. Вот у меня, допустим, сейчас такой камера нарисована, там такая, как вот Инстаграм первый, похожий на Инстаграм логотип, только голубо-белого цвета. А на последней версии уже такой темно-синий значок, иконка. Есть еще программа хорошая. Ну, по крайней мере, она, я знаю, точно есть на телефон. CapCut называется. Да-да. Но также ее на Windows можно CapCut, тоже поставить. Да, конечно, можно. Вот, она вообще простяцкая, просто. В ней Вот что реально самое простецкая. круто, эффекты у тебя прям халявных, прям в вагон. Я не знаю, мне вот как-то эффекты я особо не смотрю, но просто я посмотрел вот так вот, CapCut. Реально Да. вот простецкая. Да. Там входной порог очень маленький, поэтому ты просто войдешь в эту прогу, все поймешь, там чуть как туда нажимать. Они все друг на друга сильно похожи, так что париться там не надо. Просто Ну да. в ней клево, знаешь, что записывать? Шорт-то О, я монтировать. как раз в ней шорты и делаю. Правильно. Просто там ты, Мари, у тебя есть всякие вот эти шрифты, менять цвета, дизайны, добавить какие-то стикеры. Все у тебя есть. Я на Маке работал с другой, теперь на винде с Adobe. Я привык к ней. А на Маке Final Cut же. Final Cut тоже клевая штучка. Я вот ее
пару раз попробовал. Но у меня... Я на айфоне, когда монтирую вот эти вот iMovie в оригинале, я не стал... Другие программы тоже пробовал. CapCut была у меня, InShot. А на компьютере вот остался. Купил Movavi себе и все. У меня было тоже две разные были фирмы. Я пробовал. И так на Movavi я остановился. Очень просто и... Все. Теперь уже Ну, ничего. в Adobe, конечно, входной порог такой. Да, серьезный. это самая жесткая программа, которую я не знаю, но... Я говорю, я вот даже вот для превью, да, там типа люди говорят, мы там в фотошопе работаем, там превьюхи делаем, Да-да. все такое. Дичь. Я не знаю, я для себя уже давным-давно почему-то вот пользуюсь программой GIMP. Это Да. очень древняя такая старая программа. Она похожа на Photoshop там каким-то. Да, они все там похожи друг Они на все друга. друг на друга, да. Да, и я не знаю, я вот привык в GIMP, мне очень удобно, как бы, это бесплатная прога, она бесплатно обновляется там везде, проблем нет. Ну да, кстати, ну халявно, Никаких ключей, ничего не надо, да, а по сути для превью она очень достаточно, там есть все функции, которые... да. Subscribed, фига себе. Да. Клево, не, О, нормально. всё. Убийца, басука. На Movavi я работал раньше, но потом перешел на Premiere Pro. Ну, Premiere, блин, времени занимает, там столько всего изучать надо. Если изначально в ней не сидел, это очень тяжело. Movavi, она мне что нравится, она простенькая, реально она простенькая. Конечно, там надо там что-то там купить, что-то здесь купить. Premiere я тоже видел, как пацаны делают, я посмотрел, говорю, блин, у меня уже мозг взорвался, потому что я очень часто... Если бы я делал 3 больших видоса в год, там по полчаса, ну, тогда хрен с ним, я бы научился Premiere. Я пока не... А теперь я уже не хочу. Я себе, знаете, что сделал вот недавно абсолютно? С Медведем мы когда ездили, мне напомнил эту программу DaVinci Resolve. Вот DaVinci, если кому-то надо прям, знаешь, вот цветокорректность, все вот это сделать, то есть DaVinci Resolve по этой программе даже, блин, киностудии работают, то есть цветкором занимаются, да, это прям круто. То есть есть там всего 2 версии, платная и бесплатная. То есть я взял вот бесплатную, там функционала столько, что-то прям закачаешься. Даже, блин, я не знаю, изначально в ней не сидел, но там много больше функций. Да, пример много больше функций, но, ребят, надо ли оно вам? Вопрос такой риторический. Я, поскольку сказал нет, я посмотрел, как много кто мучается, такой, да нафиг оно надо мне. Самый первый гайд. Так, открыть дверь, Хогвартс. Так, ну-ка, где ты спал, Антоха? Трейлер обновления, преступная организация GTA. Вот, лайвстрим. Atomic Heart. Смотри, у тебя Atomic Heart. 250 просмотров. Ты не спишь там еще? В Premiere тоже можно цветокоррекцию делать. Да, можно, ничего не говорю. Не, я просто смотрел, как фильмы делают, и реально, то есть DaVinci используют реально в продакшене больших проектов, реально таких больших, не влогов, как у меня там мелкие какие-то видосики, а именно фильмы, да, где подкручивают цвет там, здесь, в студии, там серьезные дядьки, тетки сидят со стажем, работают. 11 часов 22. Охренеть, почти 12 часов. Это как раз так долго, когда стрим идет. DaVinci очень крутая прога. Да, я вот с DaVinci, я для чего себе DaVinci сделал, то есть реально в ней чуть подразобраться, там нити тянуть по цветокоррекции, просто красота. Да она, в принципе, интуитивно тоже можно управлять. Кстати, Тоха, как у тебя закончилось противостояние или все же еще нет? Да нет еще. Он спит. Да, он уснул, блин, вчера. Вчера же это было? Да, вчера. 386 просмотров. Адох, ты сейчас тоже уснул, что ли? Зайди в тусовку, базука в магаз быстрее. Нифига тут чат прет, смотри. Красота какая. Базука в магаз полчаса осталось. Смотри. Все, я спать. Всем доброй ночи. Джаст, от души, спасибо большое, что уделил время. Я сейчас тоже уже батарейка садится. Я уже, блин, с 4 утра на ногах. Уже скоро опять 4, я еще спать не ходил. Потому что, как бы, блядь,
блядь, они, ну... Обалдеть, у базуки все, через турецкий контакт. Обалдеть. Короче, Мартис пусть тебе позвонит. Вот так вот человек уснул на стриме, потом его друг помог прям. Молодец. Так, вот и я к вам появился. Так, сейчас я вот это вот... Антоха, ты сейчас что, тоже уснул, что ли? Базукич. Тишина. Да, блин. Я уже тоже, наверное, пойду скоро. Не, Снег, реально, раз знакомству посмотрели, говорю, я зайду еще посмотрю больше, там у тебя, думаю, намного больше есть обзорчиков. Я вот буквально таки пару дней назад пару видосов посмотрел, такой, заценил все. Ну, хорошо, вот с Артемом сколько общаемся, говорю, видишь, нас... Да, я надеюсь, я тут. Да я вижу, вот 6 человек есть. Спасибо так, всем, уходим, кто... что ли, уже? Все? Нет, я говорю, ты где? Я думал, ты уснул. Я тут смотрю твой чат, когда ты спал вчера. И хихикал уже чуть, начал уже. А, да? Слышь, тут уже... Тут уже, короче, тут просто надо, знаешь, не смотреть, что там он стреляется, а просто чат читать, и уже можно хихикать. Ну, блин, это уже, короче, традиция на канале, так что... Не, ну круто. 23 февраля по-любому проходим какую-то войнушку, по-любому стримим типа весь день, с утра до вечера. Ну, 12 часов стрима, готовьтесь. Круто. Ну смотри, больше 12 потом YouTube показывать не будет. У тебя как раз было 11:22. Я знаю, Чётко. да. У меня вот самое, говорю, большое было 11:56. Угу. Это я прям четко вот закончил, блин. Но тогда, в прошлом году, мы зафиналили игру. В этом году до финала мы не добрались. Ну ничего. Будет еще. Херня. Все будет нормально. Кстати, так, вот он. Противостояние у тебя что там, закончилось? Нет еще? Да нет, там не победили мы игру. Не победили. Ну ничего страшного. Все еще будет. Так, Мартис тебе дал хорошую идею. Система Гайтла онлайн. Я знаю, почему его зовут Базука. Потому что он бомбит все. Просто я одно понял, что... Это не мое, это точно. Это не мое, говорит, это точно. А потом ты после этого... Короче, на 9 часах... Чат это 9 часов, там 10 минут, 9:15. Ты, 13,5 у тебя не сохранилось по-любому. У тебя не сохранился этот стрим. Не, ну у тебя только видно его, это скорее всего. Он свой только может видеть, да. И не видит. У меня было 13,5 часов, а противостояние с Ютабом. 7 мая будет тоже праздник, там тоже будет игра. Стрим был... 7 мая это в Казахстане. В Казахстане это... Как день защитника Отечества. Я сегодня об этом только узнал, и я только сегодня узнал, что большинство моих зрителей в Казахстане находится. Ну, вообще-то это в творческой студии ты можешь посмотреть, дорогой, это наш. Не, я смотрю, я слежу за этим, и я не знаю почему, но почему-то в Казахстане больше всего меня смотрят. Ага. Снег, да, мы давай как-нибудь договоримся. У тебя же Дискорд есть. Вот, Дискорд, смотри, ссылочка, канал, вот, Чиканок Старсуп. Не, блин, подожди, стоять. Сервер. Да, вот он. Ссылка вот сервера. Чиканок Стар Супер, короче. На этом сервере мы общаемся. Если что, потом здесь будем в Дискорде и, соответственно, сидеть. Базука лет 70. Обязательно сейчас жена спит, а так какой день можно. Да, мы об этом договоримся как-нибудь потом уже и сделаем. Надо так, чтобы вот пятница, суббота, чтобы народа побольше было. Посидим, поговорим пару часиков. У нас тогда был с Антоном сколько? 3 часа с тобой было, да, у нас подкаст? Ой, да, я тогда помню, это как разошелся, короче, уже все такие, все, давайте, закройте ему рот, все, отправьте его домой. По-моему, это было на мой день рождения еще, кстати, нет? Нет, это просто был стрим. Просто нет, как-то я включал стрим. Короче, кто у меня был? Серега был, ты был, Бархатов был.
Чекан первый, понятное дело, да. Я имею в виду, вот у меня там 7-8 человек, у меня уже так, мы с ними общались, с нашими, с коллегами, стримерами. Чисто да. интервью было, интервью. Да, интервью такое, маленький допрос. Ну, просто у одного там 2 часа стрима, у другого Вон, час стрима. давай Снега на интервью. Так я ему и предлагаю же. Он сказал же, обязательно, сейчас жена спит, а так какой день можно. Мы об этом договоримся. Всё. Да, договаривайтесь просто. И всё. Договариваемся. Я бы с удовольствием посмотрел бы. Тем более, смотри, говорю, меня еще... То есть у нас много общего. Ты здесь живешь, да? Придумаем что-нибудь. То есть я вон уже к 2 стримерам ездил на север. Один живет возле Бремена, а другой в Гамбурге живет. Я к ним обоим ездил в 2022 году. Тем более драйверу на мотике, ты чё, он сел, у него между ног болтается, на Х называется. Все, он погнал просто 220 там по автобану и все, приехал за 5 минут к тебе. Да, раньше так было. Сейчас на автобане, блин. А ты знаешь, что Сколько? такое между ног болтается, на Х называется? Ну же это же как его, блин. Ну чё? Хремень. Хремень? Так, Ну что, еще какие варианты? Еще какие варианты? Хрен. Хромакей его, да. Между ног, да, у тебя хромакей? Я понял, Андрюха, где у тебя хромакей? Ага, а потом смотришь такой, а что зеркальный? Говорит, ну, мы же на зеленый фон, говорит, наложили зеркало, вот и зеркальный, да? Ладно, не буду Honda, томить, смотри, короче. не Honda, снег Кавасаки. Honda, вот, Снег, красава вообще, Красава, правильно, Honda. правильно. А у меня Honda, Кавасаки, колбаса. Мы говорим на Кавасаки, колбасакин. Дело в чем? После Ну 12 все, часов тебе стрима надо, это драйвер, сохранить. тогда этот, как его, ставить бомж-полоску на Хонду купим. Купим на Хонду. Не, Купим на Хонду драйверу. не, я, короче, куплю. Что-то тебе Хонда не нравится? Это же японец. Ну, мне Honda нравится, там только несколько мотоциклов, как бы. Блин, мне кажется, у Хонды прикольные эти, как его, ну, скутера такие, знаешь, мощные скутера у них же есть такие. Может быть, да, так много чего есть. Но сейчас время такое. Вот Honda, ну, как я мотоцикл нашел одного туриста, да, вот этого, Африка называется, Honda Африка. Потом мне прям последние года мне прям зашел уже такой. Ну, я, правда, еще сильно прям на нем такой тест-драйв не делал. У нас не было возможности, к сожалению. Хотели в том году сделать пацанам тут в соседнем городе. Был ураган. И, короче, этот мотосалон, там все позавалило. Представляешь, новые мотики стояли. Были даже еще пленкой обклеены. И на них упала сверху крыша. Все это, знаешь, как ураган. И, короче, все. Их мотор даже еще ни раз не заводили. Они уже были сломанные. Блин, это нормальный такой ущерб вообще. Да-да. Ну, представляешь, мотоцикл стоит 19 тысяч евро новый, да? И вот он стоял, короче, и его даже еще ни раз зажигание ключ не повернули, и он уже был сломан. Офигеть. Это просто вот... Ну, короче, попали люди вообще на суммы. Ну да, ну как там страховка же, да, вот это все заплатит, как бы, ну это же как мотосалон, все застраховано, Ну, понятно, да. понятно. Просто я имею в виду, мне, допустим, как вот человек, который любит мотоциклы, когда ты видишь мотоцикл, его даже никто не обкатал, не заводил, ну, то есть он даже метра не проехал на включенном двигателе никогда еще, да, то есть, ну, как его, успели только коробку снять, пленка еще была наклеенная, его ни на учет даже никто не поставил, и мы приехали, думаю, ну сейчас новая Африка, все, поедем. Такие тест-драйв. А там, короче, там как крыша рухнула, что-то там было такое, на мощное прям. У нас там много таких учреждений пострадало и с автотехникой, с мототехникой. У мото прям реально пострадали, потому что в основном, знаешь, эти павильоны, они там стекло, там вот эти, где-то крыша была у кого-то плохо, там что-то сделано. У вас что, еще сезон-то началось. не начался? Ну, как не начал? Нет, тут... Я бы не сказал, что начался. У меня он и не заканчивается никогда. Просто вот, неделю назад была хорошая погода. Сегодня шел снег. В следующие 2 недели, скорее всего, погода будет не очень. Я хотел в воскресенье выехать, но, к сожалению, погодные условия поменялись не в лучшую сторону, так что я пока еще никуда не поеду. Но я еще хотел там сервис сделать, масло поменять, там туда-сюда, то есть это не горит. У меня в любое время, у меня мотоцикл, слава богу, на учете стоит. То есть, если завтра будет 20+, я могу просто выйду на улицу, заведу его и поеду. Я его зимой так выгонял, заводил и
прогрел его чуть-чуть и все. Ну, чисто, чтобы, знаешь, эта масляная пленочка всегда была. Да. на Ну, я двигателе. вот, то есть, в эту зиму, да, в том году я даже 31 декабря, помню, у меня была возможность выехать на нем, проехаться 40 километров. А в этом году так и я никуда не ездил. То есть, раньше у меня был он на полгода на учете, полгода стоял на учете, как бы, ну, и чтобы страховку не платить. Но тогда надо было ждать все время весны, а всегда была зима такая, блин, знаешь, мягенькая такая, то есть там другие начинают ездить, а тебе надо до апреля ждать. В этот мотоцикл теперь у меня все время я могу в любую погоду, как сказать, как по погоде. Но зимой-то никто у вас же не ездит. Чем мы ездим? Мотоциклах. Зимой? А что у нас тут? Ты у нас такую зиму бы видел, ты бы сам бы Не, ездил. ну понятно, что у вас зима не такая, как в России. Там у нас, вот, извини меня, там сегодня снег валил, я не знаю, снега этого просто миллион там. Ну, так у нас на снега-то не мотоцикле было. выехать не получится 100%. У нас последние 2 недели у нас на мотоциклах, знаешь, сколько много ездит? Это ужас. Прям У реально. вас уже все, потому что весна уже. Ну как, это весна такая, это обманчивая. Она вот, знаешь, сегодня весна, точнее, вчера была. Она ранняя такая у вас. Сегодня, да, это всегда так. Просто уже к У этому нас просто привык. еще зима вообще, и у нас еще весь март будет еще зима. Да, не, я в марте я уже буду, я надеюсь, ездить на мотоцикле. Ну. Уже как бы, ну, в середине, скорее всего. Да у меня еще столько контента, который я, блин, драйвер, извините, что-то надоело. Драйвер, надо план, что снег было удобно и мне было удобно. Конечно, сделаем. Много вон, уже у него будет намотчиков. разговорный стрим будет, короче, вот у Конора, да, кстати. И он расскажет про Казахстан много. Вот, кстати, давай. Потому что много, скорее всего, такие, ну, у кого-то неправильная информация, кто-то вообще ничего не знает про Казахстан. Вот и рассказываешь, и будет всем интересно. Да, много уже. Добрый вечер. На мотиках. Да. Добрый вечер. Привет. О, Дынчик, ё-моё. Здорово. Я просто вспоминаю, я вот в Нидерланды летал Да. 3 года назад, по-моему. Как Да-да. раз где-то, наверное, март месяц был, по-моему. Начало марта, что ли. Да, там тоже круто в это время. Блин, уже была такая весна, там, знаешь, там тюльпаны там цветут, и мы ездили в этот в парк. В парке Кенхоф. тюльпана был, да, вот, да. Парк, да, вот тюльпанов этих. Блин, такая красотища вообще. И я, знаешь, чем был удивлен больше всего вообще в Нидерландах, а в том, что дома, частные дома, да, у них, во-первых, огромные окна, и эти окна, они, знаешь, не зашторивают там, ну, вечером. Грубо говоря, там чувак сидит, смотрит телевизор, огромное окно, и все люди идут и видят, как чувак смотрит телевизор. Ну, это как бы нормально. Ну, Никаких да. заборов, ничего. Вот это вот, конечно, красота. Да, но здесь, в Очень, принципе, очень понравились Нидерланды. Прям в лучше Германии всего посмотрели. также. Супер вообще. В Германии то же самое. Ты шторки увидишь, и в Германии у кого шторки висят, то обязательно это русский человек. У немцев шторки это... Зачем? Че стесняться? Да, кого ты прячешься и что Да, что ты прячешься, от кого ты прячешься? То есть здесь вообще такая тема. В Голландии то же самое, вот в Нидерландах, что ты был. Я был в Амстердаме, наверное, раз 15 или 16. И постоянно, я когда приезжаю туда, постоянно что-то новенькое видишь. Постоянно. И вот Голландия для меня вот прям... Не, Голландия вообще страна, красота. я А кайфую. ты был, Знаешь, да, наверное, маленькая скорее площадь. всего, вот где делают сыры, там мельницы такие, эти, как его, клопсы, деревянные ботиночки такие. Да, конечно. Был в этой деревне, скорее всего, по-любому. Да. У меня такие, я себе такие ботинки покупал, как бы они дизайном выглядели как деревянные, но у меня были такие мягкие, как тапочки, такие я себе брал. В то время я себе купил, жене, я, короче, прикол был, я говорю, блин, если сейчас поеду, деревянные себе такие ботинки купить, а они так в них идти, такой грохот стоит. Помнишь, что было кино Джеки Чан, когда так дрался? Да, он в них дрался, действительно. Джеки Чан там, такими, да. бам, такой, у него отлетел в нос. А я потом думаю, да ну нафиг, знаешь, я когда кино увидел первый раз, потом мы Блин, ну приезжаем. слушай, таким деревянным тапком, представляешь, по носу подлетит Да, тебе? и мы приехали Это точно мало на приятного. базаре. А он там такой каблучар, я говорю, блин, если бы мне в нос дали, у меня бы кровища было бы с носа, ну там реально он такой, этот, как сказать, ну башмак-то с дерева, да, серьезно. Что я хорошо помню, что мы были аж несколько, раза 3 я был, короче, в музее восковых фигур, это точно я помню, только в разные годы, то есть разные выставки были.
В 2014 году я там даже попал на, знаешь, этот музей Body Arts, когда вот эти у тебя все внутренности там показывают, это все, скелет, там, все это, короче, построение, вот это интересно было очень. Музей самого Амстердама, музей, там, все остальные вот эти вот, все, порнография, все музеи там мы тоже были. Хайникен, пиво варят. Это прям вообще было что-то с чем-то. То есть Хайникен Experience. А Хайникен это же как раз голландское пиво. Да, ну прям там же делают его. Хайникен. Они же там вообще монополь такую создали, Хайникен. Ё-моё, за что? Они под себя вот у нас, эти кстати, все сейчас в России скупают, Хайникен закрывают. вообще нигде не купить, нигде не продаются. Вообще. А вот ты сейчас сказал, я сейчас только задумался Вспомнил, о том, да? что я давно не видел на полках Хайникен. вообще. Я вот, Нету Хайникена. я вот, кстати, удивился, когда я вот в Италии, в Волжске часто был. И постоянно, допустим, ну, там прям его очень много, что меня удивило. Хотя в Италии свои есть сорта пива, которые как бы, знаешь, на первом месте должны толкать. А Хайникен как бы там такой, Ну, он такой как в довольно-таки Испании, у них популярное. свое пиво, вот это Эстрелла. Да. называется. Ну, в Италии, там Эстрелла, в Италии это Бирра, там еще какое-то было, там тоже парочку этих. В Голландии вот Хайникен первая, потом в Амстердаме Амстель. То есть это вот номер один, как бы, да. Вот, по-моему, в Амстердаме прямо сидишь. А во такой. Франции что, был? Ты был во Франции? Во Франции я был только в Страсбурге, но пиво я там не пил, потому что там как бы за рулем и алкоголь в Франции это вообще не катит никак. Очень, А в очень Испании тоже нельзя хреново. за рулем пить. Не, у нас некоторые страны прям жопа. Если ты вот у нас, допустим, в Германии, да, чем южнее ты едешь в Германии, чем дальше на юг, тем больше можешь бухать, как бы, да. Ну, короче, тебе прикол рассказываю. Мы приехали, ну, в Испанию отдыхать там, я не помню, ну, 2 недели, наверное, мы там были. Ну, и мы, ну, на меня, я себе там оформил машину в аренду, вот. Я не знал правил, там, что-то не вдавался в подробности, знаешь, там, типа, что можно, что нельзя. Ну, И я- как бы почему-то у меня какая-то была такая уверенность, что я могу спокойно там в обед выпить кружку пива, сесть потом за руль и поехать дальше. У меня Да. почему-то вот реально вот в голову вбита была такая фигня. И, в общем, весь отпуск я реально так и делал. Там просто бухал пивас в обед там где-то в кафе, да, или там в каком-то ресторане. После этого мы там ехали там еще куда-то, катались. Там еще где-то мог пивас выпить, еще сесть там за руль, туда-сюда. И в конце концов, когда уже мы сели практически в самолет улетать из Испании, я там где-то на сайте нашел информацию о том, что в Испании нельзя, оказывается, вообще выпивать за рулем, и нельзя просто быть там ни под кружкой пива, ни под чем вообще абсолютно. Ну, кажется, Я был повезло, в таком повезло тебе шоке, сильно. я просто я реально, я был в таком шоке, говорю, блин, хорошо, нас нигде ничего не остановили вообще. Да. Серьезно. Ну, то есть у нас, короче, у нас когда-то можно было всем там, что-то там у тебя, что было там 0,5, там, да, то есть... Ну, у нас в России сейчас вот 0,3 промилле, типа, это может быть. Но 0,3 промилле, это может быть, знаешь, там, грубо говоря, даже ты квас попьешь. Да. у тебя может Ну, быть стаканчик 0,3 пива промилле. 0,3 выпей, вот тебе и будет твои... Да, а еще бывает просто от организма у тебя такой вот кислотный эффект. Квас-то там же Бывает. дрожжи, конечно же, это то же самое, забродит. Если хороший домашний квас, тебе еще больше будет, чем 0,3 показывать. 0,5. Короче, я не помню, какой год был, и у нас из-за того, что вот эти мелкие все бухали, первые, которые права получают, 18 лет, да, там 19, и они сделали, то есть первые 2 года, пока у тебя там и проверочное время на правах, то вообще нельзя бухать, чтобы у тебя 0 было. А потом типа 0,5. Ну, сейчас штрафы задрали, а так как бы, ну, раньше мы на дискотеке ездили, я Ну, тоже просто не плюс бухал. у вас, знаешь, у вас не стоят так полиция, как в России ДПС стоит. Не, зачем? А нафига? Понимаешь, у нас вот, грубо говоря, я вот точно знаю там, что... Ну, ты имеешь в виду, ты имеешь в виду, что пост ГАИ, типа, доедешь и стоит пост ГАИ. Да не, какой пост ГАИ, там даже нету поста, в принципе. Вот просто они подъехали там на машине, встали где-то и все, и стоят. А у нас Ну, они... на перекрестке, Да. перекрестке. Просто стоит машина с мигалками на перекрестке, вышел полицейский, да, с палкой, и Да. тормозит любую машину, которую он хочет. Все. А, ну, И видишь, это может происходить там, знаешь, а-ля там утром, днем, вечером, в любое время суток, как бы. И
В любом случае, они проверяют водителя, да, на состояние, как он себя выглядит, Да-да. то есть, как он себя ведет. Есть ли запах какой-то из салона, да, все такое. Ну, у нас они это, видишь, они тоже могут быть стоять где-нибудь, но они будут наблюдать за людьми, кто как себя ведет. Может, кто-то не пристегнутый, может, кто-то с телефоном едет в руке. С телефоном в руке у нас даже нельзя тебе, сразу штраф 130. Да, у нас тоже там сейчас 130 даже евро я заплатил в том году. камеры сами фиксируют, если ты с телефоном. Да. Фоткала тебя камера и все. Сейчас начали новые, у нас тоже такую, короче, фишку ввели. Блин, я не знаю, в том году я даже не разговаривал по телефону, то есть я просто телефон переложил, и они там стояли в кустах, меня увидели. У нас так, чтобы прямо стояли в кустах, специально тебя там ловили, нет такого. Редкий случай, что вот так вот они едут где-нибудь, патруль, остановились и стоят, ждут кого-нибудь, кто-нибудь проезжает, то есть они просто так без причины не будут останавливать. Если тебя полиция здесь остановила, то есть у них есть какая-то на это причина. На 99%, скажем так. Ну, при этом их видишь ты там, знаешь, с дороги. Не то, что они там в кустах спрятались. Ты их не видишь вообще. 2 раза. Как будто, знаешь, Смотри, за 20 лет только 2 раза я их не увидел сразу. То есть они реально были так спрятаны, ну, как стояли. Как бы потом я их увидел, и то вот последний раз, когда мне тормозили, они стояли, потом они меня увидели, за мной выехали и мигалку же там включили, прям остановитесь, типа, да. Ты на моцике был? Не, на машине. На моцике вообще, вот на моцике у меня история есть на канале 2 года назад, когда я канал Драйвер начал, на моцике меня поймали вот тогда живую. Это было вообще... я видел, да, вот это видос. Это вообще жопа была. Ты чё, знаешь, прикольные такие видосы, знаешь, когда тебя типа... Да, но я помню, в тот раз, тогда я заплатил прям неплохо штраф. Тем более, знаешь, у нас есть по телевизору показывают, когда вот так вот полиция также за тобой на автобане едет, записывают, как ты превышаешь. И потом это все на общее обозрение прям идет по телевизору, у нас там целый сериал показывают, то есть настоящее событие, да. И у тебя GoPro, да, вообще камера-то, вот, которую ты записываешь? Ну, только купил. Все видосы, которые ты сейчас смотришь, записаны на самую дешевую китайскую камеру. GoPro... Как она называется? Хрен его знает. Я даже сейчас тебе сказать не могу, как называется. Сейчас, подожди, камера. Xiaomi какая-нибудь? Не, Xiaomi, она стоит бабки, на Xiaomi. Компакт написано. Типа компакт, только компакт. Без буквы Т. Вон, в камеру. Тебе вот сейчас надо вот сезон, короче, блин. У меня камера-то... Тебе надо записывать просто каждую свою поездку, на самом деле. Ну, так я ж так и делаю, что-то. Во. У меня с того года еще, знаешь, сколько материала она там вот на эти вот всякие вот лежит? ситуации, я вот просто по себе знаю, короче, я там, во-первых, многих чуваков, которые, англоязычные каналы, да, ты считаешься все равно англоязычным каналом, потому что у тебя аккаунт из Германии. Да. Вот, и эти, вот смотрел видосов очень куча, вот, когда люди там, знаешь, там ситуации какие-то на дороге происходят. Как по автобану гоняют. Вот прям такие вот видосы очень заходят. Мне вот нравилось смотреть, допустим. Круто, реально интересно. Я вот посмотрел у других тоже, там как-то смотрел русских пару блогеров, они там ушли на тот свет, и потом решил тоже когда-то сам начать записывать. Но только что, видишь, я просто, езжу и показываю основную достопримечательность, я не хочу какую-то записывать дичь, то есть я там не такой, что прям нарушитель, потому что если у нас такое будешь заниматься, ты сам себе доказательства собираешь, что у тебя... я не к этому. Нет, я просто вот ездил, вот показываю, как есть. У меня есть еще парочку, реально, вот сейчас вот сегодня уже нет, завтра или послезавтра, скорее всего, я покажу видос, уже смонтированный, уже на ютубе он залитый, там мы катались. Но там ничего такого особенного, просто... Нет, ты можешь, знаешь, там нарезки сделать, знаешь, там типа затупил человек. Бывает такое, знаешь, там подрезал тебя, и там, знаешь, какой-то чел. Да, какие-то ситуации именно, понимаешь, вот, чтобы зацепить. Я вот говорю, таких видосов на ютубе до хрена, когда нарезка ситуаций каких-то. Да. Или там какая-то аварийная была ситуация, или там помог человеку, или еще что-то такое. Такие вот моменты прям ловить надо. Вот в том году у меня же такой видос был. Чувак, мы возвращались домой с байкерской сходки. Заглох, завести не мог мотоцикл. С толкача завели, все нормально. Я тоже не ожидал. То есть, это такое дело случая, прям вот так получилось. А ехали домой спокойно, никого ничего не трогали, то есть тихо, мирно, потом бах, стоит чувак, думаю, что бы не помочь-то, да, я остановился, все, помогли ему, мотоцикл завели с толкача, все, радостный домой поехал. Бывает, иногда бывает вот так вот проездишь, 3 часа камера записывала,
а монтировать там, ну, нечего, или неинтересно, какой-то экшен не происходит, вот этого какого-то движухи. Сейчас вот на байкерские сходки вот эти ездим, там хоть народ, мотоциклы позаписывать, там, если еще у нас какие-то там партии в сезона, там, да, там, телки, там, стриптиз танцуют, уже более-менее такой контент, да, как-то так. Ну, мне, говорю, с того года еще информация есть. Когда только смонтировали это все, я еще не знаю, к сожалению. Да, самое главное, самый главный враг — это время. Времени нет. Времени нет. Я ни вот в сейчас чем. последний видос монтировал, больше 2 недель. Вообще. Потому что, ну, ежедневный влог не столько времени занимает. Сейчас он, конечно, закончится. У меня будет чуть-чуть больше времени, но у меня последние 3 месяца я работал на 2 работах почти каждый день. И это было очень жестко, и здоровье подрываешь, и времени нет. Потом с 2 работ, когда уже пришел, у тебя мозг не варит. А еще там семья, Да, вся вот эта херня, короче. конечно. И получается, когда монтировать? Все, приехали. И вот так вот оно и получается, что времени, то есть, я бы с удовольствием это делал, но я же, как бы, в первую очередь стоит семья, ну, надо здесь на работу сходить, чтобы все это заплатить, квартплату, всю эту машину. Иначе ничего не будет. Но лето будет, я всегда сейчас уже привык, скажу тебе так, привык к записи вот этого контента, когда выезжаю на мотоцикле. Так же самое привык, как и, допустим, играю на компьютере в игру и включаю стрим на ютубе. Уже все. Насобирал, говорю, вот в том году я собирал, там сколько там, я много не выезжал, я же там почти 2 месяца я дома был с гипсом, рука была в гипс, сейчас сейчас Это вот... в том году как раз еще, кстати, в сезон прям самый был. Да, в начало сезона. У меня товарищи поехали на мотоцикле на открытие сезона, а я дома с гипсом сидел. Как раз сломал. Ну, короче, ждем тогда контент в этом году от тебя. Ты должен отдуваться за, получается, 2 года. Да. Не, я в том году я как с июня записывал до сентября, что ли, или до октября. То есть у меня там еще на пару видосиков-то есть информация. Когда она смонтируется, я не знаю. Но я знаю одно, сейчас начнется лето, я также буду записывать, а монтировать уже буду потом. То есть я... Да, это понятно, что... И так же самое я делал в 21 год, когда был у нас, да, то есть... Ой, ну в любом случае 21 ждем году. этот контент, потому что, ну вот, как я по себе, да, я говорю, я просто, вспоминаю европейские эти всякие там, когда вот я ездил, да, там по Европе, там где-то. Ну ты дорогу так Вот бы эти почувствовал, виды, какая да, дорога. сама дорога просто, ну, идеально круто. Да. вообще. У меня вот, Это кстати, выглядит эстетично, красиво и самое главное, чисто, просто чисто. Да. Ну, я вот... у меня вот на днях мысль такая бывает, и сейчас мне опять напомнил в Голландию ехать. То есть у меня было на днях мысль в Голландию на мотоцикле съездить прям. Сейчас как теплее будет. Да, а что там с Германией ехать вообще? Мы же тоже, мы вот, Не, я ну, у говорю, меня- мы у когда меня ездили, близко мы очень. прилетели в Германию, мы прилетели, как этот аэропорт называется-то? Куда ты пролетел, кстати? Кёльн. Ого. Еще и Кёльн, в да. Руге бит. Да, мы прилетели в Кёльн, там же в аэропорту взяли он такой минивэн Мерседес, на 9, по-моему, человек он был, в аренду. Сели на него и поехали сразу в Амстердам. Ну, правильно. Там пару дней в Амстердаме, потом вернулись в Кёльн, еще в Кёльне, по-моему, там ночь-день, съездили из Кёльна, по-моему, в какой-то город еще, я вот не помню, как он называется, что-то на А, что ли, Алисун или Али, какой-то такой вот город, я помню, съездили. Тоже там посмотрели. И что-то потом раз, опять обратно в Кёльн и на самолете обратно домой. Не, ну прикольно было путешествие, честно говоря, мне очень понравилось. На автомобиле всегда клево. Я также... Да, я вот вообще считаю, что если куда-то путешествовать едешь, нужно в любом случае позаботиться о транспорте. Потому что, ну, экскурсию платить, да, туда-сюда, там это дорого. Да. Ну, просто кто-то заходил и вышел быстренько. Просто когда ты двигаешься на автомобиле все-таки, да, ты сколько всего увидишь на самолете, ты пролетел бы, сколько всего интересного бы ты не увидел. Согласен. Я вот с семьей, допустим, если мы едем в Италию, да, там вот Австрия, горы, на автомобиле это все прочувствовать, посмотреть, такая красота, блин. В Австрии на парковке выходишь передохнуть.
А, это ты был? Ну, без проблем, что? Не, ну ты на сервере подписку оставил, все, будешь там на этом сервере, мы сидим. Короче, выходишь в Австрии на парковке, все, у тебя горы такие, прям мощь, вот это вот такая энергетика от этих гор. Вообще прям, бах. У нас тут, конечно, живем, тут равнины более, ну, какие горы есть маленькие, но больше равнин. А там, я имею в виду, кто дальше на юг живет, Германии, там они часто это видят, там еще дальше, говорю, только Мюнхен отъехали, и все, и пошло. Ты вот по Гавани там покатался, не знаю, вот у нас страна маленькая, увидел, может, это Люксембург. Там вообще вот такая родинка в Европе, маленькая страна, то есть ты на автомобиле заехал, через 2 часа всю страну уже вокруг, можно сказать, проехал, потому что очень маленькая. Ну, электророллер везде можно брать. Электророллер, да, можно везде брать. Что такое электророллер? Ну, эти скутеры с батарейками. А, типа... Самокаты эти, самокаты, батарейки. Электросамокат? Да, они у вас электросамокаты, у нас роллер. А, вот, я как раз сегодня Сереге, кстати, рассказывал. Я же на про нем что... тоже гоняю так, на таких штучках. Да, Серега сегодня рассказывал, что в Германии, оказывается, нужно их регистрировать там как-то. Да, у нас на них номер стоит, как и на мотоцикле, конечно. Да. Как и на Не, скутерах. я просто недавно себе приобрел, мне тут дружище скинул ссылку, говорит, вот хорошие типа электросамокаты распродают, давай купим. Купил? Я так посмотрел, он типа стоил 35 тысяч рублей. Угу. И тут распродавали их там за 12. Там, типа, Да ладно, так дешево. Да, ну такая скидка хорошая была, и я такой думаю, Ну, это копейки прям. причем я менжевался целый день, да, я типа думаю, купить, не купить, думаю, зачем он мне, нужен, не нужен. Ну, типа потом думаю, ну ладно, куплю, если что, там, знаешь, продать всегда можно, как бы без проблем. Купил, вот он стоит в комнате уже несколько месяцев, я даже тут по квартире попробовал на нем покататься. В общем, едет он 30 км в час, максимальная скорость. Фига себе, ракета. И максимально он может 23 километра проехать. Ну, это 30, это мощно, у нас они до 20. Да, ну это такой чисто, 20. он, знаешь, простяцкий, чисто городской, доехать там до работы, грубо говоря, и обратно. Ну, сейчас вот снег растает, сел на него вперед. Да, я уже жду вообще весну, чтобы попробовать просто. Как оно вообще. Я на зайдет, не зайдет. Если не зайдет, просто, если мне не понравится и не буду им пользоваться, я его просто продам, да и все. Самокаты прикольные. Вот, Серега меня удивил, что у вас там чуть ли не права уже надо на самокат получать. Ну, потому что много начали людей борзеть, у тебя очень много запретов на эти самокаты. То есть у нас эти вот набухаются вдвоем, короче, пьяные. Нельзя, на самокате тебе только надо в одного ездить, трезвым. Ну, как бы, да. Страховка стоит на него 20 евро в год, скажем так. Но дело в том, что многие там, знаешь, на такси дорого ездить в Германии. И они берут самокат, там, да, самокат там копейки стоит, и они на самокате едут, короче, уже там от даты. А если ты будешь на этом самокате пьяно ехать, тебя остановят, тебя могут также прав лишить на автомобиле, да. Ну и, соответственно, жестко. С другой стороны, люди сами к этому довели, ну, не занимаясь бы фигней изначально. Мы вообще теперь продвинутая страна. Вместо мяса жуков ням-ням. Серега, да? Я когда авто продал, катался на электросамокате. Ну, сейчас же у тебя есть машина же? Не, ну, вдвоем на самокате это, конечно, кайф. Я тоже покупал тут с ребенком катался, но по идее это запрещено. Знаешь, я-то вроде бы как бы ездить могу, но если какой-то, как у нас эти соседи немцы, кто-нибудь стуканет, ну и приехал драйвер, короче. А так я сделал... А что, есть такая тема, что друг на друга стучат соседи? Конечно. Ну, то есть это вот прям сами немцы именно? Ну, конечно, да. Ну, то Не есть без у тебя этого. соседи у тебя Не прям то, что немцы, я тебе могу коренные сказать. немцы, грубо говоря. Да даже не они там коренные могут немцы, то стукануть. даже такие же самые русские могут уже также на тебя стукануть, потому что они уже прожили здесь лет 30, они уже как сами, как Ну, то есть уже немцы. все закоренели. Да, они типа тоже тебя так сдадут. Это дело даже не в коренном немце, дело в человеке. Ну, чисто менталитет. Да, Воспитание. это Я бы даже просто- сказал воспитание. Это перевоспитали, потому что по-русски это как бы стучать, это нехорошо. А эти, получается, их даже в школе, в детском садике учат, и, соответственно,
ничего с этого хорошего не будет. А вдвоем на самокате это круто. Да, я с тобой, Серег, согласен. Я тебе говорю, я брал специально самокат, то есть я на самокат сделал себе в телефон приложение, чтобы мне на самокате было дешевле ездить. Там в приложении я купил себе паспорт. Получается, самокат, там вот этот QR-код, ты его сканируешь, да, через телефон. Он, чтобы открылся, там я плачу оплата PayPal и поехали. Это в аренду, короче. Ну да, да его покупать смысла мне его нету. Я посчитал, короче, что, потому что там самокат, он дорогой, вот этот, да, на котором я езжу по городу. Если ты его будешь лично сам покупать, тебе штуку евро надо. Так тебе еще за свой счет его заряжать, ты же его к электричеству. Да, вот именно, тебе надо будет самому еще электричество на нем делать. Закончится резина, еще резину купи. А так они стоят сбоку дороги. Я сел на него, прокатился, поставил, и через 3 месяца опять его подошел, сосканировал и поехал. У нас таких самокатов 400 штук в городе стоит, да, там. Не, я чисто тогда купил, самый прикол еще, вот, кстати, в этой покупке тоже есть прикол. В общем, мне дружище пишет такой с утра, говорит, магазин Декатлон, знаешь, такой французский. Конечно, магазин, у нас тоже Decathlon. есть Декатлон. Да, но у вас есть, у нас больше нет, как бы вот. У нас они были, и этот магазин внутри там интернет-магазина, да, какого-то там, распродавал свои товары. И вот они сделали такую скидку, типа... Товар надо скинуть. Да, товарную скидку, что типа все распродаем на эти электросамокаты. И мне друг такой пишет с утра, говорит, ну все, давай берем все самокаты, хороший самокат. Я за него там ручаюсь, я прочитал, там обзоры посмотрел, все, крутой самокат. Я, говорит, себе заказал. Он мне пишет с утра. Я целый день думал, и только к вечеру его заказал. И самый, короче, интересный момент в этом во всем, что мне этот самокат приехал в доставку, а этому чуваку, который заказывал с утра, ему не приехал этот самокат. И в итоге все. Ему вернули деньги, просто он без самоката просто остался. Не знаю, но вот такая ситуация получилась. Хрен знает, как так произошло. Ну, в общем, он в шоке, я в шоке. Ты, главное, заказал позже и получил. Да в итоге мне этот самокат вообще не нужен был. Он просто написал, говорит, бери, хороший самокат. Я вот взял, не знаю, что мне теперь с ним делать. Ну, попробую, получится, не получится. Снег растает, ты скажешь, понравится, да. Кашка, и сами на нем ездите будут на самокате теперь зажигать. Ну, знаешь, с другой стороны, я больше на бэхе там гонял бы летом. Мне больше нравится на тачке летом гонять. Да? Ну, не знаю. Не, но с другой стороны, свежий воздух, обдувает ветерок. Ну да, конечно. Ну тут такой будешь, знаешь, на самокате такой будешь байкер уже, такое двухколесное транспортное средство. Байкер. Не, ну то, что у вас такие жесткие правила, это, конечно, я что-то... Не, ну а как, эти же муравейники же сами виноваты. Я тебе говорю, первые самокатники начали такую херню мутить, а это небезопасно. Правила жесткие потому, смотри, все очень просто. Потому что наше недалекое правительство взяло их, пустило всех на дорогу. И все. Они их пустили на дорогу, то есть они у тебя, представляешь, ты будешь ехать на своей бэхе, и у тебя будет перед тобой на этом самокате катиться по дороге общего пользования. И это жопа. Сейчас у нас в центре города, вот в основном все уже на 30 знаки скрутили. Это просто жесть какая-то. Я также себя ощущал, пишет Снег, как байкер. А Серега что там, как всегда, пытаются везде с нас деньги содрать. И да, и нет. Ну, страховка, то есть ты платишь 20 евро с самокат, Антон, это как бы у тебя номерной знак на целый год на самокате, и страховка сразу же в это включена, да? То есть 20 евро в год просто за то, что у тебя есть самокат? Да не просто за то, что в год, это страховка. Если ты на этом самокате в тачку въедешь... А там есть какой-то, лимит по ампер-часам, по мощности? Нет, страховка. Или типа без разницы, любой электрический самокат? Это без разницы, электросамокат. Вот, допустим, есть вот эти мотороллеры, вот эти скутеры, 50 км в час, которые едут, да? Да, есть мощные. Да. Но вот на этот, на 50 кубиков, которые едут 45 км в час в Германии у нас, они их забили по скорости, ограничили, поставили на 45, там стоит 68 евро стоило в том году, сейчас уже, наверное, 70 стоит на целый год, то есть у тебя... И плюс еще на все эти транспортные средства вешают номера,
И, соответственно, если они нарушат свой скоростной режим именно в своем классе, то они получают штраф под камеру, грубо говоря. Ну и так. Просто смотри, тебя в Германии, как сказать, не только в Германии, в других странах тоже есть здесь, но не везде. Тебе не транспортное средство, которое принимает участие на дороге, которые соблюдать должны правила дорожного движения, то есть они между автомобилями же ездят, да, везде. Если что-то произойдет, какая-то авария, они застрахованы. Если тебе сейчас в России на тебе сейчас в твою BMW на самокате какой-нибудь чувак въедет, у него страховки нет, кто тебе будет машину ремонтировать? Ну да, я должен буду поймать этого чувака. Вот, там, ты должен будешь его еще и поймать. Смотри, ну ты вот видишь, обязательство взять телефон с него там, я не знаю. А ты его когда поймаешь? Он на самокат прыгнул, свалил, ты его даже не запомнишь, как его зовут. Нет, ты прав. Здесь смотри, просто все. Здесь чувак, допустим, в тебя врезался, а у него есть на самокате там номер, да? Ну, он там дал свои документы, полиция приехала, все его раз. Страховка этого самоката будет тебе BMW, скажем, ремонт платить, скажем так, грубо, да? Ну, Volkswagen кому-нибудь въедет, там, без разницы. Не, ну это, конечно, продумано. Конечно, так потому что они, я же тебе говорю, единственное, конечно же, страховка же тоже, они же не балбесы, они же тоже деньги зарабатывают. Ну, у нас тоже такие случаи есть, и, знаешь, это, дай бог, он в какую-то тачку въедет, да, это все-таки железка, да, а тут бывают случаи, когда в людей въезжают, и люди там летальный исход получают, знаешь. Да. Вот это страшно. Да. Вот это страшно. Страховки также предписаны, допустим, что страховка покрывает, да? Вот то есть какой-то чел сбил, допустим, бабушку какой-то, она там кони двинула на переходе, да, и все. И этот чувак предстанет перед судом. И дай бог там суд докажет, что он там виноват был, там, что он должен что-то выплатить. А тут, когда есть страховка и... Ну, это вообще грамотное, конечно, Не, ну потому что, смотри, движуха очень большая. Единственный момент, где я тебе могу сейчас сказать, вот я вспомнил, мы сейчас про самокаты тему задвинули. В том году, когда я был в отпуске с семьей в Италии, там эти самокаты тоже ездили, только там, получается, у нас такой наш городок был для туристов. И там эти самокаты были без номеров. Но в Италии законы чуть-чуть другие, чем в Германии, да, и я еще толком не уверен, то есть я хочу как-нибудь поехать, чтобы в другой город посмотреть, реально надо по всей Италии, или только это было из-за того, что мы были в какой-то туристической зоне, знаешь, что они там на самокатах ездили в аренду, да, без номеров, абсолютно, да. У нас эти самокаты без номеров, выйдешь на дорогу, я не знаю, сколько ты проедешь, минут 10-15, тебе обязательно кто-нибудь намекнет, или полиция тебя остановит. Быстро очень. Даже у нас эти полицейские бывают, если в городе на велосипеде едут, ездят же летом, когда тепло, есть два полицейских на велосипедах. Они по городу ездят, да. На них лучше, конечно, не нарываться на такой мелкой технике, потому что догонят тебя, блин, потом скажут, ты что тут, Васька, нарушаешь? Ладненько, ребят, я спадки. Наталья, спасибо большое тебе, спокойной ночи. Да, уже смотрю, уже 2 часа ночи у вас уже, ребят, все, у Конора вообще уже там 4, ё-моё. Мне уже вас неудобно держать, но я что-то не знаю, так вот получилось так вот. Я вообще, главное, не сплю 2 часа ночи. Да, Антох вообще он не спит, и я тоже такой, но я уже сейчас потихоньку начну засыпать, потому что я встал в 4 на работу, уже скоро опять 4, так что, Антох, я долго не буду, уже надо мне скоро тоже двигать. Да не, все надо, батарейка, мне кажется. Да, батарейка садится, но, видишь, я смотрю, у тебя очень много вопросов ко мне. На вопросы всегда надо ответы. Я еще забыл, что спросить. Я хотел тебя спросить. Короче, ты же пользуешься Ютубом, да, по-любому, и вообще когда-то просто всегда зарегистрировался, может быть, даже не зарегистрировался, а просто зашел посмотреть свой первый видос какой-то на Ютубе. У меня вот вопрос какой. Я хотел узнать, вот какие каналы, да, ты чаще всего смотришь? Я не считаю каналы там друзей, да, я понимаю, что мы там друг друга всех поддерживаем, да, и все. Вот просто именно твой интерес, вот что ты любишь посмотреть на Ютубе? Какой твой канал там любимый, допустим? О чем он? Ну, у меня 4 направления. Есть же, знаешь, там топовые какие-то каналы, да, там. Ну, у меня в Германии там есть парочку, которых я немцев смотрю, парочку с Америки, там, допустим. Только мой, Серег. Твой мы смотрим, когда особенно это там Амиго. Нет, то, что друзей, это понятное дело.
У меня, Такой допустим, велобат какой-то. у меня есть разные аккаунты есть, да, и, соответственно, на одном аккаунте я смотрю, допустим, вот канал Драйвер, я смотрю только вот подписчиков, друзей моих, да, вот наши вот эти вот все, у кого что-то выходит, я это смотрю. Опять же, по времени возможности. Другой канал Драйвер Гараж, с которого все началось у меня вообще на Ютубе в 2018 году, где я записывал ролики автомото, ну и продолжаю сейчас опять этим заниматься. Там как раз таки через этот аккаунт я смотрю как раз таки автомото у других. Ну и путешествия еще. Вот у меня вот автомото, путешествия, и вот сейчас четвертое, то что вот какие-нибудь, знаешь, ролики такие по видеомонтажу, связанные именно с тем, как вот как смонтировать где-то, как-то подучиться, переходя где-то что-то там слепить так, чтобы было выглядело, как будто это с какой-то крутой программой. На самом деле все это так чики-чики. Тоха, я все в точку перечислил. Топовый. По-любому топовый. Вот как вот топовые ребята, я замечаю, почему топовый канал. Когда ты раз, и тебе сразу в рекомендации прилетает. Ну, понятное дело, топовый. Простые каналы в рекомендации не прилетают, только топовые. А у нас у всех контент, как сказать, такой. У каждого свое что-то идет, и нормально. Каждый по-своему хорош. Вот так скажем. Точнее, уникальность есть у нас у каждого. Как-то вот так. Ну, раньше смотрел, конечно же, автомото больше. Вот с каналом Драйвер, конечно же, еще вот когда вот пошли вот эти вот игровой контент, начал еще записывать. Больше же начал смотреть тоже вот у друзей там что-то где-то. Все. Я в основном смотрю друзей. Да. Ну, я вот, поскольку я вот автомототехнику еще я вот люблю. тоже хочу сказать, что в последнее время вот... Короче, ну, я типа раньше ютубом пользовался, да, каких-то топовых стримов, смотрел там какие-то игры, прохождения, еще что-то. Когда уже начал сам там... Когда сам понимать, знаешь, как это работает. Да, сам стримить начал, понимал, как началось все работать, думаю, ну и зачем топовых смотреть, когда они и так в топе. Давай уж будем смотреть тех, Там без тебя их кто не в миллионы. топе, да. Да. Да, все правильно. У нас чуть другая теперь эта самая тема, поддержка. Понятное дело, там у того чувака там миллионы, да, у него там ролик вышел там за 3-4 дня 500 000 просмотров. Ну, как бы, сам понимаешь, да. Куда нам? Ну, даже дело-то не в этом. Он тоже, когда-то эти же самые чуваки, там, 10-7 лет назад начинали, у них ничего не было. Как у тебя сейчас, как у меня сейчас. Просто 10 лет назад было меньше конкуренции, им было проще подняться вверх, даже сильно не напрягаясь. А сейчас Ой, да все, но не напрягай, ты чё, Олег? Да. Какая конкуренция 10 лет назад. Я тебе так скажу. Там же никого не было же. Вообще, в принципе, YouTube, любая платформа, короче, зависит все от человека. Да. Да, много разных примеров есть, да. Кому-то повезло, это те люди, которые начинали. Давно точнее, вошли в этот круг в начале. Такие там, ну, я не буду не говорить. Просто либо ты был первый среди всех, либо ты харизматичный, тебе повезло, просто понравилось. Еще какой вариант есть? Еще какой вариант есть? Ну-ка. Либо ты стараешься очень сильно. Да, либо ты интересный тем, что вот ты создаешь контент сам по себе, понимаешь, да? Ну вот да. чувак там мастерит, я не знаю, там скворечники круто, да, и люди хотят посмотреть, как скворечник делать. Они будут смотреть, как скворечник делать. Ну да. То есть тут нету вариантов каких-то других, да, то есть либо ты харизматичный, либо ты там делаешь что-то интересное, либо ты ничего вообще. Либо ты Сережа, пишет Сережа. Круто. Не, вот Серега, вот, блин, за Серегу на самом деле очень, мне всегда очень обидно, потому что Серега уже не первый год на Ютубе, и в принципе контент вот супер. Ты его старый ролик видел, где он плойку ремонтировал, а? Да. Это вообще... Да, я вот Серегу... такой... Сколько этому лет видосу уже, я думаю, я почему канал там еще не Сереги миллион? вот реально изучил от и до. Я посмотрел всякие старые видосы.
И даже там на этих видосах заметно, как человек меняется просто. Он был один, потом стал другим вообще, понимаешь? Ну там такой мальчик стримит, да, Да, и первые очень видосы. обидно, что за все эти годы, короче, типа, чувак не набрал, ну, как бы вот это вот подписчиков вот этих. Но у него все равно есть своя аудитория. Я вот замечаю, к нему заходят люди, я вижу, которые постоянно заходят на стрим. Да. И говорят, там, Серега, привет, там, поддерживаем, все. Ну, у каждого Ну, вот своя Блин, такая да, есть. своя аудитория, это вот прям круто. Но Серега реально молодец. Прям хочу и желаю, чтобы он продвинулся. Тем более его, именно вот этот оригинальный свой контент, где он там что-то ремонтировал, крутил. Сейчас вот эти вот шортс Да. начал делать, молодец. А у него же там старые видосы тоже, там просмотров-то до хрена. Ну, растет. Так самый прикол в том, то, что подросли. Мне все-таки, знаешь, что кажется? У меня есть вы. Спасибо. Понял, принял, записал. Нет, дело в том, то, что мне кажется, еще это, знаешь, такой вопрос настройки все-таки. Там тоже, может, какие-то нюансы там раньше-то как залили видос, написал название там абы как и поехали, да. Я раньше вообще, когда первые видосы заливал, там я не парился вообще по названию. Я думаю, что мне так мало этих самых, да? А кто-то вот заливает видос, они там пытаются там как-то вот название там что-то подкрутить, превьюхи. Мне вот эти превьюхи никогда этим сильно на это не клало никакого этого такого фокуса, да? Хотя 50% успеха, что твой видос стрельнет, это превьюшка тоже. Не, Олег, Если ты она не ошибаешься. кликабельная изначально, блин, что это Нет, заходить? Я так все равно думаю... блин, да тут все влияет на самом деле. Я вот за все вот время, сколько вот, почти 3 года скоро будет уже, вот как я на YouTube пришел. Я пришел, ну, соответственно, как и все, блин, зеленым. Я не знал вообще, что, как настройки. Как Просто доллар зеленый. у меня единственное был, вот у меня был вообще посыл ко всему Ютубу, у меня всегда был посыл такой, что я любитель поиграть в консольные игры на PS4. Я там играл в GTA, там еще что-то. Да, И просто постоянно, грубо говоря, ты пришел с работы, типа делать дома нечего, да, включил Соньку, сидишь на диване расслабленный, да, жуешь какие-нибудь вкусняшки, играешь в игрушки. Все. И у меня такой посыл был всегда, думаю, типа, ну вот, буду стримить, короче, вот эту всю фигню. Все. И, короче, с этого потом все закрутилось. И я даже не знал изначально, какие настройки надо делать, что там есть какие-то теги, хэштеги, описание. Я не знал этого ничего. Что там превьюхи эти надо, что-то. И потом со временем все к этому всему это пришло. И вот сейчас уже на опыте, спустя там, вот я говорю, 2 года, я хочу сказать о том, что вот все, что доступно вам в описании, да, вот к вашему видео или к вашему стриму, нужно все заполнить абсолютно. Чтобы вот ни момента незаполненного не осталось. Надо все заполнить. Ну, там есть каждая какая-то штучка, каждая изюминка будет влиять на дальнейшее развитие все-таки. Да все влияет, все абсолютно. Все. И тот человек, который делает контент, влияет на контент, как он тебе харизматично поведет в первую минуту, и потом будет зритель. Выключаем или смотрим вот этот ересь дальше? Или еще 10 минут его потерпим, да? Ну, Да, удача и везение тоже играет большую роль, Серега говорит. Ну, это тоже есть такое. Есть такие стримеры, которые просто повезло. Они какой-то запустили стрим, попали в какую-то аудиторию, там набралась, и все, и они стали известными. Тут тоже палка о 2 концах. Повезло им тогда, когда никто не стримил. Либо ты будешь стримить новые игры, и люди будут приходить смотреть твои игры именно. Либо ты будешь себя делать на канале. То есть именно чтобы люди приходили смотреть тебя. И неважно, в какую ты будешь игру играть. Просто они приходят смотреть, как ты именно это делаешь. Как персона. На твою реакцию, да. Да, все правильно. Ну. Или там, или здесь.
Вот именно. А если некоторые персоны становятся такие более популярными, тогда как раз таки людям больше интересно какое-то личное пространство, личную жизнь этого человека. То есть им как раз вот влоги потом и смотрят такие видосы. Да, а вот как раз потом такие стримеры всякие вот, которые, знаешь, там становились известны, они потом начинают влоги снимать, потому что людям интересна именно их личная жизнь. Да, да. Они там смотрели, как он в игры играет, а что он там в жизни делает вообще, как он развлекается, как он отдыхает. Он после стрима Где сидит он? носу ковыряется, да? Да. Ну, один спит и просыпается богатым, а другой просто Сережа. У меня канал тоже 2 года, 20, 21, 22. Но, блин, как раз в года коронавируса каналов понаоткрывали, дома людям скучно было, они все стримерами стали. Я хочу создать свой культ личности на Ютубе. Нифига себе. Блин, культ личности. Что значит культ личности? Давайте поподробнее. Как ты можешь создать культ личности, когда тебя никто не знает? Вот, хороший я вопрос. хочу сказать о том, чтобы тебя узнал кто-то, да, на Ютубе, ты должен создать такой контент на своем канале. Контент такой, чтобы посмотрел кучу народу и тебя узнали. Туда лицо свое вставь обязательно. Ну да. Вот смотри, вопрос тебе сразу навстречу, прям так. Я буду когда-нибудь таким, потом, личностью какой-нибудь такой? Поскольку у меня уже видели не один видос, где прям моя физиономия светится. Как считаешь? Лет через 5? А я думаю, да, понимаешь, Лет через 5. Во-первых, ты гнешь свою линию, не останавливаешься и не унываешь, знаешь, там по поводу там минимум просмотров, минимум лайков и все. И у тебя все равно в любом случае, как бы ни крути, у тебя есть своя аудитория. Ты, может, ее не замечаешь, ее может быть не быть в чате. Ее может не быть в чате, они могут никогда в жизни тебе не писать никаких комментариев и сообщений, но она есть, эта аудитория. Серега. Серьезно? Да, есть. Потому что у меня некоторые, я знаю, у меня некоторые чуваки, некоторые на стриме проходят, некоторые смотрят влог мой, и некоторые смотрят именно, когда я на байке ездю. Есть такие. Я вот буквально таки вот на днях у меня сейчас подписки человек 10 плюс пришло. Опять же, настоящие люди, которые прям увидели канал, все подписались, и они будут смотреть, конечно же, в основном мой влог или байк-контент, с байком связанное что-то, да. То есть вот эти вот, которые стримы, игры, нет. Один мне так сказал месяц назад, говорит, когда, говорит, ты играешь в какую-то игру, я это не смотрю, говорит. Но вот когда на мотоцикле, говорит, видео выйдет, я посмотрю. Я говорю, так ты посмотришь его, напиши мне комментарий, чтобы я видел, что ты его реально посмотрел, ну, фидбэк свой оставь, то есть оценку свою, да. Не, это да, но, мне было Олег, приятно тоже, очень. Знаешь, там требовать от каких-то людей, там... Не требует, просто так. Не, ну, ты знаешь, я тоже ним об этом всегда чисто говорю, и я понимаю, что это такой отголосок, как бы... Ну, кто-то напишет, кто-то нет. Не, просто это такое себе. Ты знаешь, я заметил такую штуку, вот кто-то пишет комментарий, вот эту вот копирку штампует, да? Да. Прям вот таких есть Да у нас это вообще парочку. зачастую. Ну, это... Но не кто-то надо пишет. даже скрывать, это все так делают. Да, Это вот дружественные подписки, они все так делают и пишут одними и теми же словами. Это просто как под штамповку, реально. У меня такой один текст есть, когда у меня открыто 8 каналов сразу, я сижу, монтирую. Они-то все работают. И я тогда текст такой вставлю, такой, все. Ну, он так, стрим-то работает. Я так посмотрю, то одного посижу, чуть другого посижу. Потом помонтировать надо. Такое. Перемешку. Ну, я, короче, честно благодаря двум признаюсь, мониторам. Я не знаю, как бы могут там некоторые осуждать и сказать, типа, ну ты звезду словил или еще что-то такое. Звездочет. Я, короче, перестал писать комментарии под видео людей, ну, который контент мне не нравится. Ну, реально. Ну, серьезно. Ну, просто, ну, представляешь, там кто-то подписался на твой канал, да, допустим, и вдруг увидит на каком-то другом канале твой комментарий, знаешь, на контенте, который просто внимания даже не стоит, да? И ты там пишешь, о, зашибись, прохождение, ты там супер круто, все круто, четко там, вот, ну, вот всякое такое.
Ну, как бы, какое отношение к тебе будет твоего подписчика? Типа, скажет, блин, ты оценил говно, круто? Как бы, чё за фигня? А если, знаешь, вот как если они поставили комментарии копирочные, хотя даже не видели контент, вот это вообще весело, да? Ну, представляешь? Да такое тоже бывает. И Конечно, лайки бывает. эти все отписывают. Я не удивлюсь. Я замечаю, есть такие люди, которые, понимаешь, заходят там, типа, все, привет, лайк поставил, ты им вопрос на прямом эфире задаешь, там, привет, как дела, да, а он ничего не отвечает. Ну, соответственно, ты же сам понимаешь, что этот человек зашел, лайк поставил, написал привет, как дела и ушел. Видишь, я если не смотрел, я лайк даже не ставлю, потому что тогда я сам не могу определить, там, смотрел я там, был там или нет. Вот у тебя сегодня вот эти видосы, я говорю, нет. Я когда у тебя последний раз был на стриме, 4-5 назад, когда там стримил, это уже сколько уже прошло, на тех выходных или когда это было, потому что я всю неделю бродил где-то. Когда? Как есть. Да. Ты везде не успеешь, смотри, сейчас у тебя штука перевалит. Отпусти ситуацию просто. Мне кажется, люди очень многие напрягаются, особенно, знаешь, иногда такие тоже каналы наблюдаешь, когда человек по 3 стрима в день делает. 3 стрима в день, у него 0 просмотров, там, ну не то, что 0 просмотров, но 1-2 там человек как сидят, там, такие же, там, как и он. Вот это вот все у него накапливается, он каждый день вот это делает. В нулевую аудиторию, в нулевые просмотры. Для чего? Ну, ты пойми, ты же просто впустую тратишь свое время. Ты заполняешь память Ютуба. Никто твои стримы по 3 часа пересматривать не будет, если у тебя на стриме никого нет. Потому что прямой эфир, он подразумевает людей, которые должны именно в прямом эфире находиться. Да. Никто стрим пересматривать не будет. Видишь, у Конора время есть, каждый день может стримы делать. Если есть время, пожалуйста, делай, это не возбраняется. Но я всегда говорю то, что если у тебя нет просмотров, тебя не смотрят ни на стриме, ни твои видосы, измени свой контент. Ну, проанализируй. Что-то надо поменять. Проанализируй хотя бы игру, которую смотрят больше. Играй, значит, в нее. А то люди, знаешь, вот... ну чтобы, мне, кстати, мне чтобы их просто жалко, было. мне их жалко, реально, и таких много. Я думаю, ты сам, Олег, замечал таких людей. Да, конечно, всякое Из было. своих там подписчиков. Поначалу, мне просто жалко их время, мне жалко их. И даже сказать как-то хочется им, да, об этом, типа... Но, с другой стороны, думаешь, ну вот сейчас обидишь как-то. Вот, их. боишься обидеть. Да, боишься обидеть. А с другой стороны, я вот не боюсь обидеть, потому что я хочу людям помочь и сказать о том, что, ну, ребят, ну не делайте вы впустую, да, свои дела, и не тратьте вы это время. Если не идет контент, ну измените вы его. Попробуйте себя в другом амплуа, там, попробуйте другую игру. Если пошла игра, ну, значит, играйте в эту игру. Для того, чтобы какую-то аудиторию хотя бы первоначальную наработать. Ну да. Просто что не каждый это может взять за помощь, принять, типа, такой, знаешь, что реально обидеться. Вот это, конечно, было бы стрёмно. Да, и мне вот... А так-то, по большому счету, все правильно. То есть время вот это вот бестолку подаренное при нулевых просмотрах. Конечно. Это, конечно ну, же... Представляешь, сколько это времени. Я понимаю. Это в том-то все и дело. В том все дело. Там плюс-минус 0, это, конечно же, блин, я вообще поначалу, когда включал, такой, блин, да вообще кто-нибудь будет, там никого ж ничего не знаешь. Страшно было еще, там, боишься что-то там сказать, это же сейчас сказал, оно же туда все улетит, все. Слово не воробей. Как-то вот так. Че, пойду я, Андох, тоже, наверное, уже, потому что мне сейчас на работу, давай, мне скоро на работу опять вставать. Не, ну, классно посидели, я рад. Теперь у тебя Discord есть на компьютере. Уже да, я, кстати, установил реально Discord. Из-за твоего стрима пришел чуть Discord установить. Прогрессируешь на глазах, все, в следующий раз прям стартуешь, Discord, поехали. Ты в Discord еще есть камера, на камере здесь в Discord можешь ты фонд менять. Вообще красота, без хромакея все работает. Вот так можно проводить стримы, подкасты. Ага. Да, я тебе покажу в следующий раз, чтобы это самое. Ты вообще потом будешь угорать сидеть, тут я тебе говорю. Очень прикольная программка. Я поначалу... Ну, у тебя еще вот тоже всякие там рамочки какие-то. Вот, то у меня все такого нет. Да, это рамки-то я вот сделал пару месяцев назад, скучно было мне просто. Никакой, да, вот, Новый год был,
когда у меня, по-моему, елочка, видел на Новый год, у меня елка крутилась. И вот я потом после этого, когда елку нашел, и там эту рамку, я первый раз вот взял рамку, поставил ее, теперь она у меня там есть, но я ее могу выключить, если она у меня также, эта рамка отдельно включается от камеры, да. Я понял, да, это она как сцена, ну, не как сцена, как сцена, как она там как отдельно. в источниках она стоит у меня. В источниках, да. Да. Я поначалу смотрел у других, как это вообще херня работает. Захотелось вот попробовать. Я вот елочку поставил. О, получилось. Ну-ка, давай-ка рамку нашел эту, да. И то она у меня сейчас, потому что вот так вот мы сидим тут общаемся. А так и в игровом стриме там она, в принципе, мешаться только будет. Как-то вот так. Все. Блин, ребят, короче, круто посидели. Вот Конор там пишет, пока, базука, драйвер, звони мне. Конор, удачи тебе тоже, дружище. Все, спасибо большое всем, кто так долго с нами был. Блин, очень рад. Серега прям долго в чате был. Конор, тебе от души. Я завтра занят буду. Ты в воскресенье, если, Конор, будешь что-то делать, я обязательно присоединюсь. Будет очень интересно. Я надеюсь, ну, что-то такое придумаешь, почему бы и нет. Все будет круто. Удачи, поболтаем еще. Снег, да, Снег, с тобой мы свяжемся. Вот ты теперь в Discord Чиканок Стар Супер зашел. Напиши мне лично напиши мне в Дискорде. Мы свяжемся с тобой, и надо будет что-то такое, типа подкаста замутить. Вот, Антон говорит, тоже, говорит, давай, я послушаю. И я думаю, найдутся на канале у меня много людей, которые очень мы хотели бы послушать твою историю, поговорить, я бы тебе вопрос позадавал, там, ну, все такое. В инсте подписался. Все, понял, все, удачи, бро. Да, поговорить всегда есть о чем, особенно Ютуба, развитие и все такое. Вот, без проблем. Все, я понял, буду рад. У нас 12:30 ночи, ребята. Всем большое спасибо, пойдем отдыхать. Всем до скорой встречи. Я, как всегда, говорю, это продолжение следует. Завтра, точнее уже сегодня, уже новый день, новый контент. Будет день, говорит, будет пища, да. Всем удачи. Давай, Антох, тебе спокойной ночи. Да, пока, Олег, пока. Давай. Всем пока. Всем пока.